يلا. Ибраим подключиться, Дина. Ибраим, ой, из YouTube Чуаболчага Масяга и сообщение. Прямой эфир идет, али ссылки на телеграм-канал. Тот, кто хочет, чтобы мог зайти и задать вопросы. Тяга, дай сята. Варианты эфир выдаю чуали. Массан хайт. А то телеграм чую я цахуш, мегитешуш. Чтобы все знали. Обычно вопросы задают. А трансляция Ох канал ты аглату ешер теше, у канал аглату ешер теше. Айш sana. Ибраим. Хозяин. Так. Ви лазим думаю. Телеграм чую эфир. Так. Айса Гудремесский. Ну, вот, потихоньку собираются. Так, чтобы могли говорить и задавать вопросы. Часто спрашивали, когда у нас будет эфир в Телеграме. Телеграм, что, в пятницу я холсовал эфир. Так-то, что очень жваплуша. В Инстаграме будем делать по мере возможности в субботу и в воскресенье чисто на YouTube посмотрим. Чтобы везде все могли задать вопросы. YouTube, Telegram جوحة دقة بولشارنا أدخل شين أوديرة تسوندير ويشت камер латинь очень удобно душу, не камере очень удобно душу, воля худу тишу. Хатта шенджуап дала. Хатта. Я разницы аци. Ибраим, для вещания вообще что лучше? Гушить воляду, хечить воляду. Прерваться до. Ага. Так. Разрешить говорить. Разрешить. Так. Мацана. Разрешить говорить. Разрешить говорить. Хаташем. Так. Собрал. Хэшо. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siye chat o dikuşu YouTube çok canlıyor. Belki haber diyor. Дерес хил. Акинс Ибраим. Может, начать нужно сообщение начать. Несуек. Оказывается, тебя заподозрили сверхсекретных агентах Пентагона и всех спецслужб мира. Канал шли в Шубошинс. Dela, jo sigat mi var så jo sent är sta coach. Det наконец-то havitser hadia başlam toyla dostum. Ну, конечно же, еще раз я повторюсь и скажу. А? Санкции Широн Барас. Санкции.
Ее инчо, санкции шахуешь модель. Не, на самом деле, Ибраим Сунха Алхрикшайна никогда в жизни Адам Мцас, он может обидеть и душ с Адам Датс, так Сунха Алхрикшайна это ногчи или ши, цац YouTube чах активный, волбяши активно работает, хи, ца нахан зеди души, ца халхиетер ди души, цан цахат дер Датс бодик дич. Но, видать, многим людям не дает покоя работа или деятельность. Наверное, Ибраим, то, что ты проводишь вот эту работу по культурным непосредственно нашим материалам, может, это кому-то помешало, хотя, в принципе, угодить никому мы не обязаны. Мы максимально и так стараемся, чтобы работать и проводить свою работу только ради своего народа. И говорим и обсуждаем свою историю. Если, конечно, не переходят некоторые грани, начинают активно нам рассказывать про наши, к нам территориальные претензии, к нам какие-то или исторические претензии. Вот когда начинаются вот эти разговоры, тогда нам приходится отвечать. Выжри, если у кого есть ссылка, я в эфир даю класс, чтобы люди подключились в Инстаграм. Что, Ибраим? Başlarsa ettu halasu viskanet. Вистала, Ибраим, вистала. Başta döhara ruhtu şvasim nasigo da şehre gadu da çıkayna. Çıkayna. Vallahi bakma doğru istatıda kalagi şkavu çıkayna. Zaganita. بالنسبة لنا إستيقظال ديتش تلخاتو ونخشن إقوالوش خاتو بغلاء تيلا عش تيل إفيشي كانوش عطو ناس لوشاينا حقفيت بالنسبة لرسوة طوغينا والله بقى مضاني حلولي لص حقفيش دوختش واسي ماستا بوست دوختش واسي ماستا دوختش ديت نابتا لو إشتا كمبيوتر سو واجو تاعا قامتكم يلجا أخت كمبيوتر موش قيتشو تاعا أخت ديلا مثلا وجودوش على انستغرام جابي واتسلا في يوتيوب جوا مثلا وسجيموش دينا سايت شاري يوم جو دي شو سايل ده تطلع خوبي اولوي اشتيونو فرصة مثلا ده مثلا دولدتر دوش ويدقوش خارتو يختو فبا بيش ولديرا ودي دقة سايل اشتحيوغا بربا داقة ولي لسو كتعنا مستيعا سوقي واحد جوا انترنت جوا تشتا يوتيوب جوا وشمعو ما مثلا بخارج هبو بيشوكوش قيوم دي شمعته شالو الجيترم دوتسا Ибраим, дерес хейл, да, дупа ахвал. Шеку яцу тяха вая сам асрик хаттар дийду аситя, чтобы чуа болчан хазита да арета. Асаун ердон, Ибраим, запомни раз и навсегда. Если говорят тебе за спину, значит, они всегда будут идти сзади. Понимаешь? То есть он будет, я шлюшу в первую очередь, значит, они идут сзади. И только зависть и подлость этих людей, она будет работать против них. Это первое. Во-вторых, ты не зарабатываешь никакие деньги, ты не зарабатываешь никакие дивиденды. Ты хай волбяш, хайриц, сунха хайл ситуация, хибаш. Все, хамича ашу сун цахаца на Европе, а вы харби. Сун алируштик хам. Но что я хочу сказать? Самое важное в этой ситуации, которая в баталиях проходит, когда говорят за твою спину, или когда делают карикатуры, или когда делают рисунки, да что угодно, касающееся тебя, твоего имени, не забывай, ты бусулбо, амел что хюгер, яллю лидерго, хюгер, по молодости, можешь, харца лишь, хюгер, делал, кинош, пацан, орбек, кем кардаться. Вот, а вопрос мой заключается в том, да, Ибраим, вот мы сейчас свободны, здесь никто, ничего нету, бодик, она вообще, какой вообще, хуху каналы бар, войс бахца речь, чеченские каналы бар, вообще исун, и войшин, YouTube йоцек, хисха канал, лил ваш ролик, чеш, хума лил ваш ролик, бодик, она, да. Deel orano başla. Bakdık
Karvayışım yıldaşta kanal diye başlan kredi vetkili ver. Her kanal bu söyleyene sağ kanalında işte Çiçek Всё, Voice diye всё, var. Allah всё. değil okumuş. Все тогда. Когда на этом вопросе мы просто-напросто вступительного комиссия, что дера, хун йочо, кецеквал гач бол дера, харцу юч бол дера, ой дахайт, ой дахайт. Başla. Bak lütfen. Vallahi billahi tallahi iyileştik soruları. O sorular yahiyete dostlarımı batış. Харцу. Ataka Çiçek Ибраим Охай Шварцон. Раз, два. Сохай шуй али шейт киечему. Айса, Идрис, сохай шуй. Хорошо, адикто. В любом случае, Ибраим, ведь о связи, верь, крутим, сажимался. Проблем, что ждерду, имеется в виду со связью. Ибраим, он очень на любой чушей, упоевался, хаттер да лучше, хаттер да мегер душом. Чтобы мы могли вести свою работу дальше. Мы сегодня, конечно, не собираемся разводить прямо какую-то из этого, просто пока люди собираются, мы задавали вопрос. Все, кто смотрит сейчас в Ютубе и кто хочет задать аудио вопрос напрямую, заходите по ссылке, там в Ютубе вы увидите ссылку на наш телеграм-канал. Заходите туда. Я не знаю здесь, как сохранять мою цасу, но я так понимаю, телеграм-чат, эфиры в Ютубе сохраняется автоматически. Поэтому все, что мы говорим, общаемся, останется в Ютубе. Без всякого мата, без всякой ненужных вездош, по-исторически то, что вам считаете или слышали, или знаете, или хотите узнать, вы можете задавать вопросы. Еще раз, не забывайте, что данный контент, мы не занимаемся разжиганием межнациональной розни. У нас нету проявления шовинизма или ксенофобии к другим нациям, религиям, соседям, к кому-либо. Мы занимаемся своей историей. Поскольку идет шквал несправедливой информации касаемо нашей истории, нашей территории, там, да, в любой области, возьмите любую область, которую бы не затронул. Увидите публикации, я просто-напросто физически я не успеваю порой некоторые вот эти фейковые новости опровергать. Аллахи, если бы я сидел бы только на фейках, я вам клянусь, каждый день по 10-15 по фейков я просто сидел бы и делал бы опровержение фейков. За это время, это не считая с 2018 года, столько лжи и клеветы накидали просто-напросто. Даже здесь, в телеграм-канале, заходят, я уже просто-напросто их очищаю, чтобы, зная, что все подписчики, которые у меня подписаны на Телеграм, их буду четко просто посылать, чтобы не было вот этого вот столкновения. Я просто очищаю и убираю то, что они пишут. Потому что нету никакой конструктивного диалога. Должен быть конструктивный диалог, если люди хотят узнать истину. Если хотят материться или что-либо, тогда нужно искать, зайти к своему собственному отцу или матери и перед ними начать материться и говорить про какие-то места, которые они так сильно любят. Искажение моего имени Бяхнабилович. Мам. Алло, Соэфиряу. Искажение моего имени или то, что они берут, закидывают фотографии, мне абсолютно от этого ничего нету. Даже когда сейчас мне присылают, я просто-напросто смеюсь и убираю. По остальным историческим фактам, опять же, самое сильное то, что они любят говорить, или то, что они пытаются закинуть. Я закидываю не касающийся их исторический материал, любых соседей, будь то с Востока, будь то с Запада. Допустим, взаимоотношения наши с адыгами их не касаются. Или взаимоотношения наши с кумыками их не относятся. Где-то мы там каких-то перипетий, где-то мы говорим об исторических, допустим, фактах. Например, сегодня я закинул об одном из национальных героев в истории, описанном об Ачар Хаджи.
Гендергноевском, если я правильно понимаю, это односельчане сделали ему надгробный камень с благодарностью за то, что в истории он показал себя достойно, то есть не дал себя опозорить, не дал себя, если я правильно понимаю, честь своего народа не дал а, опустить, так сказать. И закидываем, мы начинаем общаться, будь то говорить. Но у нас какие-то есть терки непосредственно по этому вопросу, есть с кумыками. Там были некоторые из кумыков, которые там говорили, что якобы он, Ачархаджи, являлся кумыком. Он, конечно, не является достоверной информацией, поскольку, насколько я знаю, еще буквально года 3 тому назад с нами напрямую вышел его прямой потомок Ачархаджи, его зовут Мухаммад, если я не ошибаюсь. Он сказал, из какого он тейпа, как все это было, и многие вещи, к сожалению, не соответствуют действительности. Что касается Ачархаджи, непосредственно я говорю. Почему? Потому что рассказы о том, допустим, я хочу сверить, допустим, я общался с потомками Бейбулата Таймиева, то есть прямыми потомками Бейбулата Таймиева. Они рассказывают, что никто Бейбулату Таймиеву голову не отрубал, как многие в кумыкских пабликах об этом пишут. Не разрубил голову на 2 части. Этого тоже не было. Бейбулат Таймиев был приглашен на свадьбу. Там он был отравлен. И по пути обратно с этой свадьбы ему стало плохо на полпути. Но лошадь его донесла домой. И в течение 2-3 дней он еще лежал в кровати и умер. После этого его захоронили, если говорить о Бейбулате Таймиеве. Хотя многие ссылки некоторых дагестанских пабликов, кумыкских пабликов говорит, что якобы отомстили за кумыкского князя, который был убит Бейбулатом Таймиевым, его сын или кто-то из его семьи отомстил кровную месть и так далее и тому подобное, что не является действительностью, поскольку захоронение, перезахоронение, когда все происходило, и голова у него на месте, и череп у него не разрубленный, все это не является абсолютно действительностью. Почему я ушел от Ачархаджи, перешел к Бейбулату Таймиеву? Поясню вам. Дело в том, что потомки Бейбулата Таймиева, как раз сказали, Ачархаджи, когда говорят, многие говорят, что Ачархаджи погиб, его сразу убили на месте. Но доподлинно известно, его потомки говорят, что Ачархаджи не погиб, он был сильно ранен, но он ушел с многими оставшимися оттуда, хотя погибли. Многие говорят, вот из российских источников везде говорят, что он погиб, что убили его на месте. Почти 2-3, кажется, до 5 источников я публиковал уже у себя на странице. Но его потомки говорят, то есть потомок, прямой потомок, не брата сын, не троюродного брата, а прямой его потомок, говорит о том, что Ачархаджи раненый ушел оттуда. Раненый, сильно раненый ушел и был похоронен. Если я не ошибаюсь, в Маиртупе он был похоронен. Был ли он перезахоронен, я не знаю. Достоверно говорить не могу, потому что эти стелы сейчас начали. То там говорят, то здесь говорят. Достоверно сказать не могу. По этому поводу врать не буду. Так что многие, но я понимаю, почему нужно было преподнести это с точки зрения, почему записали офицеры так, потому что нужно было показать, что тот, кто дерзнул, убил царского генерала, убить на месте, чтобы и так далее и тому подобное. Это так преподнести, это намного лучше, нежели чем говорить о том, что он смог уйти живых, а это получилось бы, что такая дерзость, мало того, что он отстоял свою честь, тут еще и смог уйти. Поэтому вот по версии и как Ачархаджи, и как Бейбулата Таймиева, обе версии официальные, которые в разных пабликах закидывают, недостоверны. Поскольку захоронение, где похоронен, где кого перехоронили, каким образом это происходило,
допустим, потомки Ачархаджи преследовались на протяжении долгого времени. И он сам об этом рассказывает. Шароевский Буарз Умар да Дуайла. Дуайл Айсай Гудерменский тоже задонатил и поддерживает наш канал Дадуш. То есть они говорят и подтверждают, что все, что происходило, все, как они, их отцы говорят, что если бы они были убиты даже, или и так далее, и тому подобное, врать их потомкам все равно смысла нет. Почему? Да потому что если бы они даже погибли в таких обстоятельствах, позорного ничего на них нету. Они не погибли бы позорно. Уж тем более Ачархаджи. Но он, его прямой потомок, говорит, что он ушел раненый, сильно раненый, ушел оттуда. Да, сейчас очень многие начали рассказывать, что якобы там подошел, дергал его за ус и так далее и тому подобное. Я вас прошу, уважаемые друзья, мои братья, вы должны понимать, такие вещи, они недопустимы, как и про Байсангура Биноевского. Некоторые вещи там рассказывают, сочиняют сказки, так и про Бейбулата Таймиева, которому отрубили с одного удара голову. Так и информация о Ачархаджи, что к нему подошли, его дергали за ус или за бороду, это недостоверно. Он оскорблял Ачархаджи. И когда подошел на достаточно близкое расстояние, не вытерпев Ачархаджи, когда их обвиняли в предательстве и так далее и тому подобное, он нанес удар. Причем одному смертельную рану, Лисеневичу ранение, после чего он на второй день скончался. Но у нас есть люди, которые как будто бы сами там были и там видели, как его за ус дергают и так далее. Да, есть некоторые кумыкские историки, которые говорят, что Ачархаджи вообще не был чеченцем, и чеченцев там не было, что якобы это были все 318 кумыков, и что их и так далее и тому подобное. Там несостыковка очень большая. В принципе, как таковой кумыки против Российской империи не воевали. Только во времена шейха Мансура и определенная там часть, которые могли уйти. Остальные не воевали. Если получается так, что кумыки воевали, или они бы воевали, та часть, которая жила с чеченцами, выходила на войну, но уж точно отдельными гарнизонными селами, что они нападают, по крайней мере, я не знаю, может быть, но уж точно во времена не Ермолова это было. По крайней мере. И о таком сражении, где Герзель-Аул или нападение прежде на другую крепость российскую напали, забрали, потом их пригласили 318, такого нет. Да, сегодня есть моменты, где и о первом отражении войск Петра I, когда пришли, тоже все изначально, когда раньше говорили еще правду, говорили, что вместе отразили. На документах там сказано, это чеченцы и кумыки вместе отразили. Но сейчас уже начали некоторые источники кумыкские писать о том, что якобы, оказывается, первые войска, которые пришли Петра I, были там уничтожены кумыкскими воинами и так далее и тому подобное. Однако история знает эту ситуацию немножко по-другому. Если это было так, и если они победили, то зачем было потом, буквально чуть ли не на второй день, идти с огромными дарами? Там очень унизительный процесс рассказывает о том, как пришли, как сожалели, как дарили и что дарили и генералам, и представителям Петра I. Опять же, это не чеченцы пишут, это исторические документы. Поэтому эти моменты на протяжении определенного времени некоторые пытаются изменить, некоторые пытаются исказить. Если это было, будь то с представителями нашего народа, мы же не говорим, что где были кумыки, где были там кумыки, что это были не кумыки, а чеченцы. Нам этого смысла нет в этом говорить. Потому что чеченцы прекрасно знают историю и знают
против кого были построены и первая военная линия, и вторая Сунжинская военная линия. Как вообще пришли в соприкосновение с черкесами и кумыки. Как они оказались вплоть до области Назрань, крепости Назрань, оказались кумыки по Сунже, в крепости Грозная, в крепости Назрань и так далее. Потому что были на то причины и были совместно с царской Россией. И само собой, опять же, я не говорю, что чеченцы не были. Конечно, были, чеченская милиция была на стороне царской России. Об этом, чтобы я не пытался бы поменять, не поменять факты. Вот поэтому именно границы между черкесами и кумыками происходили по реке Сунжи. Потому что эти были там. Сегодня я вам рассказывал, многие адыги, в том числе имеется в виду кабардинцы, говорят, что первое неприятие, вообще восстание и первое противостояние царской России у них началось, когда построили на кабардинских землях моздок. Понимаете? То есть после этого уже отношения между, опять же, не всеми адыгами и черкесами, кабардинцами, тире ставить, да, а с определенными. Поэтому нужно понимать, многие говорят, что и это явилось одной из главнейших причин по охлаждению взаимоотношений между царской Россией и Кабардой. Так ли это или нет, я, конечно, думаю, что это один из факторов. И да, до сих пор на этой территории, там же, под Моздоком, под Моздоком, если я не ошибаюсь, это правая сторона Терека. Раньше она называлась рядом с Моздоком Чичбалка, Чеченская балка. Сейчас этой местности живут почти что все кумыки. Кизилюр там называется, или Кизляр там называется, прямо рядом с Моздоком. Там проживают кумыки. С тех пор, поскольку по сути своей кумыки там быть не должны, это не отчина кумыков, они никогда не были там, то есть их исконно там, где они осели, места это земли Шамхала Тарковского и так далее, и тому подобное. Султанута, Чапана и так далее. Там вплоть до... Они знают. Я не хочу сейчас в Дагестане говорить об их территории. Уж если кто жил там, и если кто там размещался, в первую очередь там должны были в большей части быть нагайцы. И это еще понятно, еще можно как-то объяснить, потому что нагайцы в свое время владели землями от нынешнего, там, грубо говоря, от Астрахани вплоть до Пятигорья. Вот эти степи были за нагайским ханом. Это еще я мог бы понять, как-то исторически подвести. А так, конечно, ситуация немножко непонятная, и люди многие начинают добавлять от себя. Если у вас есть вопросы или кто-то что-то хочет добавить, говорите. Здесь с этим проблем нету. Это не Инстаграм, это Телеграм. Мы здесь более свободно можем общаться. Шейхат Таштала на любую тему, касаемо истории, касаемо географии, культуры. Шейхат Ташди. Вас никто не увидит, если вы по микрофону нажмете микрофон и будете говорить, вас никто не увидит. Так что за это не переживайте. Многие спрашивали, задавали вопрос, когда будет у нас по телеграмму эфир намного лучше, проще задавать вопросы, чтобы не писать. Вот сегодня мы проводим свой эфир в Телеграме. Можете нажать, можете задать вопрос. Если вы смотрите через YouTube, там в YouTube есть ссылка на Telegram. Переходите сюда и можете задавать вопросы. Вот. И что что-то совсем тихие вы в Телеграме тоже. Я думал, что вы здесь более
активно будете задавать вопросы, где эти воины, которые в Телеграме сидят и вечно просят проводить эфиры. Поверьте, это сеньор и остальные все. Просто нажимаете микрофон и говорите, задаете вопросы, если хотите спросить. Ибрахим, если у тебя в Ютубе будут вопросы, ты можешь прямо здесь нажать микрофон, YouTube зачитать, до варианта он может зачитывать вопросы. И мы ответим им. Время, в принципе, хорошее. И... Osman Vistel'ten. Выставил. Kardeşim YouTube'dur. Radux 5, Yadiş 5, Шахаташ Талав, Аскол, Юкнула, Уй, Чатла. Переходите, Телеграм, удобно, Шахаташ ли. Любой желающий, кто хочет задать вопрос, кто желает история, география, культура, архитектура. С лингвистикой немножко сложновато. Это очень обширный вопрос. Вы можете задавать также гости, которые подписаны на телеграм-канал. Заходите, задавайте. Зачем писать гневные пасквили там в Ютубе по 3 километра, если вы можете здесь просто нажать и задать вопрос. Без мата, абсолютно культурно. Вот. И все. Ну, а Instagram там, передать, вопрос, куда что-то, а сейчас что больше, может, Telegram очень будет, Нет, я здесь в данный момент, когда идет эфир, они могут писать в Ютубе? Ну да, YouTube и чаты они могут писать, но вопросы к тебе они могут перейти на твой телеграм-канал и задавать. Я почему говорю, прям, у нас просто есть некоторые аудитории, бог, конечно, бывает, они не знают, как сделать. Они не знают, как донатить, они не знают, как переходить. У некоторых вообще нету телеграмма. Поэтому Башта, насчет доната закрепленную чату ой, ссылку Donation Alerts. Если у них нету телеграм-канала, если они могут писать в чаты, это зачитать, то лучше ее куча. Вот, если вдруг не смогут, я смотрю, резко 15-20 человек, телеграм, потом смотрю 5, 6, 8, 10, опять понижается, поэтому я не знаю, как идет работа в Телеграме, Инстаграм, регулировать, договор всякий. YouTube, ну, 60, ну, 50-60 человек, вот YouTube. Ну, вот видишь, больше всего всегда бывает в Ютубе. Именно, да, я вспомнил. Как ни странно, мы доступны для всех, мы не закрываемся, даже некоторые потомки анунаков тоже здесь заходят, я смотрю, время от времени посещают, поэтому вы не удивляйтесь, мы открыты для всех. Конечно, сюда зайти, начать дискуссию, они побоятся, в истории, конечно, они вообще ноль, как и их предводители, все остальная шелуха. Но в остальном вы можете задавать вопросы касаемо истории. По мере возможности мы расскажем и поделимся с вами вот об этом. В основном все материалы, которые размещены на нашем канале, Инстаграм, Ютуб, ВКонтакте, Фейсбуке, в Рутубе, в Ютубе, везде, кроме Одноклассников, вот, вы по этим постам можете задать вопросы, что бы вы хотели спросить. Вот, конечно, есть еще много вопросов по тейповой системе. Начиная от тейпах, это немножко, конечно, более обширно
вопрос, но на него тоже мы попытаемся ответить. По крайней мере, кратко пробежаться по данному вопросу мы сможем. Вот. Конечно же, вне всякого сомнения, мы не можем сидеть и рассказывать 100 с лишним тейпов. Каждый тейп хочет быть, там, чтобы рассказали вот что-нибудь такое вот о них, максимально крутое, но мы не можем обо всех рассказывать, поскольку информации очень мало. И так нам приходится собирать каждую информацию, так говорится, по частицам, фиксировать, где полевой материал, где степторы взяты. Про фольклор я вообще молчу, я его зачитываю порой в эфире. От этого, конечно, там настолько все запущено. Вроде бы написано новчий фольклор, чеченский фольклор, но там есть некоторые вещи, которые там вообще касаются только ингушей. Или данный автор считает ингушей всех чеченцами, или я не знаю, я понимаю, если взаимоотношения чеченцев и ингушей, там, или же реально этот фольклор записан как чисто чеченский, но опять же, вроде бы предание, местность, все касается Ингушетии. Значит, автор поленился, просто взял с советских времен некоторые вещи просто перекинул. То есть со времен ЧССР. Сегодня вся вот эта байда, когда происходит у нас с этими башнями. О, наши башни закинул. О, наши башни. Да, хафейс валяцу башни сами. Просто с советских времен ЧССР, любые башни фотографировали, закидывали, раскидывали и все. Они записаны в некоторых местах, вообще башни записаны как войнавские. Некоторые башенные комплексы это даже вообще грузинские. Но он Сюли уже перешли в Шарой, от Шароя они уже весь Шарой завоевали по ходу разговорами и сказками. Теперь уже дошли до Итумкали. Шароя мало, теперь они уже дошли до Итумкали. Сюли, которые никогда в Вайхи не переходили, жили где-то там на своих горах, теперь уже, оказывается, чуть ли не владели и Казбеком, и половина Грузии принадлежит им. Вот именно вот этот комплекс, я не понимаю этих людей, те, которые вот эти вещи рассказывают, этот комплекс, откуда он появился? Ну, да, есть документ примерно. Вот мне поступил документ, статистические данные, количество ауховцев ногчи на территории Дагестана, имеется в виду в этой области, 2006 года. 2006 года. Вы знаете, сколько там количество? 70-90. От 70 до 90 тысяч человек. 2006 год. Прошло 20 лет, а ауховцев точно так же плюс-минус 90 тысяч, 97 тысяч. За 20 лет прирост ауховцев это 6 тысяч. Это же вот эти документы, вот для чего их нужно сохранять. Сегодня я опубликовал документ, это потомки мухаджиров, еще 80-е, 90-е, конец 80-х, начало 90-х годов, письма, которые они писали в Москву с Дамаска, где говорили, чтобы хотят вернуться домой, о репатриации. Вопрос, который поднимался еще при президенте Медведеве. Сейчас вроде бы обсуждается и говорят, что позволят якобы вернуться репатриантам. Это по-нашему, если сказать, это мухаджиры, которые проживали на всей территории Ближнего Востока, начиная от сегодняшней Ирак, Сирия, Египет, Палестина, ныне это уже Израиль, в то время это была Палестина и Турция. Опять же, не только мы, но и другие тоже. Освободил шпях мобилыш. Ага, освободил. Я просто здесь снизу не вижу. Окага. Поднять вопрос. Подняли руку. Так, принять, Мадина. Разрешить говорить. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Валейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Вроде всех принял. Как дела, братья? Альхамдулиллах, хорошо. Живы, здоровы. Как у вас? Альхамдулилля, баракаллах. Черкесия жива. Это хорошо, что все живы, здоровы. У тебя вопрос? Ты хотел задать вопрос? Или спросить что-то? Да так, я хотел спросить, что ты там насчет мухаджиров говоришь? Говоришь, что скоро могут дать вернуться, да? Я о мухаджирах говорю, о репатриантах. То есть документ, который я опубликовал сегодня на канале, говорит, что еще о том, что еще в 89-90-х годах мухаджиры просили разрешение, добро, чтобы они могли вернуться. Там перечисляются адыги, абхазы, кабардинцы, дагестанцы, осетины и чеченцы. То есть это те, кто подписался на этом документе, которые хотят вернуться. То есть я о чем говорю? Это идет еще с тех пор, как они перебрались туда в первой половине 19 века и вплоть до 20 века. Что касается возвращения репатриантов, то есть возвращения тех, кто уехал, мухаджиры, потомки переместились на восток, был принят закон еще при Медведеве, но там очень малое количество, в год там могли вернуться то ли 5, то ли 7 человек. Говорилось и обсуждалось, что дали добро, федеральный центр дал добро. Насколько это продвинулось и кто по этому закону уже вернулся, я сказать не могу, поскольку у меня нету этих цифр. Но процесс идет. А документ я опубликовал для тех, кто говорил, что якобы мухаджиры, которые уехали, никогда не хотели возвращаться, не было обратно желания вернуться домой, что они распространились среди всех народов там, арабского мира, турецкого мира, что это все недостоверно, и что они до сих пор тянутся на свою родину своих предков, где проживают их родные и близкие. Об этом я говорю. Брат, я тебя немножко хочу поправить. Не разделяй черкесов на адыгов и кабардинцев. Не, Это неправильно, брат. Послушай, антихаути, имя. Мое настоящее имя Алим. Алим? Да. Алим. Нету кабардинцев, нету черкесов, есть только адыги. Я об этом тебе хотел сказать, да, брат? Просто я это говорю, почему, Алим, ты знаешь об этом, я знаю об этом, но есть люди, которые не знают этого. Мы же аудиторию только собираем, мы людям доводим, поясняем, что название черкес, что название кабардинец, оно появилось позже, как и название чеченец, допустим, его тоже не существовало. Это все от тех, кто завоевал Кавказ. Поэтому я не разделяю, но я должен каким-то образом сегодня, ты понимаешь, сегодня находящиеся на карте территориальной, у меня на паблике размещены отдельно да, кстати, на этом документе, который я опубликовал, зайди, посмотри, и ты увидишь, 2 кабардинца отдельно записано там, адык отдельно записан там, осетин отдельно, чечен отдельно и дагестанец отдельно. То есть я знаю, что кабардинцы, черкесы, адыги – это одна нация, что это искусственное разделение, но на документе как записано, поэтому я сказал, я не могу, ты понимаешь, если я скажу только адыги, а есть люди потом, которые прочитают и начинают говорить, вот он фальсифицирует, подделывает, я не хочу этого. Я понимаю, брат. На документе. А так я знаю. Ну, я насчет этого документа тебе только одно хочу сказать, брат. Этому закону не бывать нашим народом, по крайней мере, моему адыгскому народу и вашему народу никогда не дадут вернуться. Никогда. Ну, ты знаешь, Алим, есть факт того, что политика государства, я ее не столько обсуждаю, то есть дадут или не дадут, это другой вопрос. Важно отметить, что я хочу отметить этим.
И ты, и я, и все остальные, мы должны всем людям дать знать, что те, кто уехал, они желают вернуться домой. Что есть такие, которые хотят вернуться домой. Что мухаджиры стремятся вернуться домой. Возможно, не все. Я не говорю, что все. Брат, они где-то в глубине души, они все равно все хотят. Ты что? У Но меня видишь, тут один случай был. У меня вот тут один случай был. Я лет 5 назад, когда школу оканчивал, к нам приезжал один наш брат черкес с Америки. А в Америке черкесы, которые живут, это беженцы, которых евреи же черкесов с голландских высот выгнали с Палестины. Для них Да-да. это двойное изгнание. Мгм. Он когда родную землю увидел, он буквально первый раз в жизни на 2 недели приехал. Он когда увидел, он очень хотел приехать сюда. Аля, я хочу тебе немножко добавить. Если он получит американское гражданство, то есть он будет там, да, грубо говоря, это будет документ, что он американец, поверь мне, его с радостью допустят домой. А вот допустят ли тех, кто проживает в арабских странах, тут может быть сомнение, потому что все, кто едет с Америки, из Германии и так далее и тому подобное, им не сильно воспрепятствует возвращение домой, чтобы было понятно. То есть если он имеет американское гражданство, другое гражданство, в глазах СМИ это черкес, там, допустим, адык, это ногчи, которые не хотят жить там и вернулись обратно на себе. Это понимаешь, это можно преподнести с точки зрения СМИ круто, что все возвращаются домой. Ну, с Это же вами вопрос, попроще, ты брат. понимаешь, Аля, проблема в чем? Это же не только вот мы с тобой говорим о наших с тобой мухаджирах. Ты знаешь, какое огромное количество вот сегодня русских, которые проживают в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, вот, Армении, в Грузии, которые, возможно, и хотели бы вернуться в Россию, но не разрешают. То есть там все усложненно. А что уж говорить о тех, кто воевал в Кавказской войне, уехал там 100-200 лет тому назад. Конечно, к нам и не будет, я это понимаю. Я это понимаю. К нам и не будет сильное желание, чтобы их вернули. Но лед тронулся. И есть люди, видишь, ты говоришь к вам, я знаю, что приехали, в Адыгею приезжают огромное количество, с Иордании, с Чечни приезжают, с Турции потихоньку приезжают домой, ищут родственные отношения, ищут свои, где они проживали, и все потихоньку. Это лучше, чем то, что было, допустим, в 80-х, 70-х годах. Ну, сейчас, субханаллах, это даже сравнивать нету. Сейчас какая-никакая все-таки пропаганда ислама идется. Горский закон, он как-то на более высокий уровень вышел, чем тогда. Но наша проблема в другом, понимаешь? С вами-то попроще. Вы-то территорию более-менее сохранили, вы свою территорию как-то более-менее сохранили, а вот мы нет. На наших землях сейчас русские живут, ставят памятники Ермолову, Фунзасу, а мы-то ведь помним, кто они. Да, я об этом читал, очень много читал, особенно в кавказских вестниках, в различных. Я читал об этом, что эту проблему, что вырывали, срезали, скидывали, об этом есть. Я, честно сказать, ты знаешь, Алим, у меня надежда на то, что рано или поздно все, что не делается, оно возвращается. То есть, ты знаешь, если ты думаешь, что, допустим, у нас с территориями очень большая проблема до сих пор, и у нас тоже есть эти терки, у нас есть терки с терскими казаками, с некоторыми, не со всеми. Там, допустим, есть какие-то националисты, которые говорят, что даже крепость Грозная принадлежит им. Якобы это наш город, мы его построили. Да. А то, что на этих землях, когда они сжигали огнем и мечом, было 26 сел, в которых проживали женщины, дети,
представители моего народа, коренного народа, кому 1000 лет эта земля принадлежала, об этом никто не говорит. Понимаете? У нас то же самое. Вот что я хочу сказать. Адыги, братья, и мы потеряли очень много в этой Кавказской войне. Начиная с начала 18 века и заканчивая Кавказской войной. Потеряли территории, потеряли людей, уехали 1000 семей мухаджирами, если не больше, но у вас-то там почти что 90% покинуло. А у нас 5000. Салам алейкум. Алейкум ассалам. У меня есть один вопрос. Неужели нельзя получить гражданство вот этим людям, кавказцам, которые были как бы эмигрированы в другие страны, арабские страны там или другие? И же в России получить гражданство это проще простого вообще. Нет, Анзор, нет. Там есть небольшая проблема. Если я правильно понимаю, для того, чтобы вернули гражданство, там есть ряд вопросов. Получить могут. Опять же, там, если я не ошибаюсь, то ли на 3 года, то ли на 5 лет, допустим, то я зачитывал этот закон у нас в эфире, до 15 человек. То, чтобы ты понимал, там сотни тысяч людей, а разрешают вернуться в 3 года или в 5 лет 15 человек. Ты должен понимать, какое ограниченное количество. А как ты думаешь, возвращение или получение российского гражданства, его очень сильно обсуждают, но оно не такое, как многие думают, что вот ты пришел и получил российский. Нет, это неправда. Там огромные препоны. Особенно, я еще раз говорю, Анзор, если ты гражданин Франции, Италии, Германии, Америки, 5 секунд ты сможешь вернуться, получить гражданство. Ну ты понимаешь, о чем я говорю, да? Да не, я не говорю, что там пришел и сразу получил гражданство. Подготавливать документы, например, устраивать своих детей учиться в России, да, и через учебу получать гражданство. Есть много-много вариантов получить гражданство России. Постепенно там получают какие-то документы, живя здесь, вот так потихоньку, там, как люди делают, другие граждане, которые приезжают в Россию, которые даже не имеют здесь корней никаких вообще, там, ни этнических, ни других, но все равно получают гражданство, живут потихоньку, добиваются гражданства и получают его. Эти процессы, нет, мы здесь речь идет не об этом, Анзор, эти процессы идут. У нас, вот, я знаю, открытые, которые с Турции вернулись, открыли бизнес, учатся здесь, это я знаю, женились здесь, уже ночи, зудрибалуш, июня, все, это есть. Но в процентном соотношении желают и хотели бы вернуться назад. И тех, кого могут принять, она разница. Здесь есть единицы, десятки есть, но огромного количества, которых могли бы там 100 человек, 200 человек вернуться, устроить своих детей, не разрешают. Там ограничено. Братья, это ограничение, оно, я даже не знаю, как это назвать, если половина вашего народа сейчас по всему миру раскидана, и 95% нашего народа по всему миру также раскидано. В одной Европе, подожди, Башлан, да, я скажу, извини, что перебиваю, младший старшего не перебивает, но я хочу досказать. Субханаллах, в одной Европе 500 тысяч чеченцев. 500. Да. В одной Турции 8 миллионов черкесов. И это еще по самым скромным оценкам. Честно сказать, проблема с турецкими и чеченцами, и черкесами уже немножко другая. Чтобы ты понимал, я проводил в прошлом или позапрошлом году статистические опросы, то есть статистические данные проверял, кто себя считает, кто знает язык, кто себя считает таковым, или же считает себя уже турком, гражданином Турции и так далее и тому подобное. Мы 90% людей уже потеряли. То есть, если ты говоришь 9 миллионов,
или я там говорю, я знаю, что 130 тысяч чеченцев проживают в Турции, в Турецкой республике. Из них остались чеченцы, если из 130 остались 30 тысяч или там 40 тысяч чеченцев, которые говорят на родном языке, хотят вернуться и так далее, то остальные уже стали турками. Чтобы ты понял. Ну, наш и народ... со мной связывался брат черкес, связывался с Турцией. И он по Фейсбуку он мне писал, и мы связывались, он мне рассказывал потом, там, убыхом был он или абазином был, из общества абазинов или убыхов. Он был, рассказывал. Убыхом он был. Да, если он черкес, значит он убых. Вот, он рассказывал, что у них есть реальная проблема, он говорил, что среди, мы тоже, говорит, неоднородная масса, среди нас, говорит, есть, то есть мы с ним обсуждали, он мне привел статистические данные. То есть как бы ты, как бы я, мы не мечтали, не говорили, что мухаджиры, которые живут за пределами, там у нас 8 миллионов, у нас 10 миллионов и так далее, среди них, которые хотят вернуться, которые хотят обратно прильнуть к родной земле и к родине, количество не такое большое, потому что они выросли, это не забывай, почти, смотри, в Новой Зеландии, которая находится на другом краю света, проживает огромное количество черкесов, огромное количество, это однозначно факт, в Америке и так далее, и люди, которые уже 2-3 поколения, 4 поколения выросли там, оторванные от корней, от родины, которые никогда не видели. Есть те, которые сохранили, которых ты рассказывал, а те, которые привыкли, уже думают немножко иначе, они становятся космополитами. Они становятся «мой дом там, где мне хорошо, где мне по кайфу». Поэтому сейчас мы говорить, да, у чеченцев немножко другая ситуация. Мухаджиры, которые ушли, чеченцы, их было там 5-7 тысяч семей, то есть семей. А остальные, то, что ты говоришь, 500 тысяч Европа, это современные. Они могут вернуться и домой, и могут и уехать. То есть они имеют двойные гражданства почти все. Они уехали от последних 2 чеченских войн и получили многое гражданство. Они могут вернуться домой, они могут построить дом, у них здесь семья, они не потеряли ни язык, ни культуру. То есть это люди, они в основном экономически развиваются, дают своим детям образование, кто-то лечиться едет, кто-то бизнесом. Там экономически они чувствуют себя лучше. Проблема мухаджиров в том, что если их как репатриантов вернут, здесь возникает проблема. Почему? Потому что если они возвращаются, должна быть целая программа. Им должны дать земли, им должны разместить по селам, по домам. То есть им нужно всю эту программу. Это не так просто. Вот у тебя бабки есть, вернись, купи где хочешь дом, садись. Так нет, это не так действует. Репатрианты, это им нужно вернуть, то есть восстановить документы, в каком селе были, где они, какие земельные наделы были, к кому они относятся. Потом устроить детей в школу, в садики и так далее. Это большие деньги, финансовые затраты. Это если, чтобы было понятно, Ауховский район не восстанавливает, а переселили всего аварцев и лакцев с горной части, переселили на плодородную, плоскостную, предгорную часть Ауховского района, ныне называющий Новолакский, и построили новое государство, построило новые микрорайоны, построило дома. Они не переезжают в эти новые дома, мол, якобы хотят дополнительные деньги за озеленение и так далее. И даже если они уходят, они продают эти дома другим, чтобы были ссоры между чеченцами и остальными национальностями. Что уж говорить о тех людях, которые уехали 200 лет тому назад. Это во время сталинской депортации заняли дома, не возвращают. Кто им будет возвращать дома? Где их будут поселять? Где им нужно выделять земельные участки? Все остальное, это должна быть целая программа. Не все так просто. Опять же, я тут не на стороне государства. Я не государственник в этом плане. Я говорю о проблемах, которые, допустим, если сегодня 100 тысяч, ну хорошо, 30 тысяч проживают в Иордании чеченцев. Даже если 10 тысяч с Иордании чеченцев захотят вернуться, 10 тысяч – это огромное количество. Их нужно прописать, разместить,
выделить земельные участки, выделить, где дом построить, где что, если даже у них есть свои деньги, я говорю, прописать. И тогда это, и опять же, там должны действовать службы безопасности, чтобы под видом чеченцев не проникли какие-то, ну там это уже Совет Безопасности должен проверить этих людей, как, кому они родственники, то есть ФСБ, пограничники, это все большая тягомота. Чтобы это было понятно, это мы с нашим желанием, потому что это наш народ, мы хотим, чтобы они вернулись. Но все не так просто. Здесь те, кто живет на нашей родине, то есть сегодня заселился в наши дома, заселился на наши земли, не хочет их освобождать. И когда ты начинаешь им говорить, ну вы же пришли, вот, они говорят, ну нас Сталин насильно переселил. И куда нам деться? Ты говоришь, ну по исламу это неверно, это неправильно. Нет, это вот. Другие начинают рассказывать, что они там чуть ли не завоеватели, мы завоевали эти земли, они по праву принадлежат нам. У каждого своя правда. Кавказ это же такой лоскуток земли, он небольшой, но здесь столько народности и просто на 1 квадратный километр плотность населения огромная. Вон, посмотри, Владивосток, Приморье, Сибирь выдают гектарами землю, деньги дают, чтобы люди туда переехали. Но кто а потому что там условий нету. Да где там условия есть, никто не хочет. Там климат другой, часовой пояс другой, холодно, голодно, как говорится. Это другой климат. Здесь круглый год ты можешь, грубо говоря, в легких вещах пройти. Ты можешь увидеть фрукты и так далее. У меня друг там на севере работает, помидоры 300, 400, 800 рублей там стоят, когда здесь они стоили 120, 130 рублей. Разница огромная. И многие люди, которые привыкли все время жить, извини меня, на берегу Черного моря, на берегу Каспийского моря, поехать, да, там, конечно, есть Тихий океан, но где морозы 40-50, и выдержать эти условия, и опять же оторваться от родных корней, это не так просто. Брат, мне кажется, тут, знаешь, мне кажется, для мухаджиров, которые... Вот я по общению с мухаджирами смотрел, я вот с Иорданией со многими общался, с Сирией со многими общался. Вот сирийские мухаджиры меня особенно радуют. Они так досконально, хорошо язык помнят. Вот с ними, они хоть русский язык и не знают, но с ними интересно на наших языках общаться, потому что они знают слова, которые... Помнят еще слова, которые мы забыли на наших языках. У нас тоже есть. Они иорданские чеченцы, они тоже сохранили полностью быт, нравы, все сохранили старое. Ну вот смотри, я к чему это клоню. Мне кажется, для них не главное, чтобы именно в своей республике поселиться. Для них главное само название Кавказ. Нет. Алим, ты не прав, брат. Это не так. Это не так. Во-первых, не забывай, что на Кавказе всегда была проблема с землей. И никто не позволит селиться, допустим, я пример приведу тебе, принять 1000 адыгов, Дагестан не захочет, Ингушетия не захочет, Грузия не захочет, Армения не захочет, Азербайджан не захочет, никто не захочет. Почему? Они скажут, у вас есть Адыгея, у вас Кабарда, Карачаево-Черкесия, Адыгея, вы должны езжать к себе домой. Таковы понятия тех, кто живет здесь до сих пор. И никто не хочет. И ногчи тоже не хотят, чтобы кто-то сюда селился. Да, это понятно, чтобы кто-то приехал, на работу устроился, специализация, учиться там. 1-2 человека – это одно дело. Опять же, мы же говорим о количестве. Если к тебе сюда возьмут, заселят 10 тысяч, допустим, другой национальности, уже возникает проблема. Потому что, во-первых, мало того, что языковая там это оставим. Проблема, что бы ни произошло, получается, местные давят пришлых, вот нас не принимают, и начинаются конфликты. Поэтому на Кавказе это проблема. Почему? Вот сегодня, если я с тобой сяду сейчас обсуждать, кому принадлежала Малая Кабарда, у тебя будет свое мнение, у меня будет свое мнение. По Моздоку, крепость Моздок был основан против кого и для кого, на чьей земле.
тут тоже могут возникнуть вопросы. За Моздок я знаю 3 национальности, как минимум, которые говорят. Кабардинцы говорят, что это их земля, ингуши говорят, что это их земля, чеченцы говорят, что это их земля. 3 народа, все по соседству жили всегда. Ладно, хорошо. Между кабардинцами, говоря, адыгами и чеченцами не было никого. Не было ни ингушей, ни грузин, ни армян, ни осетин, никого. Ну, между нами, брат, я не вот, думаю, опять что же, между нет, нами проблемы будут. у нас нету конфликтов, но исторически, я же говорю, ты смотри, на всех картах, которые я публикую, английские, немецкие, без разницы, Малая Кабарда, эти земли там ныне, где Пседах, Малгобек и так далее и тому подобное, ближе вот сюда, на Теречному району. Часть сегодня это Ингушетия. Написано, везде написано Малая Кабарда. Если с точки зрения истории это предъявить, конечно, кабардинцы могут сказать исторически, подождите, у нас везде указано, это некогда была наша земля. Я примерно говорю, конечно, они не могут этого сегодня сказать. Почему? Даже по всем историческим документам Бек-Черкасский продал эту землю. То есть у него никто ее не забирал, насильно не отбирал. Он сам добровольно, по своему желанию, продал эти земли, поскольку они принадлежали ему. Бек-Черкасский — это предатель нашего народа. Ну, опять же, братан, давай я не буду вмешиваться в ваши дела. Я не хочу об этом говорить. Я тебе говорю с точки зрения то, что есть документы. Предатель. Я не хочу говорить ни о Темрюке, не хочу говорить, ни о Беке-Черкасском не хочу говорить. У нас взаимоотношения с адыгами всегда было хорошее в основном. У нас общие герои, у нас национальные герои, единственный первый имам Кавказа. Мы всегда оказывали поддержку. Мы и мухаджиры у нас вместе ушли. И взаимоотношения. И сегодня с адыгами никогда проблем не было. Никогда. Вот я скажу, повторюсь, опять же, ты мне вообще никто, чтобы я тебе говорил, льстил тебе в глаза. Но я говорю об исторических фактах. Опять же, были ли конфликты? Были. Занимали ли черкесы территории чеченцев? Занимали. Вплоть до Грозного, Герменчука, Шали эти земли были определенное время под кабардинскими беками. Когда попросили, сказали, освободите, это не ваши земли, есть народ простой, черкесский, сказал, мы знаем, кому принадлежит эта земля, нашим братьям чеченцам мы ушли. Хотя князья противились этому. И некоторых князей пришлось уже проводить реконкисту и освобождать. Это мы тоже знаем. Но несмотря на эти взаимоотношения, какие бы они ни были, почему-то взаимоотношения с адыгами, черкесами и кабардинцами у чеченцев хорошие. Хотя, есть ли претензии, есть ли какие-то? Да, конечно, есть. И терки есть, и проблемы есть. Но я хочу повториться. Еще раз сказать, когда ты, возвращаясь к нашим вопросам, очень много вопросов по тому, если вернутся мухаджиры, где же их разместить, где их поселить. Если с учетом, хорошо, представь себе на секунду, ты знаешь, что да, на кубанские земли, где сейчас Сочи и так далее, это вся территория бывшая, которая принадлежала черкесам. Сегодня, если вернуться из турецких черкесов, из 8 миллионов, 4 миллиона черкесов вернутся, где их разместить? Их просто физически невозможно разместить нигде. Физически невозможно. Можно я скажу? Их не надо вот так массово переселять. Они должны переселяться за собственные средства, если они имеют желание, любой, кто хочет вернуться, да, к исконным землям, они сами должны самостоятельно как бы переселяться в Россию, хотя бы, по крайней мере. Государство не должно их ограничивать, Ибая? Да, государство не должно какие-то препятствия им ставить, конечно, нет. Они сами должны подготавливать документы, как любой человек там получает гражданство в России. Вот так же, таким же путем они тоже должны, если они имеют желание, да, вернуться к исконной родине своей, да, исторической, они сами должны потихоньку, хотя бы не обязательно именно там на Кавказе поселиться, в любом регионе России там получить гражданство потихоньку,
а потом уже оттуда уже переселиться на свою родину за собственные средства. Да, это, конечно, хорошо, Анзор. Я с тобой согласен. Во-первых, давай я тебе объясню две вещи. Во-первых, есть историческая память. Если ты говоришь о том, что любой другой регион, то, что ты говоришь, это называется мягкая сила. Она правильная и верная, как это сделали евреи. Они сразу там миллионами не переезжали. Купили землю чуть-чуть, купили землю чуть-чуть. Сколько было евреев в Палестине в начале? Были небольшие кучки анклавы. Арабы ими управляли фактически. Что они сделали? Они на протяжении сотен лет потихоньку. И сегодня, посмотри, сегодня палестинцы остались без собственного дома, без своего государства. Ведь так это? Это мягкая сила. Они не завоевывали их, они не приходили войной к ним сначала. Они собрались, единство, вот и показали. Это называется потихоньку расселиться на всех. Но если говорить о такой версии, проблема в другом, Анзор. Проблема возникает в том, человек с Америки, с Новой Зеландии, с Европы, и, грубо говоря, если мы берем какие-то страны развитые, где проживают там адыги или там нохчи, они возвращаться в какой-то хутор, в деревню, в глубинку не хотят. Они хотят, вот у нас есть деньги, мы хотим вернуться на наши родовые земли, где наши родовые кладбища. Вот в этом доме живет сегодня Вася Пупкин, а это дом моего деда, я хочу обратно этот дом. А этот Вася Пупкин говорит, я не хочу отдавать этот дом, теперь он мой. И начинается тяжба, и начинается проблема. Вот о чем я говорю. Да, если там правильно было бы как, если бы он купил по соседству дом, потихоньку. Возьмем нашего олимпийского чемпиона, всемирно известного Бойсера Сайтиева. Он до сих пор не может с его возможностями, он был депутатом Госдумы, всяких олимпийских, весь мир знает этого человека. Красавчик, которых мало среди нашего народа, имеется в виду вообще в России. Он до сих пор не может вернуться в дом своего дедушки. Вот просто не отдают этот дом, не продают этот дом. Вот он живет от него через фактически там, не знаю, улица или через 4. И это, кстати, он является мусульманином, и тот, кто проживает там, является мусульманином. Есть закон о реабилитации. Мы даже не мухаджиры, и даже в этом случае не возвращает ему дом. Я говорю о человеке, который настолько известный и во всех и российском истеблишменте. К чему я это говорю? Потому что мы, когда со стороны говорим это, мы правильные вещи говорим. И Анзор говорит, и Алим говорит, мы должны вот мягкую силу потихоньку, если закон позволяет, по 10, по 15, по 20 человек. Но есть ли эти люди, которые реально такое огромное количество хотят вернуться, или вкладываться, или поселяться там, допустим, если они раньше жили, я не знаю, где-то там с нынешней Кубани, на территории нынешней Кубани, захотят ли они поселиться в Рязани? Нет, конечно, не захотят. Климат, устройство, законы, люди, которые живут хорошо, до них дела нет, у них какие-то этнические, культурные центры, я знаю, по всему миру есть у черкесов, и у нохчи тоже. Они, которые живут, и к ним относятся там хорошо, вне всякого сомнения. И они все это оставят, приедут в какую-то глушь, ради того, что через 10-20 лет кто-нибудь образумится, продаст и переедет. Но эти вещи, это только делают те люди, которые очень далеко смотрят. К сожалению, у кавказских народов такого терпения нет. Как бы мы хотели. Это точно. Они же добровольно оставили эту землю. Правильно? Они оставили эту землю, отказались от этой земли, от этого дома и уехали, получается. Но нет, те, которые переселенцы. Нет, конечно, Анзор. Нет. Ты что, думаешь, мухаджиры все добровольно ушли, что ли? Нет. Это есть те, которые... Нет, конечно же. Ты прочитай все документы. Там были, где говорили, что насильственно будут заставлять принимать христианство, где отберут дома, земли. Там много чего говорило. Языка отказаться, оружие отберут. Там много было признаков, чтобы они уехали. Там больше из-за религии ушли. Это я говорю.
А наших? Я уже про адыгов я вообще молчу. Наверное, угрозы были, но никто язык не потерял, никто ничего не потерял, ни республику, ничего, все живут на местах. Да, может там их пугать. Нет, Анзор, да, нет, там знаешь какая, там была, ты с этими материалами, может, не знаком, ты посмотри, Муса, Кундухов и остальные, там была договоренность, что тем самым они хотели снять напряжение, чтобы воинственности было. То есть эти земли освободить. То есть сегодня то, что произошло в Черкесии, то есть Адыгей, да, ты же знаешь, что там проживают, на их землях проживают русские в основном сейчас. Русские, точнее сказать, кубанские казаки, там терские, донские и так далее. Да, это были там шапсуги, убыги, вот эти. Абсолютно верно. То же самое хотели, чтобы было и у нас. Но у нас ушло только 5000 семей. А они повально, тотально уходили. Ты просто не представляешь, через переплывали по этому морю, так огромное, сотнями, тысячами трупов плавало от черкесов. Мы до сих пор рыбу оттуда не кушаем, до сих пор. Потому что в Черное море просто трупами было завалено от тех, кто уходил оттуда. Никто добровольно с поднятыми руками, с музыкой, с песней не уходил. Нет, конечно, братан. Я могу вам больше сказать. Ален, подожди минутку, я хочу еще, чтобы было понятно. В надежде на лучшую жизнь, что среди Османской империи, что среди мусульман будет лучше, они уехали. Что произошло с чеченцами, когда они приехали, им дали голые скалы, они начали возмущаться, начали воевать, и когда начали возвращаться, с одной стороны стреляли, с другой стороны. Что то же самое было с черкесами. И не забывайте, что рынки, турецкие рынки, где продавали рабов, были забиты черкесами. Их продавали. Это делали те самые мусульмане, которые якобы нас принимали очень хорошо. Их продавали в рабство. Об этом рассказывают огромное количество черкесов, которые проживают в Америке, в Англии, в Зеландии, в Новой Зеландии, в Австралии. Вы послушайте их рассказы. Они рассказывают, как их прадедов, прабабушек продавали на базаре рынка рабами и отправляли их. И это делали кто? Царская Россия? Нет. Они схитрили, хотели земли освободить, освободили. Эти схитрили, хотели восполнить какое-то количество мусульманским населением. Ты живешь сегодня в Турции, ты не можешь быть чеченцем. Ты должен быть гражданином Турции. Проживешь 20-30 лет, ты должен говорить, что я турк и так далее и тому подобное. Я разговаривал с мухаджирами, потомками мухаджиров. Они говорят, мы 12 лет становились, каждое утро пели гимн, и попробуй ты не спорь. Они еще те нацики, которые нас упрекают в этом. Конечно, не все так плохо, как я говорю. Да, они хорошо относились, да, поддерживали. Сейчас многие начнут. Я не говорю, что все плохо там. Нет, речь не об этом. Мы говорим о казусах, которые были во время мухаджирства. И сегодня все хорошо там тоже. Нет. И те, которые наши уехали, потеряли свою идентичность. Мне присылали огромное количество видеороликов, где вот эти турецкие модельерные дома, там парни, девушки, потомки мухаджиров, которые стали ныне турками, ходили в штанах, там, одевались, там, я не знаю, как европейские самые там крутые в бутиках. И говорили, но они они уже стали турками. Это, как они их назвали? Это потомки политики Ататюрка. Вот так это они сказали. То есть они европеизировались. Поэтому сегодня мы, опять же, возвращаясь к мухаджирам, которые приедут или хотят приехать. Да, у нас ситуация немножко другая. Много имеется в виду. Нас не так много за пределами, именно в Ближнем Востоке, как черкесов. И у нас, если бы даже под этот закон, я знаю, что возвращаются. Я знаю, что новчий Жим понемножку возвращаются. Они пользуются этим законом, если я не ошибаюсь, потому что я на телевидении видел. Огромная делегация приезжала, вы видели, 40-50 человек, молодых ребят из Иордании. Они разговаривали, на ток-шоу ходили, искали здесь свои корни, родовые села. Это все есть. И они потихоньку, вот эта мягкая сила, о которой говорил Анзор, она действует, но она не везде. Я не знаю, какое вот
какие действия в Черкесии, допустим, в Адыгее, я не знаю. Может, там есть, может, нет. Но я знаю одно. Я бываю часто в Кабарде, и как там могут запретить вернуться, когда в Нальчик одни сплошные арабы, турки, я не знаю, там уже кабардинцы найти очень трудно. Или балкарцы. Там одни иностранцы. Извините, то негр, то другой, то третий, то десятый. Кто угодно, но не найти коренного кабардинца или балкарца там уже затруднение. Почему там не возвращаются наши или не размещаются? Но это умные поступают так. Переезжают сами, начинает какой-то маленький, я не знаю, люля-кебабщик, открывает бизнес детей, потом другого подтягивают, потом другого, появляется община. Вы посмотрите, турков в Германии сколько? От 5 до 7 миллионов. Кто, они что, немцы, что ли? Нет. А сегодня ты скажи немецкому турку, что он не гражданин Германии. Они во всех школах, университетах, актеры уже турецкие стали немцами, футболисты турецкие уже все в немецких командах футбольных играют. И туда, и обратно. Поэтому сегодня Турция, Германия, поехать, приехать, это как съездить в Аргуны и вернуться оттуда. Я о чем говорю? Вот об интеграции. А возвращение сюда, и кто хочет, опять же, вернуться сюда, найти родное село, потихоньку найти родственные связи, это все делать, должен быть закон. Закон уже есть, но да, не в таком большом количестве. Я не знаю, в дальнейшем, может, в России изменится ситуация. Об этом очень много говорится. Не, если человек хочет переселиться за счет государства, это другое дело, да? А если он хочет за собственные средства переселиться, я думаю, что в этом проблем нет. Ты имеешь в виду, государство, наоборот, будет помогать? Не, если кто хочет, вот я хочу переселиться на родину историческую, ну вот мне должна Россия помочь в этом, там деньгами, жильем, землем или еще чем-то, то Тогда такого не будет, наверное. Да, тогда такого не будет. Ну, если желание у кого есть, да, стать там или черкесом, или чеченцем, или там дагестанцем, не знаю, то в этом проблем за счет собственных средств, можешь, как я ранее говорил, готовить документы потихоньку, там, переселиться. Хотя бы молодежь, да, подрастающее поколение. Можешь там устроиться на какой-то вуз, да, учиться. И через этот вуз есть там какие-то лазейки, я точно не могу сказать, что можно гражданство получить. Башлам сказал то, что я хотел. Причиной, по которой ушел мой народ с родной земли, это была религия, потому что они не хотели становиться геурами, принимать их законы. Сейчас вот многие русские, вот, которые живут на территории Ставрополя и Кубани, среди них все-таки определенный процент есть тех, которые знают, что они живут на земле этих чурок, гастайбайтеров, ну и как они нас там называют и так далее. А если им этот вопрос задать, они тебе скажут, а почему они ушли, мол, ведь те же татары или башкиры от присоединения с Россией не потеряли свою вероисповедание. Почему? Но там это согласен, да, но, извини меня, там была немножко другая ситуация. Во-первых, была война, это не то, что сейчас. Не ушли татары, это тоже ложь. Крымские татары тоже были депортированы, и в немалом количестве. И, извини меня, сравнить татар, которых второе по количеству населения России, и сравнивать там тех же адыгов или чеченцев, это совсем разные вещи. Где живут татары и где живут адыги и нохчи, это разные вещи. Это раз. Татаров тоже, по-моему. Я перебью, извините, обошла. Их крестили же, Иван Грозный их крестил, насильственное крещение было у татаров. Насколько вроде бы, я не слышал, насильственное было или нет, но были случаи. Опять же, есть татары крещеные, да. Есть, кстати, и кабардинцы крещеные. Кабардинцы крещеные, это, я вам скажу так, они вот
у них вот язык у моздокских кабардинцев, которые крещеные, там один в один. Вот эти тюркские слова, вот эти арабские слова, которые используют адыги-мусульмане, они в своей речи тоже используют. Они иконы свои называют это Аллахом, там, туда-сюда. Это просто банально предатели своего народа, которые предали. Я не говорю, что, послушайте, мы же не говорим, что это плохо, хорошо. Нет, мы говорим об историческом факте. Просто тот период мы сейчас никак не можем передать. Как бы мы ни говорили, вот сегодня среди нашего народа есть, когда начинают говорить о последних 2 войнах, рассказывают, как вот мы воевали, там вот эти 2 войны. Ни одна из последних чеченских войн никогда и рядом не стоит с депортацией чеченского народа. Рядом не стоит. Чтобы было понятно, такого и до сих пор многие даже не могут осознать или понять, насколько это была страшная вещь, то, что произошло. Хочешь сказать, депортация была страшнее, чем вот эти 2 войны, где вы потеряли около... Конечно было. Ты просто, объясню тебе, во время этих 2 последних войн, которые были в 20 веке, ты со своей семьей мог уехать Адыгею, грубо говоря, да? Уехать в Дагестан, уехать там в другие регионы России, скрыться. Да, трудно, да, сделать и так далее. А во время депортации никуда ни один человек не мог уехать в Советском Союзе, в соседний регион. Стукачили, доносили и всех сажали в вагоны, скотские вагоны, всех. Ну, по пути потеряли 10 до 20 тысяч людей. Трупы не хоронили, просто бросали в снег. Дети, сердечники, разными заболеваниями, сразу никаких шансов выжить не было. И плюс к тому, когда привезли их в Сибирь, в степи Казахстана, в некоторых местах были такие морозы, что приходилось вырывать в снегу прямо вот эти берданки, не знаю. Башлам, пока я не забыл, вопрос у меня к тебе, хотел задать тебе как раз этот вопрос. Хорошо, что ты затронул эту тему. Я вот много раз слышал, что казахи нас очень тепло приняли, там все было отлично. Да, я слышу. Насколько это правда? Я почему говорю, мой отец тоже был депортирован, ему было тогда 9 лет. Я могу сказать. Я от его слов не слышал таких слов, что их там приняли. Я понял, Анзор. Я, в отличие, там, допустим, от многих других, я жил в Казахстане. Я учился там, и я знаю, что было там. Скажу честно, все в зависимости. Дело в том, что и были определенные люди, это от каждого человека зависит. Были те, которые хорошо приняли, а были те, которые называли врагом народа, предателями. Было и то, и другое. Но просто наш народ сам по себе очень и в фольклоре передается, и ты слышал, нет, не знаю, Анзор, помнишь песню? Галошем приехал на Волге и уехал, Казахстан полхой. Да, было. Нашего народа. То есть многие люди приехали туда в положении самом худшем, чуть ли не в рабском. В рабском в каком плане? Не было ничего. Но за эти 13 лет многие, кто учился, какими бы ни были, шоферами, водителями, кто чем бы ни занимался, но народ выжил и вернулся победителем. То есть он не растаял, не рассел. Ты не забывай, что с тех пор, как с Казахстана вернулись, почти что 100 тысяч чеченцев остались в Казахстане. И больше того, я тебе скажу, Анзор, во время Первой и Второй Чеченской войны от 3 до 5 тысяч чеченцев уехали обратно в Казахстан. Во время сейчас последней войны. И за счет того, что чеченцев 50 хорошо, 50 на 50 приняли, 50 хорошо, у нашего народа есть такая традиция.
мы всегда ориентируемся на тех, кто хорошо делал. И кто не упрекает нас в этом. Поэтому мы многие говорим, что хорошо приняли. Были те, которые не приняли, не запускали. Если пропадала курица, сразу доносили, говорили, чеченцы украли. Сажались за это. Много было. Я тебе еще раз говорю, были чеченцы, которые собирали после коров из этой лепешки навоза, собирали ячмень, овес, чтобы детям приготовить кушать, от голода, чтобы не умереть. И они видели это. И были те, которые реально делились всем своим, а были те, которые с врагами народа по отдельному. Это зависит от каждого человека по-разному. Я не говорю, что все хорошие, но и не говорю, что все плохие. Да, есть хорошие отношения, хорошо относились, такое было. Но я говорю, я жил там в СССР, и казахи в 90-е годы, уже когда начал СССР разваливаться, начали уйгурские, монгольские, они называли их, они вырезали семьи, которые проживали там, русских, немцев. Там были, там, где я жил, были казахи, татары, немцы, чеченцы, в основном своей, грузины, интернационал был. Но в 90-х годах, когда СССР начал шататься, националисты начали отжимать жестко бизнес. 20-30 экиты, аршдяты, ногчи, боя-бой, шейтеру, отжимать, все это было. Но, опять же, мы говорим о каких вещах? Всегда выбирай хорошую сторону, чем нежели плохую. Благодаря Хилдиез Оли, Дукабурчар Ол. Поэтому в основе своей в процентном соотношении были кому хорошо относились и были кому плохо относились. Не повезло. Я помню. Анзор, тебе не повезло, твоему отцу не повезло. Моим не повезло, потому что их тоже холодно приняли. Но не забывай, в то время с одного села казахского, когда ты приходил в другое казахское село, доносили стукачили, тебя сажали и возвращали. Хотя ты знал, что твоя семья, родня в этом селе, тебя не пускали, ты должен был в этой семье. Делали все, чтобы выходили и женились на другие национальности, чтобы разбавить и сделать интернационал, чтобы перестали быть. Отец не говорил, что и плохо, ну и хорошо тоже не слышал. Единственное, от него слышал, государство выделяло каждый день там на члена семьи там кусочек хлеба, там, цестер олхует, а цестер, да. Вот ты примерно в таком размере, да? И по национальности кто он, я не помню, там была, говорит, бабушка стояла, но она местная, он говорил. И он, когда выходил от своей доли, отрывал маленький кусочек, но она попрошайничала там, просила, да, подаяние. И он от своей этой дольки отрывал маленький кусочек и клал ей в руки. Вот. И там, когда он подрос, там документов как таковых не было, и он подложил под валенки, это было, ему было 15 лет, чтобы казаться выше, он подложил в валенки вещи, чтобы его на шахту приняли. И он работал на этой шахте, и, говорит, когда утром просыпался, говорит, руки были отекшие от этой работы. Такие моменты я помню, что он рассказывал. Не, я еще раз, там рассказывали случаи, когда государственные, некоторые случаи, они нелицеприятные, но когда твой ребенок умирает, в твоей семье дети, и когда там были случаи, когда там Ятлачуваш, я Усталачуваш, были места, когда казахи прикрывали, говорили там, волки загрызли, собаки загрызли, чтобы списали. На самом деле, хотя они говорят, прекрасно знали, что ногчиш хиддаум цахала. Там есть случаи, очень хорошие случаи есть. Поэтому я не буду говорить, что огульно все, но отношение было и хорошее, и плохое. Но я могу поверить, да, что чеченцы там, не знаю, может там какие-то разбойники были. Почему говорю? Мой отец был, отсидел 15 лет, он, короче, грабил магазины. То есть их было там банда, он грабил. Но опять же,
Там же не то ОПГ сегодня в понимании грабил, воровал, в понимании совсем другое. Одно дело, когда у тебя есть альтернатива. Я тебе говорю, люди от голода уходили некоторые на неделю, чтобы мне рассказывал один старейшина рассказывал, как его ребенок попросил кусок мяса до его смерти, хотя ничего не предвещало смерть. Он ушел и вернулся через 4 дня. Через 4 дня вот с таким куском замерзшего мяса. Через 4 дня он вернулся. Этот ребенок поел это мясо, там его чуть поджарили, и умер сразу. Чтобы было понятно, как он, куда он пошел, где он попросил, украл. Неважно, это его ребенок. Если сегодня Анзор живет в притесненных отношениях, я не знаю, везде все, его считают врагом, и его ребенок сегодня будет от голода умирать, и станет вопрос: Анзор, ты ограбишь магазин, или украдешь барашка, или что-то сделаешь, чтобы накормить свою семью, идут на любые, как говорится, и плохие, и хорошие вещи. Почему? Потому что это не Казахстан, и вообще, куда бы ни ушли чеченцы, это было не то место, где люди могли ради своей прихоти там поесть шашлычок, выпить. Там, нет, это не то место было. Это место выживания было. И несмотря на эти суровые, холодные места, от которых просто они были люди, я еще раз повторюсь, исторически были люди, которые писали стихи, письма Сталину. Каждый день писали. Сталин не знает, ты такой хороший вождь всего мира, а вот Берия тебя обманул. Просто были слухи и сплетни, что якобы Берия обманул Сталина, чтобы выслали чеченцев. И они писали песни, оды Сталину, и песни делали, чтобы только бы вернуться домой. А как сегодня некоторые недруги преподносят? Вот вас выслали, а у вас вот такой стокгольмский синдром. Нет. Несмотря на всю эту нищету, голод, холод, чтобы показать вокруг, что мы непоколебимы и невозможно убить. Есть директива, был документ, я его публиковал у себя в эфире, где было сказано, чтобы выдавать замуж, если выдаешь замуж чеченку за другой национальности, можно было передвигаться с одного села в другое, и ты обретал свободу, то есть доступ. А если ты закрытый, то есть ты не женишься, не распространяешь, то есть не пытаешься, сохраняешь свою национальную идентичность, попробуй сунься с одного села в другое. Это все исторические факты. Это все было, через что мы прошли. Нет, Сталину, хоть и там писали, не писали, я не знаю. Ну, мой дядя мне рассказывал, короче, когда Сталин умер, отец, ну, он был маленький, он не понимал, что происходит вообще. Он забежал, кричал еще со двора, бежал в дом, ура, ура, короче, ну, на чеченском, Сталин умер, короче, да, забежал, короче, дал новость, короче, он когда выбегал, короче, мать от испуга, бабушка моя, короче, взяла табуретку, стой, он не останавливал, короче, махнула этой табуреткой, его вырубила, короче, до того она испугалась, да, что он услышит кто-то. Я еще раз говорю, Анзор, ситуация, вот даже если мы сегодня говорим о депортации, вот даже если сравнить, вот сегодня многих молодежь, если спросить, ужасы этой истории, этой несправедливости, многие не знают. И даже не понимают, каково это было. Не понимают ужасы и Первой, и Второй войны, которые сейчас буквально недавно прошли. Не знают этого. Я и многие, кто с города вообще не уезжал, имеется в виду с Чечни не уезжал. Я вообще почти за время и Первой, и Второй войны, я только иногда в гости чуть-чуть, на ненадолгий срок уезжал там кому-то в гости. И то я-то был совсем юным в этом возрасте. Но несмотря на это, я прошел через все эти ужасы. Когда месяцами нельзя было с села выйти,
когда кушать нечего было, ел ты днем, ночью, вечером, гуманитарную помощь, вот эту лапшу черную, которую я на всю жизнь запомнил. Теперь от слова вообще любой макарон или лапша мне плохо становится. Просто вот не хочу и все. Когда тушенка и так далее. И эти вещи, это не комплексы. Во время Первой войны народ сплотился. И когда происходит вот такая, и у адыгов то же самое, сплачиваются. Но если нас вот таким большим количеством закидывают в другое пространство, экономическое, будь то другое, европейской культурной ценности где-то, в редких случаях сплачиваются, пытаются максимально раствориться, незаметный будет. Если проходит большое время, я говорю, количество времени. Да, 10-20 лет это не так. Но вот если ты как мухаджир прожил 200 лет, извини меня, это уже немножко сложнее. И чтобы наши потомки и остальные знали, я закинул этот документ не просто так. Все законно, чин-чином, это письмо в Москву, директива, партия, все там написано, когда, откуда у мухаджира, фамилия, имя, все. Чтобы люди знали историю, чтобы понимали, в каких притесненных. Опять же, их обманули же. Опять. Кто обманул, плохой, согласен. Но тот, кто принимал-то был мусульманином, куда разместили чеченцев? Среди армян, которые там воровали, занимались там, чеченцы воевали и против армян, и против других. Об этих историях рассказывают. Не давали ни вернуться, не выдавали, и оставаться там тоже фактически был не. Если вы думаете, как сегодня ситуация мухаджиров была великолепна, нет. В то время было все страшнее. Опять же, я говорю, в Черном море то, что происходило от трупов черкесов, которые плавали в Черном море, люди ужасались. Поэтому нам, конечно, хотелось эта история, зачем ее рассказывать? Это не разжигание межнациональности. Это чтобы потомки помнили, знали. Нельзя допускать ошибки фатальные. Нельзя отказываться от своей родины. Нельзя идти на крайности. Нужно быть умнее. Нужно учиться, развиваться, знать свою историю, знать свой язык, знать свои традиции. Да, айфоны, BMW, крутые тачки, квартиры – это хорошо. Но в любом государстве, будь черкес в Америке или чеченец, в Америке, в Англии, где бы ты ни был, когда тебя спросят, ты кто по национальности, здесь возникает вопрос. Ты всегда будешь на втором месте по сравнению с титульным народом. И только у себя дома ты будешь хозяин. Мухаджиры, которые проживают в Иордании, в Сирии, в Египте, возможно, им никто, арабы, ничего не скажет, но ни один правитель этого государства никогда не скажет, эта земля ваша, она была и будет, это ваша навсегда. Не скажет. Потому что они скажут, в трудный момент мы вас приняли, братья-мусульмане, но у вас есть своя родина, у вас есть свои кладбища. Ассаламу алейкум, домой. Если будут какие-то возникать проблемы, я говорю. Или же ты должен стать турком, арабом, узбеком, казахом, киргизом и так далее и тому подобное. То, что говорят, что якобы мультикультурализм нету в арабских странах, это неправда. Все есть. И в Турции это есть. И в Турции это есть, и в Саудовской Аравии это есть, и во всех странах, и Европы это даже есть. Если вы думаете, что в европейских странах везде главное твоя национальность, живи как нет. Ни немцы, ни французы, ни итальянцы, никто не любит тех, кто приезжает, живет за счет государства, не учит ни язык, не учит ни культуру, ни традиции, ни ценности. Никому ты не нужен. И это, что пройдет 1000 лет, ты будешь все равно иждивенцем, и тебя будут упрекать, и презирать будут. Да, если ты приедешь, станешь хорошим инженером, ты станешь приносить пользу немцам, французам, итальянцам, англичанам.
Да, ты станешь полноценным гражданином Великобритании, Франции, Германии. Но опять же, сколько лет колониальная Англия, Индия была в руках Англии. Да, там они пытаются всяческим образом. Но вы посмотрите, когда этот Сунак стал вице-премьером, как его сейчас должность там в Великобритании. Председатель правительства, он вроде, да, вместо Бориса Джонсона. Каждый второй, вот он индус, все. Да, по закону ему ничего не могут предъявить, потому что там одно, второе, третье поколение оттуда. Но по сути, все равно ему напоминает, кто он есть и где его корни. Я к этому говорю. Или ты откажешься от своих ценностей, примешь великолепные плоды мультикультурализма, станешь турком, кем угодно, но перестанешь быть адыгом и новчи, или же совсем другое. Кстати, Ну вот, турки, которые живут в Чечне, почему-то не стали чеченцами. Какие турки у нас есть? Турки в Наурском районе очень много турок живут. Турки-месхетинцы. Но, Анзор, у нас, я понял, о чем. Турки-месхетинцы, они не столько из Турции, они из Грузии. Их там притесняли, мы их приняли. Но мы никогда не говорим. У нас есть и нагайцы, и кумыки. Мы никогда не заставляем их учить язык или становиться. Нет, Лоша. Конечно, речь не об этом. Но мы же еще не забываем, что государство, мы же государство в государстве, в принципе, как таковое. Ты же понимаешь, о чем я говорю? Мы регион Российской Федерации, и закон не запрещает им жить там любому представителю. Это совсем другое. То есть мы не пытаемся здесь из турка сделать чеченца, мы не пытаемся из азербайджанца сделать чеченца. Валлахи билlah. Наоборот, пройдет 200 лет, мы до сих пор говорим, это Сюля, это Вунки, это новые, и мы прекрасно знаем, кто есть кто. И Петя останется через 1000 лет Петей, и потомки Пети будут тоже потомками Пети. Хоть они говорят на чистом чеченском, мы будем это знать. И настоящие новчи это будет знать всегда. Потому что новчи на своей земле, на своей родине. А остальные получили или политическое убежище здесь, если мы говорим об истории, или же в дальнейшем уже во время Советского Союза, индустриализации и так далее и тому подобное, или современной Чеченской Республики. Нужны специалисты, конечно, электрик без, энергетик без, газопровод, без. Должны быть специалисты из других регионов. И мы должны у них учиться. Да. Я вот тут знаешь, о чем подумал? Тут вот ты за мультикультуру заговорил, да? Вот Не я вспомни, говорю, об этом говорит весь мир. ну, вот вспомни, ну вот банально возьмем, да, вот мы сейчас говорим за мухаджиров, которые вот там в Турции, в Сирии, в Да. Иордании, в Палестине 200 лет уже живут, да? Но вспомни, как какой-то хак, ну ты понял, о ком я. В годы Чеченской войны, как какой-то хак в Черногозово выступал и говорил, типа, зря вы из Казахстана вернулись, вы же хорошо в Казахстане устроились, зачем вы вернулись, войны бы сейчас не было. Это говорили не только тогда. Ты извини, в 1957 году, когда чеченцы, во-первых, законом было запрещено размещаться обратно в горах. Это Чеберлоевский, Галанджурский, Шаройский, Шатойский и Тумкалинский район. Большинство сел были в горах. Запрещено было селиться туда. А земель в предгорье было мало. И чеченцы хотели на своей столице, в Грозном, подняли бунт. А кто поднял? В первую очередь русские и армяне, которые сказали, нам не нужны здесь чеченцы, воры, предатели в городе Грозном. Они подняли бунт, убили человека даже. КГБ подавило это восстание жестоко. Это 1957 год, если я не ошибаюсь. Это был Грозный. На своей собственной родине, в своей столице не хотели. А кто возмущался больше всего? Русские и армяне. С Полиной. Вот факт исторический факт. Опять же, мы говорим о том, что было.
И чтобы этого, а хотя чеченцы, заметь разницу, во время имама Шамиля, то есть Кавказской войны, во время шейха Мансура, первого имама Кавказа, Русско-кавказской. во время Горской республики, многие люди получали политическое убежище в Чечне. Их не притесняли, их не убивали, им не говорили: татары в Казань, русские в Рязань, ингуши в Назрань. Вот это название и вот эту фитну закинули сейчас, начали распространять, якобы такое говорили. Если бы такое говорили, почему не сказали черкесам, там, я не знаю, адыгам в Майкоп, кабардинцам в Нальчик, Сюйлей в Махачкалу? Почему их не отправили? А именно татар, русских и ингушей. Ну, у нас... Здесь что, было так много татар? Нет, не было. Я помню, как русские уезжали отсюда, но они уезжали не потому, что не столько, да, была бытовуха, были те, которые уходили мстить, потому что бомбили, убили их родных. Были такие, которые психически неуравновешенные, которые хотели отомстить. Бандитизм был, это же была война. Но в основе своей русские уезжали не из-за этого. И помогали им чеченцы. Они уезжали, потому что бомбили. Не У было нас ничего. статья с вами другая, да. А сегодня, несмотря на это, некоторые нацики, подлые чечено-ненавистники говорят, что якобы был геноцид русских чечен. Не было геноцида. Русские вот так хорошо, прекрасно жили с чеченцами в городе Грозном и в остальных городах. И никогда не... Русских учителей больше любили чеченцы, потому что они обучали их детей в садиках. Все, кто чистил сантехнику, трубы, канализации, энергетика, нефть. Кто был? Русские были в основном специалисты. Да, И они в школе... чеченцам не мешали вообще. Они чеченцам были нужны. Но когда начали бомбить, стерли половину города, половину промышленности, они не стали здесь жить. С учетом того, что весь остальной чеченские села они просто-напросто озлобили. Такова, с чего рассчитывать? Это вот хорошо, чтобы было понятно. Была война советская, да, с фашистами. Что, когда Советский Союз наступал, вы думаете, говорили: а, ты хороший немец, ты оставайся. Нет, не было такого. Всех по одному ребенку. По Вошло. одному ребенку всех. Но все-таки вот удивительно, как два наших народа, казалось бы, мы два самых известных народа на Кавказе, но у нас вот такой конкуренции, таких терок, вот как это где-то по миру есть, у нас такого нет, это все-таки удивительно. Неужели настолько сильные братские узы есть, что это не дает? Пока это никому не нужно, Аля. Но есть определенные силы, которые бы хотели. И эти силы, кстати, еще с царских времен есть доклады генералов, где они говорили, что нужно натравить мусульман-кабардинцев против чеченцев. И кабардинцы соглашались. Они шли на лошадях со своей армией, точнее, полком или гвардией, без разницы, как угодно, сотней. Они доходили до Терека, очень и когда хитро. Они доходили до Терека, они говорили: это мы не будем против них воевать, разворачивались и уходили. И не получалось. Ну вот я об этом и говорю. У них это не получалось. Именно два наших народа несмотря на это, многие книги, военные книги, Кавказскую войну четко указывают. Кабардинский полк участвовал в убийстве Зелимхана Карачаевского, в убийстве Байсангура Биноевского и так далее и тому подобное. Это чеченские национальные герои. Но и мне те, которые сегодня пытаются рассорить, начинают говорить: а вот там же был кабардинский полк, а вот там были абхазские, кабардинские, дагестанские, чеченские. Оно давали это название неполноценно
Ну вот это вот и И непонятно, люди, почему. которые это понимают, их меньше, чем те, кто это болтает. Ну Кавказ вот, это наш общий дом. И ну вот мы это вот и должны... непонятно. Да, Вот говори, ты говори. извини, что перебиваю, брат. Ну, вот это мне как раз-таки непонятно. Почему, если пытаются нас стравить, хотя это глупо, если в наших фольклорах там и Зелимхан, и шейх Мансур, да даже Байсангур, говорят, в нашем фольклоре упоминается, Да. какой смысл, все равно не получится. Зато попытаться же нужно. Пытаются. Попытаться нужно, но не выйдет. Не выйдет. Попытаться нужно. Но след останется Я... все равно. При нашей технологии все равно, вот видите, вот в интернете есть там такая информация, да, это в будущем, какой-то след пытается оставить. Да, конечно. Я скажу так, если мы сегодня будем настраивать больше братские взаимоотношения с любым регионом, без разницы, будь то адыги, будь то балкарцы, карачаевцы, грузины, я не знаю, лезгины, кто бы ни был, когда у нас нету внутренних каких-то терок между собой, как таковой, все бывает просто настолько хорошо. Я еще раз повторюсь, от того, что мы говорим, что у нас хорошие взаимоотношения с адыгами, и в основе своей у нас было очень много моментов, это не говорит о том, что у нас все было великолепно всегда. Нет. Были войны, участвовали друг против друга, воровали, убивали. Есть, допустим, с теми же кабардинцами. И есть те же самые договоренности, где говорилось, потому что все, кто прибегал с Кабарды, чеченцы на своей территории их принимали и не давали. В Чечне не было князей, не было рабства, и оттуда уходили вольную жизнь чеченцев. И когда те говорили, верните нам наших крепостных, чеченцы сражались и бились до конца. И зная это, были проблемы с кабардинскими князьями. Не с кабардинским народом, чтобы было. И что произошло? В конце концов, когда была заключена договоренность, речь зашла о том, что кабардинцы не будут больше вести войну с царской Россией, идти войной на Чечню, а чеченцы больше не будут всех принимать или говорить там, чтобы все, кто хочет оттуда уходить, приходите. Заключили договор между собой. Повлиял ли это? Повлиял. Повлиял. И перестали. Наши брейки Это скорее для всего между вашего собой. региона. Нет, абреки это совсем другое уже, Арин. Не, брат, ты не понял, о чем Это я одна хотел когорта сказать. была. Это одна Ты не когорта. понял, Это жизнь. Эта ты жизнь не была. понял, о чем я хотел сказать. Я хотел сказать о том, что, ну вот, хариджеты, которые уходили с Кабарды, когда Кабарда уже была полностью захвачена сквозь чуму там и так далее. Ни одного из этих хариджетов чеченцы так и не выдали, которые в Чечню ушли. Ни одного. Да. Русские этому удивляются, говорят, что типа это же такую опасность представляло. Почему они не выдали в обмен на столько жизней? Но это, смотри, это было позором. Документы опубликовал еще в прошлом году. Целые школы Даут Мартани, ныне он называется Ачхой Мартан, целые тейпы адыги называют, такие как там, допустим, Чинхуай, Цуантруай, Эхка и так далее, где Уарстхуай, с которыми кабардинцы с одной стороны вроде бы и воевали, поскольку граничили, то есть были какие-то стычки, а с другой стороны были целые школы алимов, где воспитывали адыгских детей. И когда царская Россия делала нападение с Грузией, некоторых ранили, они рисковали жизнями этих детей, вывозили, то есть каждый на своей земле передавал там, эти с горной части передавали Уарстхуай на плоскостной территории, Уарстхуай брали этих детей, отвозили и отдавали адыгам, чтобы те отвезли их домой. Были среди них убитые, раненые, но не свои же
жизни рисковали, все делали. Почему? Доверяли, те доверяли своих детей, наши отдавали свои жизни взамен. Это было взаимно. Претензий к друг другу сегодня очень мало, по крайней мере мало. Вот. Не знаю, хорошо ли это или плохо ли это, но так получилось, что нас, к сожалению, к радости очень много связывает с Адыгеей. Опять же, мы можем говорить об этом. И точно так же и с казахами, вот Анзор задал вопрос, и с казахами тоже были очень такие, где заводили домой, делились последним хлебом. Такие тоже казахские семьи были, истинные мусульмане. Ну, были те, кто и доносил, и говорил, здесь они украли там курицу и так далее и тому подобное. Ты же не можешь. Я всегда говорю одно. Мы не можем судить. Кстати, этот черкес, который со мной связывался, Мухаджир, он упрекал всех черкесов, которые в основном, которые остались дома, в предательстве. Я ему сразу сказал, не говори мне такие вещи здесь. Он говорит, вот мы должны были там до конца не делиться. Я говорю, неправильно это все. Это твой народ. Ты имеешь право это говорить, но это неправильно. У него была какая-то боль в душе, она чувствовала в сердце за то, что якобы не все черкесы были одним единым целым. Ну, кто-то остался, кто-то ушел в этом. Я сказал, что я не хочу об этом обсуждать. Ты знаешь, я брат, не хотел. я вот так смотрю на все то, что происходит. Учитывая, какая тяжелая жизнь наших народов, возможно, было бы лучше бы, по крайней мере, если у нас такая тяжелая жизнь, что еще после этого войны, депортации, восстания. Лучше бы нас бы, наверное, еще во времена Ермолова всех либо выслали, либо уничтожили. Ну, не знаю, брат. Я такими вещами не хочу говорить. Это все по воле Всевышнего Аллаха. Башлам, Ты знаешь, хочу несколько слов добавить о притеснении русских в Чечне. Вот, я вырос, то есть детство мое, почти все детство, так сказать, прошло, и подростковый возраст в Наурском районе, да, мы там жили в Ищерском селе. И там и во время Первой войны, и во Второй войны, и во времена Ичкерии жили русские, и до сих пор живут там. И там дети между собой дружили, там вместе в гости ходили, там фильмы, и никаких проблем и вообще там по отниманию жилья вообще не было ни разу. Вот там есть там интернет, вот там вырезали, выгоняли. Я не знаю, вот среди нас такого не было. В Грозном я учился, это при Джахаре Дудаеве. У нас классная руководительница была, русская тоже, до войны, да, до начала войны. И никаких проблем не было между русскими и местными, имеется в виду, мирными жителями. Анзор, я был лично свидетелем, когда была в 95-м году бомбежка. 95-й был, кажется, 6-й. Когда женщина выходила после бомбежки, когда гул самолетов был, она проклинала их. Она говорила, вы убиваете нас и русских, и всех вместе, вы убиваете. Она кричала в небо, ну, видать, то ли контузия, то ли... То есть она не отличалась ничем. Если наши женщины молчали, более такие были, грубо говоря, психологически воздерживались от всего этого. Они не сдерживались. И они проклинали. Ельцина проклинали, войска проклинали. Проклятие. Я вам говорю вот то, что видел, слышал собственными глазами. И она была русская, она не была чеченкой. И зная это все, конечно же, отношение к грозненским русским не было плохим. Сегодня есть какая-то там лошадиная башка, которая уехала, рассказывая там, где-то она сейчас в Финляндии, мне кто-то ссылки скидывал. Поле Жеребцова. Да, то ли лошадиная башка, или... Я не знаю, вот именно в вот в этом Ютубе смотрю, как выступает там русский, вот там нас притесняли
Я не знаю, откуда эти люди берутся, где они жили, непонятно мне. Если они, послушай, давай с тобой будем, помнишь, выдавали компенсации? Да, конечно, помню. Да, я тоже Знаешь, что они пострадавший. делали? Они здесь продавали свои квартиры, все добровольно, все. Писали отказные, там тоже Потом было. уезжали, писали отказные, говорили, что их выкинули с квартиры, говорили, что их убивали. Но самое смешное, что когда ты сегодня видишь жилые комплексы, которые остались советских времен, то инфраструктура и жилые помещения почти что на 80% в городе Грозном уничтожены. На 80%. То есть этих домов нет вообще. Здесь построены новые дома. То есть их нету даже. И люди, которые уезжали, которые... Нет, я не говорю, опять же, все. Но те, которые... Мудис Анзор, наш так называемый демократический историк, не, у вас тоже хорошо, не историк, журналист, мне скидывают его, ингуши почти что каждый день, говорят, я по всем районам старейшины, где никто не уезжал во время войны, спрашивал, ходил, я расспрашивал, был ли этот плакат, была ли эта надпись, ни в одном месте в городе Грозном, где общественный транспорт проезжал, этого трафарета никто не видел. А он сидит, являясь журналистом, человек, который должен совести, справедливости, рассказывает. Я не знаю, для чего он рассказывает, что была надпись «Русские в Рязань, татары в Казань, ингуши в Назрань». Но я не хотел здесь в эфире об этом говорить, конечно. Плаката не было. Я везде ходил, спрашивал. Я не защищаю никакой режим, но это клевета на целый народ. Руслан, ты вот сейчас вспомнил, вот что ты про... Мы вот сейчас тут про Жеребцова вспомнили, вот что некоторые русские говорят, что геноцид русских в Чечне был, туда-сюда. Брат, понимаешь, многих русских вот такая натура, нутро у них такое, ничего ты с этим не сделаешь, брат. Это все от Аллаха. Я не знаю, какой у нее, там ее, то, что мне прислали, ее каждый день чуть ли не насиловали, извините за выражение, изнасиловали, каждый день ее расстреливали за кусок хлеба, и это, то. Я не знаю, где она жила, в отличие от нее я жил в городе Грозном и живу до сих пор здесь. Ну, если бы такая тема была бы среди молодежи, здесь бы весь молодняк бы знал бы об этом. Да не было такого. Если она, не знаю, попалась каким-то больным извращенцем, который, я не знаю, здесь такого не было. Да, были случаи, но обычный бандитизм, но там разницы не было. Брат, была это Жеребцова или Ослова или лошадиная башка, кто бы это ни был, это было ко всем. Мы же не говорим, сколько было замучено убитых чеченских девушек, которые пропали без вести. Мы имеем право сегодня обвинять в этом всех, кто там где-то был. Какой национальность должны обвинять мы? За Элизу Кунгаеву кто должен говорить? Или и так далее и тому подобное. Кунгаева, подожди, брат, Кунгаева это которая из-за мужа потом еще отомстила, да? Нет, это другая. Это девочка с Тангичу, которая была убита Будановым. Это из-за которого потом Юсуф Тимирханов который взял и убил этого, да? Который Батала Вахид задержал, потом и так. Ну, это сейчас не об этом, сейчас мы не об этом. Он, я не знаю, брать не буду. Но я хочу сказать о чем. Нельзя обвинять нации. Нельзя обвинять всех подряд. Я не знаю, если ты уехал куда-то, пытаешься от Европы, от кого-то получить какие-то дотации себе или какие-то... Это, еще раз повторюсь, мы жили рука об руку очень хорошо с русскими в городе Грозном, Чеченской Республике. И до сих пор живем и с русскими, и с кабардинцами, и со всеми национальностями. Здесь сегодня каких только национальностей нету. Все они есть, живем, работаем, процветаем. Нет никаких проблем. А во время войны война никого не щадит.
с русскими все-таки, я бы не сказал, у нас с русскими, у кавказцев с русскими всегда напряженные отношения. Не, Алим, отвела. Давай не будем. В Майкопе сегодня 80% проживает русских. Ты мне не рассказывай. И хорошо живут, и учатся. Все нормально. Сейчас речь не об этом. Это Ты скорее сейчас у меня путаешь. такая Нет, реакция. ты говоришь об исторической памяти. Сегодняшние, те, кто проживает там, это они не виноваты в том, что они не Потомки относятся. тех, кто это делал. Они не потомки даже тех. Не забывай, в советское время все уже поменялось. В советское время пришли работники там на Кавказе, менялись, раскидывали, везде мутили этот интернационализм. Башлам, ты же там выставлял какую-то статью или не помню, что-то там в Инстаграме я видел у тебя. Там перечень военных генералов Кавказской войны, Да. иностранцев, Да. то есть не русских там, Да. французы, не французы, Да. все национальности мира. Да, и Там в основном евреи были, правители, по крайней мере. Кстати, а эти генералы, Анзор, воевали, убивали, имеется в виду возглавляя, это как раз-таки над адыгами и над чеченцами. И я еще туда не причислил тех, которые были там с кавказских. Грузины указал. Там были грузины, там были армяне, там были греки, немцы. Ну, проценты-то я видел, ты видишь, да? И то я не всех записал. Не всех даже. Пошло. Вот сейчас Анзор сказал насчет генералов, которые воевали против наших предков. Ты вот сейчас вспомнил грузинов. Слушай, а вот, наши понятно, почему они в 90-е годы пошли в Абхазию. Там абхазы, они, конечно, не мусульмане, там, но из-за того, что кровные связи, есть там и мусульмане тоже. И мусульмане тоже есть, брат, но тут после Советского Союза, когда Советский Союз всех наших алимов убил, тут больше на кровную связь опирались, и наши из-за кровной связи пошли. А чеченцы из-за чего пошли? Из-за того, что отомстить грузинам за войну, в которой они участвовали, да? Да смотри, Алим, грузины ни при чем. Чтобы было понятно, грузины такой же народ, который, как и мы, в принципе, они тоже немного от этого как говорится, это не стоит сравнивать генералов, офицеров и простых людей. Нет. Насколько я знаю, по документам, которые есть, они пошли потому, что был заключен договор между Кавказскими республиками. Она называется как-то этот договор между Кавказскими какими-то маленькими республиками, что они будут оказывать взаимопомощь, если будет. Ну, это как ОДКБ, СНГ, НАТО, Кавказская, если тебе, чтобы было понятно, о чем говорю. Я понял. Они вместе объединяются, когда там кто-то будет наступать. Вот такие договоренности были в то время. И вот из-за этой договоренности, опять же, стоит забывать, что не все чеченцы пошли туда, это очень маленький, мизерный. Но у нас уже в этот момент, допустим, во время войны, когда воевали адыги с шейх Мансуром, сами черкесские историки и данные говорят, что с шейх Мансуром пришло 20 тысяч человек. 20 тысяч седел заказали лучших черкесских уздечек и седел. У черкесов заказал шейх Мансур, когда он шел на поддержку братьям адыгам. Даже такой огромной поддержки в то время не было, имеется в виду последнее. Потому что люди уже произошел отток, родственные отношения, понимание, понятия. Видишь, сегодня, когда осталось совсем чуть-чуть много, я постараюсь быстро закончить. Упреки шли со стороны грузин и со стороны кабардинцев, когда где-то мы в эфире пересекались, кабардинцы упрекали, а грузины упрекали кабардинцев, что они первые привели русских, русские упрекали грузины упрекали кабардинцев, что они первые привели русских, а кабардинцы упрекали грузин, что они привели первых русских. И вот это опять же, Темрюк – это не весь адыгский народ.
грузинский, там, допустим, Багратион, это не весь грузинский народ. Грузины разные, состоят из разных, там, Хевсуры, Мигрелы, Сваны и так далее и тому подобное. Точно так же кабардинцы, это не тюмрюковы уже все. Там есть абхазы, абазины, убыхи, шапсуги и так далее и тому подобное. У вас 13 обществ, у них столько же, не меньше. И сегодня, если мы будем по национальной принадлежности обвинять, нет, мы же жили на Кавказе, вы должны понимать, любое государство, которое, допустим, черкесы хотят на Западном Кавказе доминировать. Понимаешь? Грузины хотят на Кавказе быть доминирующим государством. То есть они круче всех. Армяне хотят доминировать на Кавказе, за Кавказе. И так про каждый народ. И само собой чеченцы, ногчи, они говорят, нам все абсолютно по, мы здесь красавчики. Дагестанцы говорят, мы все вольники, нам тоже все по. И вот так все у себя дома, всем все по. Понимаешь? Но на самом деле каждый у себя дома только хозяин. И только при помощи или персов, или турков, или русских могли поставить свое доминирование на Кавказе. Вот это должно понять. Темрюк в свое время воспользовался, выдал замуж, Иван Грозный его поддерживал. За счет Темрюка земли кабардинцев расширились ой как далеко, вплоть до Дарьянского ущелья. Это за счет царской России. Заключил брак. А как иначе? Так и должны были поступать. Везде. Вся история. Европа, Африка, Азия. Заключались монархические браки, чтобы укрепиться, стать сильнее, стать шире, больше. Это обычный процесс исторический. И тот, кто это не понимает или упрекает в этом, это ерунда. Кумыки заключали такие договора, аварцы заключали такие договора, грузины, само собой, заключали. Ну, армяне – это вообще отдельная история. Все заключали эти договора. Или с Россией, или с Турцией. Или чеченцы заключали такие договора? Да, заключали. 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 И с помощью Россия... брака, что ли, или как? Не браки. Не браки. Я имею в виду, вот, например, у Ермолова, кавказского происхождения, жены, да. Где-то я читал, не помню, кто, да, я знаю, то ли из Дагестана, то ли... Ну, неважно, я знаю. Да, кто... но это вообще был... Нет, да, то есть это вообще был плотный союз такой. У чеченцев были, ты говоришь, такие браки? Да, были. Могу тебе сказать, с грузинскими некоторыми княжнами были. Да, это я слышал, ты рассказывал, там это вообще в древности было. Да, не современно. Не только в древности, и буквально в 19 веке один из наших юных, из тейпа, юнцов хитрых, из тейпа Дышни, назвал себя князем и женился на одной княгине богатой. Тоже схитрил, но факт, что он сумел это сделать. Так, если говорить династийно, прямо чтобы выдавать, нету, но... Я имею в виду, там как бы военный союз, руководитель, извини, что я тебя перебиваю, руководитель, например, чеченцев, предводитель или руководитель, не знаю, так сказать, отдавал там свою близкую родственницу. Да, есть два случая, с которыми нас упрекают, и упрекают всегда то, что это делают в первую очередь норвежцы, что с запада, что с востока. Подтвержденный из них, честно сказать, нету, кроме того, что это Ян, как его же фамилия? Ян историка. Короче, он описывает, что якобы откупились калмыцкому хану, отдали чеченцы красавицу. Достоверность информации не подтверждена, но ее разбрасывают. Ян Чеснов, не Ян Чеснов. Не, это уже там из области там сказки. Это, ну, просто прям реально, вот, например,
Вот. как заключил Смотри, брак, этот один случай. например, этот, и с Ермоловым, там, например, еще там. Такого не было. Таких династийных браков не было. У нас нету подтвержденного такого факта. Вот упреки, я еще раз говорю, упреки были, вот два этих упрека. Один за Ипполитова, якобы кто-то там выдал, что он принял мусульманство, выдал там кого-то. И один за этого калмыцкого хана. Вот эти два случая, которые мы упрекаем. А династийных браков не было. То есть, чтобы выдали, после этого чеченцы якобы имели какие-то привилегии. Хотя ингуши говорят, что после того, как за Ипполитова там выдали замуж чеченцы, что Галанчорский район им отдали. Вот такую сказку рассказывают. На самом деле это недостоверно и неправда. Хорошо, следующий вопрос у меня. Может ли, например, такое название, например, Итомкейл, да? Итомкейл, это, да, некоторые говорят тюркское такое. Нет. Это имя человека, которому он принадлежал конкретно к тейпу, Ченти тейпу, если я не ошибаюсь. Его звали Итон, его последователи, предки есть, и они приходили к нам в эфир и полностью родовое свое колено выкладывали. Никакого отношения к тюркам пришлым или аварцам, нуцалхановским, никакого отношения не имеет. Потому что Башенхейл, например, село Башенхейл. Что обозначает? Я вообще подумал, я когда был, я уже, с названием Хейл, это было в Шароевском районе, это было там прям на макушке горы это село находится. Насколько я помню, это было Башенхейл. И я просто увидел такую картину. Хейл юкой, Хейл Оли. Хейл Олкой, да, Хейл юкой, богатырь, Хейл. إيش فكرت ده لحد إيش قيل اختريو ده لينزوي أو صدق قولتو متج إيش تقولتو شعولي إيش ده لا قيل أتنيو إيش تمياستي إيش название على ده Анзор, там надо смотреть, я будет торбаться, надо посмотреть у наших лингвистов, спросить. О юрта паол, кели ханах ола хазвия сига. Врать не буду от себя. Но мы завтра в Инстаграме у нас эфир. Завтра этот вопрос мы более подробно постараемся рассмотреть и добить с вами. Чтобы не было ничего такого. Таня, еще у нас осталось 14 минут. Соборделаш. Собордел. Иш твой кеда. Дистхульш хайна. Слышно же меня, да? Да, слышно. Вот так, чтобы это у меня зажимался телефон, зарядки цейла. Не хочу, чтобы вы отвлекались. Они сейчас появились, и тюрки, появились и некоторые тюли, которые говорят Кели, Итонхалила, Башанхалила, Казбичила, Шеюрчуи, Шашдолчерюи, Бошюм, Шийцамюца, достоверность я цухман. Бабдуя. Ногчи церчуешь, ногчи цера хаялюрчуешь. Эти люди же многие, они пришли. Тюркские племена вообще пришли все. Здесь, которые живут на Кавказе. Не в обиду будет кому-либо сказано, но еще тебякинах больше. Церцерах, тёрлил дать. Я могу понять, если бы это где-то, допустим, на реке Сунжи или Тереке. Итумкалинский район он есть. Хасун, Итумкали. В Шаруе нету такого. Сунха, Шют, Шараха, Шикарью, Хуайю, Хакмадью. Иштимет чу. Да, юрт, короче, сохил, да. Ислам бёх, айол шерт, короче. Дука не заехал из страны, у вас есть вонерсо. И так дерксон, и кейла мястиш, и цуно названием татилантиш, кейла периолдел, и мета гвидально, я юрт, и цун кяшон, им диавел, да, из возвышенности, аж
Хейльму и точно истерка юрт, короче. Сон юрт волк, ну, ландшафт, видите, جرع نبادك ديش سنة حوصة حوسن خالد أشاوي ألي رويوي حوصة حوسن تن تلم تبيتش السيجر دويتر داتسي إيمنا كلا بوشتك أورارتكي ما تعدو غالي بوش تو تيجا قيل غالنا أوش خلا أوش ميال بقدو دات حاجو يزور بيتش بوتر باتنزور и Цаумада, и историк Асан Бакаев, Сочи передач, Соус Фондин, Цуно, Умагаю. О, интересно, Ларцун передача. Мензор, вот чтобы не соврать, не знаю уже. Технические проблемы, финансовые проблемы, я не знаю. Я знаю одно, даже мне вести стримы, технически мне нужно договариваться с Ангехаях, Цаялич. Там нужны ресурсы. Может, времени нету, может, здоровья нету, может, нервов не хватает. Все-таки Асан Бакаев, один из лучших наших историков, живет за границей. Может, ему немножко трудновато в этом. Не знаю. По крайней мере, до меня не дошло никакой информации, но они остановились. Может, проект сам далеко не пошел. Без понятия, Анзор. Да, возможно. Просто есть люди, которые технически, вот я разговаривал с некоторыми из наших, так сказать, научного истеблишмента, они говорят, это несерьезно, это антинаучно. То есть они считают вести дебаты, вести разъяснительную работу, что это не нужно, это несерьезно. Вот такое отношение есть у некоторых людей. Я не говорю, что у Хасана есть такое. Нет, многие люди не хотят просто-напросто терять время. Но я от него услышал, что типа тюрки говорят, что юрт это их слово, он да. как бы приводил какие-то данные, что нет, у урартов называлось село, поселение маленькое, это урт, от него как бы вот так вот это слово идет. Нет, ну вот видишь, многие, вот сейчас мне это говорили, наши чеченские лингвисты, мне очень часто с Ютуба многие говорят, вот мы говорим тюркское слово. А откуда тюркское? На самом деле многие слова тюрки взяли, немножко исказили, допустим, искерк, искери, хаэца, ичкери на царах. Вот, и тонка хаэца, вот у нас это обозначает шейль, шейльгах, это тюркское, и причем это записывают наши советские ученые, такие именитые, как Чекаев, они пишут, что возможно происхождение тюркское. Валла не тюркское. Тюрки пришли. С помощью царской России они расселись по всей нашей плоскостной территории. До этого они не расселялись, до реконкисты, после реконкисты остались немножко. А как они название дали? Да, есть прямые, которые они название дали. Шеку я тут я меткшу. Но طبعا ليشدين عدبيوش بو شيرت إرش متخيط وشا ويسن خلش عني ويوري ديش كردوين داخل له إرش تعني سياسة تركه ويدوك ديشن. Нам бы кого-нибудь покритиковать, кого-нибудь бяхки вой ардол, хацаум ал ма ал сразу хохун никакого мнения своего личного быть не может. Я единственный народ в мире не видел такого народа, как чеченцы, когда происходит что-то позитивное, это критикует. Это вообще непонятно. Ну, их немного, конечно, но есть такие люди тоже среди нас. И не без этого, честно сказать. Поэтому я говорю, вот в историческом поприще, что касается вот да, у нас 7 диалектов, 10 говоров. Если есть говоры, допустим, мелхистинский говоря, ца обозначение, чеберлойский, кы обозначение, это же не говорит о том, что одно слово у нас имеет там смысловую нагрузку тюркское, а другое чеченское. Нет. Масла возьмем. Ня, ханнах овой. Дверь мы называем. Ня, да? Есть ня, бежентир. Да, это цухна, ня, овла. Вот. Тундера говорить юрт или кидек, что это тюрки. Тюрки пришлый народ. В 13 веке пришли с татаро-монголами. Кто-то с гуннами пришел, кто-то другой пришел. Если они говорят, или они у нас переняли, или мы у них переняли, доказать нужно. А так, чтобы было легко говорить об этом. Да, веш дуэль, отец, о гоус бицер нох юма.
Цунгер дух дышнешь, хазая. Древний дышнешь, шарксон, да. Права, сошар халван шхайна. Я целый день только и делал, что слушал. Они так красиво. Шарах, чеберлах, царь мелхаз бьют хан, мой ногчумат. Пенкизях бьют чохазмат. Ауха бьют вайчар чохазмат. И в каждом месте это такой богат. Чеберлой, мот, вообще. Сада, вот, хаза будет. Уха, вот, хаза дышнешь, хида захид. Вот, а считается, что шаройский, чеберлоевский – это один из древних диалектов. Самый древний считается кистинский диалект, потом идет шаройский, чеберлоевский, потом идет ауховский. Кстати, тот язык, который мы сейчас используем, это самый молодой, имеется в виду диалект, навчмахковский диалект, литературный олцунов. Вот он считается самым молодым. Сейчас начали исправлять это, начали использовать. По анкисе ездят слова полностью восстанавливают. У нас очень богатые, благодаря и Хасану, и Ильясу Сигауру, и многим другим ученым мы потихоньку начали возвращать родные, допустим, слова. Ну, допустим, примерно «хаолвай». И нохчим атахам гала ашло. Му адиз митчу ашу. И таза хоол. Чуна хоол. Цену хоол. Кидик масла басан. Хорошо тогда, хорошо. Маар буя, маар буя. Вот, в зависимости от диалекта. Ну, правильный, какой вариант? Марью, марбу. Два разных. Бу, ю. Ши и разные он диалекты. Маара черло чунах олвай. Маар хумю чунах олвай. Маара пелкир маар олвай. Три значения у одного слова. Сундель, вот, сам диалект, из, например, Марью, например, тхадне хоша, Мар ол, тхадне хоша, Мар ол, короче. Не хош, Барях, Бар ол, де хош, Бар ол, не хош, Бар ол. Ну, азо. Шептал ол вайдоча, раманиш олцуна. Рамаг олш хазион шептал. Вот, рамаг ол, шептала, рамаг ол, шептала ол. Цатвоча. То же самое. Сямсяк ол, боа ол. Сямсяк бо. Масла. Инс духабоча, пандуар, яси бадарши. Да, бадарш, ол, допустим, итажа гат ол. Ворол гат яусо, хокчу чуаусо, алцаха, гат туюцага. Гат итажю. И хат диеш маду шадик. Баугу юха диешту, галгу юха диешту. Антадич аймар мадати. واقعا اوشي ليلوشه اهونياتي هر لامرو матбой اهونياتي яркости матбой هر дуй воздуй бол пелксож нужно свое богатство изучать он хушсахер че и тадуйчсага чисаха да тан асфора не дуаш хучуна ас $1000 ло али харис сюхсан тан дешниш дол что хреваться иш дуквай сунца последнее время такое. Ибраим, хаттер штутига YouTube чат, уй хума болш, уй. Лошна подкам хавуш маркета. Анзар, хуагай чура. Бода гаж хан мелиола тулуш, тадуш, тукой, алхамдулилlah. Дела, дук дела. Аз дука больше кол, хам, Анзар. Многие не понимают, обчаются. Черси Болдер. Многие не понимают, упрекают нас. Но есть определенное время, когда чеченский народ выживал. Он думал, как выжить. Не было времени до культуры, до всего остального. Нужно было выжить любыми путями. Сейчас время непосредственно возрождать, время возрождения национальной культуры, традиций, истории. И нужно максимально искать сегодня, воплощать, как евреи вообще выдумали свой язык. Об этом очень много рассказывают, как они запускали эти слова,
на базаре говорили, называли, пока это не вошло в обиход. Мы не можем сегодня. Астана, масла, эрикас, духа больше хатас, истории, хинсас, элмаля, марха, дошам чуамадат. У нас есть несколько словарей в интернете. Там разные словари. И дошам чуоли ищут это слово, когда ты говоришь. Но в него не внесли это слово. Оно есть реально, оно есть название. И ты задаешь им вопрос, а как, чтобы оно там появилось? Масла, название не может быть, чтобы такого старого слова, как история, у нас не могло быть. Это невозможно просто. Дуцундуаш. Цунах мархал ол жду из. Да, мархал. Спутают мархал и маргал. Маргал ялхума и цай. Сколько же цедин хумнагол маргал нерс гирион цвенцве до малха яга и гухал. Не, маргал янаг нас с понимания маргал янаг это пока зеленый юз, ну уже уалила чур эрдуксан. Чур седадо момент оли. Сравнивать это слово со словом мархал. И ты говоришь историю, и мне начали писать хон мича дал, идваш хон мича. Вот я говорю, иш дуи, язин дуи, олшхлай. Нет, вот надо это обязательно. Хорошо. Я задал вопрос в прямом эфире перед всеми. Скажите мне, как называется нефть? Шейдошам чудол, шейкеч, слова чудол. Ни один человек. Мягкдя. Ты. Нет, дать. Мягкдя. Мягкдя. Это конкретно керосин называется. Даже не нефть. А ногчи матахо напду. Напду. Да. Цундер ош, вот он шейхена, когда говорили, хамичуешь вас, напда кулычусовой. От этого это... Да. В то время продавали... вопрос, Задавать я. Почему нохчмахкойский диалект, он молодой, он такой же старый диалект, как и другие, но он нохчмахкойский, был там вопрос. Нету нохчмахкойского диалекта для начала, это раз. Это неправильно, нохчмахкойский диалект, такого диалекта. Я просто это как бы сказал, чтобы было понятно. Это плоскостной диалект, и он не нохчмахкойский, и он со всем моим уважением, он не может быть древним. Потому что, как может быть, слова те же самые, да, нохчему отбой, древнему отбой, и Бог дати. Но по отношению к диалектам горным, он свободный доступ Амабай, Халид Ашаев, Киболвай, в 20 веке, в 19-20 веке Болвай, ученый Шаха Леваш, Аман Сулейманов, Валах Ашаев, Валах Кечара, Алирой, Валах Царь, Бючбой, использовать диаспору. Но древним считается, и ученые это подтвердили, кистинский диалект, шаройский диалект, чеберловский. Знаете, что самое обидное? Обидно и глупо, когда ты говоришь нохчмахквай, самый гинца фактически духобреш нохчмахквай был. И почему-то, когда ты такие вещи говоришь, почему-то отделяют нохчмахкваевцев, отделяют от галанчорцев, допустим. Как это может? Если нахчмахкоются все из нашхи, а нашха это галанчор. Нельзя так делать. Это в разных местах просто разные влияния, говоры разные, диалекты разные. Но это один и тот же язык, самуат бой. Древний, это номинально расписано. Как, допустим, если мы сегодня говорим, что математика это или алгебра это от индусов или от арабов. Многие говорят, что это арабские цифры. Многие говорят, что это индийские цифры. Но факт остается фактом. А на чем основан твой факт, что плоскостной диалект, он молодой диалект? Все наши ученые об этом говорят. Основываются на этих документах. Потому что они собрали все диалекты и сделали вот уже тот, который мы используем. Пример приведу тебе, Анзор. Слово «нохчи», который используется плоскостной диалект, ты свою учил, в древности не использовался. Мы всегда назывались нахчи, через А. Нахчикам двое. Через А. Правильно говорить так. Так говорят, допустим, галанчорский, кистинский, шаройский и чеберлоевский. Любой, и тумкалинский. Спроси у старших, которые живут в горах,
как называли? Они тебе ногчи не скажут. Нахчиду олор сервы. Вот так элементарно А превратилось в О. А должно было быть наоборот, да? О должно было превратиться в А. Обычно. И son дух момента агинахенс О превращается, а затем О в А превращается. А тут наоборот. Опять же, мы высказываем, опять же, я не говорю, что в последней инстанции. Я, вот смотрите, у нас Ибрагимов, один из лучших профессоров, лингвист. Возьмите Халида Ашаева, Алироева. Они на этом, как говорится, у них целые тома этих книг, толковых словарей родного нашего языка. И если они это говорят, других правил я не могу. Да, сейчас начнут... Я не спорю вообще, просто мысли. Я говорю, сейчас нас в Ютубе слушают, и опять же, почему-то посчитали, что вот Нохш Махоевский, почему? Да потому что элементарно это общий составить на саму диалект плоскостной. Наже юртовский. Хорошо тогда. А уховский диалект, он моложе или древнее? Старше. А уховский, он как таковой, я моя лам эхкема бэйш, вабан тига бэйш бой, духа бэйш. Тиги акокша, ауховч, аухай алахсар. Это акинцы, те же самые лам эхкай бэйш. Лам эхкай это галанчож. Галанчожский диалект. Вот. Ты же говорил там, ты разговаривал, ты видел, как они разговаривают? Когда они начинают разговаривать, честно говоря, конечно, улыбаюсь? Я их понимаю легко, но да, чуть-чуть вот смешные моменты бывают. Да ладно, просто вышел, ай куйк глашваса холяд, куйк мосу осовял ваус. Куйк дати куйк до ха куйк до варсовый чеберловый. Да, это знаешь, халге, но у нас бу истахалге это было. Ну да, это за табош, вот халбош, вот это наоборот, да. Ну, есть такое дело. Башла. А. Под Игом Нохчинси, позвольте вопрос, почему раньше одно место в Чечне, не помню название, называлось Ингушской плоскостью? Почему ингуши некоторые говорят, что это их плоскость, и это название служит доказательством? Нет, это название не служит. Это небольшой пятачок неподалеку от Ачхой-Мартана, твоей родины. Там в свое время, это буквально километр с небольшим, в свое время то ли хутор разрешали, пасли там скот, там было несколько домиков, там скотину пасли и все. Больше ничего, никакой ингушских древних сел там не было, и земля им не... Это если мы где везде, допустим, у нас есть предание, опять же, предание, если верить этим же преданиям, Ангуш село основал Чантей. Есть такое предание. Я опять же не утверждаю, что это правда, что это достоверно. Чанти на это ссылается, допустим. Они говорят, о или не ангуш. Но сегодня скажи ингушам, что ангуш на чанти бу алаха, ай дать ай о или не эльдуца. То же самое. Является ли ангуш чанти юртом? Чанти шиллин юрту и яц. Маслабас. Это с одной стороны это предание, с другой стороны. Поэтому тигагалви аш масла ингушская равнина эльдала небольшой участок аш кельча. Там есть такая же Ибрахим, он хает баунасой. Зумсуевские равнина халаун тигайоны, он хает баунасой. Тига же Зумсуевские равнин халаун тига. Ламакинские равнин халаун. Чтобы было понятно, Галин, Сел, Грозный, Ляхчел, Шметтях были хутора, точно так же каждый хутор, Эрсной хутор, Ойлхала, Эрсбата Ойлхала, Лам Эхке Ойлхала, Маслабахаса, Меткш, до того, как крепость Грозную сделали. Все стерли с лица земли, осталась только одна старая служа, крепость Яшкана. Но это же не говорит, что это отдельное там какое-то государство или принадлежит им. Да и вообще, ингуши как таковой, мы до 17 века...
Валейкум салам. Мокш Айш. Да, что? Башлам, вот к слову о Эльшун, я вот не помню источник, название, но с древних времен Дарьяльский проход держали чеченцы от проникновения персидских царей. Они несколько раз предпринимали поход со стороны Грузии, и там их останавливали чеченцы. Там не было никого, кроме чеченцев. Вот эти вот проходы на востоке держали лезгины в районе Дербента, а Дарьяльский проход держали чеченцы. Ну, чтобы тебе было понятно, это считается еще эхкехелюиза, эхкевайнохчилошбу. Нохчебок, нохчи, тигахилавац, кыркыдолкам хилабац. Именно чеченцы, ни кабардинцы, ни осетины, ни ингуши, никто не упоминается, кто держал этот проход и выбивал оттуда персидских царей. Они в разное время 2 или 3 похода предпринимались. Они не смогли там пройти. Я с радостью опубликую, скинь мне ссылку на какой документ и где ты видел, я опубликую это. Насколько я знаю, речь идет, некоторые говорят, что это был двоюродный брат Шихмурзы Окотского. В любом случае, если у тебя есть такой документ с источником, скинь, я это опубликую. А до тех пор просто разговоры о том, что мы держали или кто-то держал, это остается только разговором. Я всегда прошу вас только об одном. Вы же кто бы ни... Башлам, я сейчас по памяти не помню, возможно, у тебя в книге в Гольштейне об этом история указывается. Если ты посмотришь, прочитаешь внимательно, там вот этот кусок, я посмотрю. Он есть, Я там вот озвучивает, если мне память не изменяет. Тига Йолчинов, Тедон. Кайцандер Савик Хатта Алла Башлам. Мегадуй. Я вот, когда ты рассказывал, помнишь про викингов историю, я этот клип, этот ролик тоже смотрел. Я, честно говоря, когда услышал, я поверил в то, что это возможно было, но то, что они по Аргуну поднялись, это видно, человек никогда Аргун не видел в жизни, если он описывал, что они могли по Аргуну подняться. Может быть, в те времена чеченцы встретили викингов где-то на Каспии, и там их разбили. А потом, когда отходили эти доспехи в горы и попали, или в дельте, там, это Терека, когда, может быть, они, викинги, они же таскались же везде, по морям, по рекам. Да, конечно. Вот, но считается, что по Волге они пришли в Каспийское море. Вот это есть, это может быть. С принятиями нас. Башлам, есть ли какие-нибудь данные про Бергбичер Олуш, Сумадуева история? Есть какие-нибудь данные? Может быть, надо завтра посмотреть на книгу, как я до книги дойду, посмотрю, скажу тебе. Пока не видел. Чего не видел, того не видел. Надо искать, надо смотреть. Может быть, ты читал, слышал, я поэтому... У нас просто очень много полевого материала, подтверждающий факт Сахачахалуду Суни. Когда мы публикуем неподтвержденные факты, нарнийцы этим очень сильно пользуются. Как вы знаете. Принятие нас. Дик Мелдер, ну что, салам алейкум. Валейкум. Дик Ашлюшу. Алхамдулилlah. И говоришь, диалект, и цацёлча, просто говор, махуль, и обязательно диалект, лишь мадати. Ну, здесь 7 говоров, 10 диалектов. Ой, 7 диалектов, 10 говоров. Здесь хардион, туда школа долчена 80 годчка. Это центра, лемшка, это центра, Сибирь хабигна. Сибирь табахши свою на равнине. микрофон, واحد بدأ ترانتروي أدخل حلقة دون ترونينا عشان سبريخ رونيني دادينا
أوش أنت لا مشكلة حد صباح كان كونتر باس ساعة قدك باس نكش بولش سير وجه سير كده يرقي جوه هتستي حد عيل سير تدوج أنا عش أروك تعيل شا وشخ تدوج في تسامش وزاد يا شيء تدودي ويبوش صح جوه سير ده سبور وسم سير جوه شكاية ده حطنا فيدن قوش قوش فيدن أتأول سير فيدن سجح يوتشي تجوه и голос это нормальное явление, Это богатство языка только. Это богатство языка. А вот же Дарья ночью хилчи. Антихауты, выключи микрофон, пожалуйста. Что находится? Отец дивлю, что мы дать твой цапам модель да Ших Мурзлион да за 100 километров от материковой Чечни Кизляр ёлча слага ашхель 16 века. Почему Дарья не может быть Sheikh Murzi brat Walsh, Amaalari, Sultan Murza Walsh. What is Darya? Çünkü brat Walsh sana dusu أخي خلمك شوكش أخي принципе они могли именно на этом специализироваться и дальний дозор шкадать и выдвигаться дальше. Тему Сундер мадайвай дудара и кио фамилия ши хирищу кайбантан царь шейх бу олуш князьяш, но они считаются, что произошли от Экки непосредственно. أتعالى داعي وين عشان غلوا آري الحقيقة شو نقطع يصدق ما ده وين غلوا غلوا دون هدو شو دو يدون غلوا موش أو ما حقيقة بان غلا مجوي قوم ده ما ده يبروتست ديفيد ناس في سيم ناس ده كايت شيء географический силу географического расположения это вроде Кавказ это окраина Хилартер Иракской империи Россия левое крыло, правое крыло, Алия, она тадуха за Кавказе, она еще и за Кавказе ючил коммуникации, шларилам, и крепость Владикавказ. Крепость Владикавказ, ночи лахтя, и не гунд альчу, шейх Мансур, и сапрет арва халгатан шана, шейх Мансур, даяхкан, духа лилен Владикавказ, крепость снестиен, шейх Мансур, халгатан шана, и томба. Юх через 14 лет юин и Владикавказ. قيش محتاجة شو ترجم ميسته. تأخ يلتقي كوكازا. شو اللي يلتقي كوكازا. اللي يلهم он дать один раз угроза уже была, и дома яхнется со стороны Чечни, с левого крыла Кавказа, региона Кавказа. И следующий раз еще и Владимир Кавказа угроза, вейаур, хрюха, ше, и Владимир Кавказа, اللي يلهم يريدут اليوسير دحول أولش أخي كريبس يناتنا نزرعين. Так, ну, цаны халхи шума дати, дагахетум, шума дати, любой ком, окраина, хейт, хамс, саприкасация, да, шхульча, и родственные, межнациональный брак, шхульч, мадай, яхет, шума дати, естественное явление. Так, махдалах, галвай махвай, окраина, западный, хулвай махмабай, سير خلق أساسي إنسان يرسل نبراكش جرجل وعليل ما ضيع ديون هرسل نبراك خير حشيت شوي أساسي إنشل غربو ما شوي أساسي إنشل غربو تقريرا يعني ولدك وكاز كريبوس إن إمبيري واحد سجاح فور بوست إن زكاوكازي перекресток махули прямо идешь Закавказье, лево пойдешь Чечня, право пойдешь Черкесия, да, хосметяешь, ваху еще там местные там операция мадоя, а местные империи телочь са волк, ала и силу еще крестхлертер и осетин еще баганатик служили. Ну до этого крест больше без кабардин шхлатар с герглодош. Так осетин еще вот Кавказе еще балах бахча так герглодош да мадайде он так ухенш так баганатик айдал дохон луш герз дохон луш أخشى دهون وش دهون والكاريرا يوين قيت شلوه سيتواتر دهون لبعيد بال سبولي سويلون إيمت يدو دهون اسمت يا بروست إيش دهون وي خدقستين مدي علوه مخكوش بك أتاكي ويتحقق مدي ويتحقق يسلو شو دات بوغ اسم وش ما دان واحد يك ساعات درس И от Кавказ юг колчак можешь гюржи чубыч не хлах узкий проход хлах хокол юг от Российской империи дуал он бьяш аж был от Кавказский дияр Черкеш сия имамат и цаняк бит цаняк да олуш сагылатар
И Духсон, что интересно. Вопрос, что сокверки аляч, что и да, и вопрос. قوس بخا يعني هو بخا. Даулуш, перекрыть был, раска мотаешь. Hangi перекрыть получше. Например, диха черкеш, хылыс, яха имамат хылых, или? إمامات صحيح الله دوحة هي إذا до имама Но до имамата все равно и не хылых, грузинский военный дорога осана оля. любой империя свой территории حلق شينا نص مثل حلق زمن شو هينزل من كيمن الثاني كراب الثاني حلق زمن вдоль рек двигаться здесь махали река дойдён вдоль рек и по побережью моря إيش تأخذين زي روسيا إمبريا واحد شينا حقا ولا كازان برال أسران برال بوش وكاسبي حما بحكني إيش بولجي حقا أوقع ولا دوني أتعود دونه تعود ريكاشتات شو موري تبغانا إيش دون تاقي أصلاً استراتيجيسك حيوق شيء موري ما يعني قبيلة موري تاق كرابلش تغنى كرابلش ثاني داس ديلش مغلي إيش دون شين أول بغانا إيش نو يقصد يعني زكاة وكذا بولد جروزين وتاق ورس ما دخني تودك ثاني متقلل شت ورس دخل ألكسندر وري من وري خير انت ليش ما يقولمش ديابول ايش تاخ ديابول نو نقع بوخش بول نو تشيل امبيري ما يدون طمم بينادون نو опять же هنز и мурион ажга чиркеш ди аволбу венш сия аволбу тахон тагнадион وذكر كذا اتمتلكو وتشني دخوا يودون طبعا ماشي دخل شيء 100 كيلومتر دعوا ويس كومبلمنت جروزين ده دكو كذا تاجي دي اورا خدو يسع يقي نسيلق يدون يسع بريشي وين اكرا انيو اذا هو خانا اكرا انيو دون ابياجي راسيس كتير ميرو امبيري مايو مو بالبعض وام دون شيء كيف بس شو توام حدش он توام бабеш десятилетиями توام беш эцер эскер халлык деш сайна нохчирам из стратегически важных и цар и перекрыть бич в любом случае хан аур ослабление хириошхельш от империи на ёк ущерб хириошхельш то стратегически важных яцун не перекрыть бина все равно от хаймостов чун эду хай врагу мостову вреде. Почему это не сделали? И давай аргунский ушели будет шхили, а это был бы другой вопрос. Но асвагиго мабо зим нацар война нацар не села и Владыка Кавказ диха болчана нацар не села. Но опять же, ну вайдухал вайчи империи мою фачак масахила вайдо на вайса. وين تغوير شدون تصل شخلاوي وين شو داخل أصلاً وين عشرة أصلاً متر إذا 100 كيلومتر تودا 100 كيلومتر سودا شيخ منصور شدونه ألدي تبعه كان شأنه إغاسقي توان هلك بينا مسار على بول أيوه شيخ منصور أبرز كديون يا مواني شوزو كيزلر أنت نو يعني دوما يدونه كيزلر دوش كريف الشعب والله 100 كيلومتر سنة تريتور تريدونه ليتر سنة أول تتوجه sa logika ماياتي تقعدون تندير مش ياونا إي ألدي أحسن أتشان بينخد بوعة تخيصون كيزلر بوعة وامقيتوا توتي زي شايف دفداش Йох, تعامل фишек. Тут одна ситуация. Грузия, войдя в состав Российской империи, завела в тыл Кавказу российскую армию. Уже в тылу царь и Владикавказ, и нех царь Бохшхайна, в сторону Грузии, они наладили с ними коммуникации. Осетины были на их стороне, и грузины были на их стороне. Да, все христианские, вера моя, я же опять же говорю, и вера там у них христианская. Там, ну, они были вместе уже с Российской империей, то есть в лобовую можно было встречать, а отступать уже некуда было. В тылу сидели грузины уже. То есть там тоже уже была армия, эта самая Грузия была вместе с Россией. От Сгуржияш бин дикбол бовен от Заманча. Именно вот это вот. Они завели. Ну вот, ама Бог, там несколько факторов сложилось. Вот аж диха Гуржи моя империя, это почалки мы. У них тоже такая армия.
هوكا أسيتينش بو هوشا بوش إستوريا شيء مو بولش أخ ديها غاز كبوتيرو يتنا غاز كساني كبدينش بيجي مسخليت وامبيش هذا دو ديها ديك دو بي إماماتي إمام شميل والشينا خلي نعطيها خلا دير شيخ منصور والشينا ينمي вот так имам Шамиль Волч, да, уже стратегии уж, армию уж, наград уж, царила ночи шла. Имам Шамиль Волч, да, Манчуах, уже Владикавказ, Моздок, Назрань, Хилла крепости уже стояли. Да. Они уже в Чечню уже начали продвигаться. Уже Грозная была. Имам Шамил атаковал Назрань, он не смог ее взять. Атаковали и Владикавказ. Уже Губяхкан обложить Дин от Заманча. При имаме Шамиле уже Чечня и Дагестан были обкладаны крепостями. Были это просеки. Наполеон, Ежавин, Парижан, около Тихого океана до Атлантического океана жандарм Европы Прозвакин, мировой империи от Атлантического океана до Аляски, Калифорнии, до Качелс, Лехтеньол, империи Шолта Ичарах, Тисбел, Нохчи, Кавказа, Дииш Малой, и дальше до Хамадати, да, Иман. Вежери. И тут твои вуйши أقارساني بيرتش بيش وين تشم بيركش بيش طبعا دي قاتشس حدا حكين خوي تسار يبال بشيغول قنداس ويجوش يعني أزواق وردك شو ما سار قلدوا عمال يرسل ده сенсирую историю. Давай, пошла мало. Начинаем, да, слушайте. Для начала учитывайте факт, что касается военно-грузинской дороги. Это стратегическая дорога, которая была проложена. Было два пути. Не забывайте, к чему стремилась Российская империя, как государство, как империя. Она стремилась как великие державы, такие как Великобритания, которая была в конкуренции, всегда конкурировала, Османская, Отtomанская Турция и Персия. Все они имели или пытались выйти на Индию, которая считалась, что в то время, если у кого есть путь на Индию, считался Индия, Китай, считались, что это сверхимперия, сверхгосударство, и нужен был путь. А путь на Индию мог пройти только через Кавказ. С одной стороны, по Каспийскому берегу Каспийского моря, второй по Дарьяльскому ущелью. Во-первых, начнем с, когда продвигалась царская Россия, они искали, кто входил в состав добровольно, а кто не входил, нужно было сломать. Не забывайте, что Грузия была окружена вокруг сплошными в основе своей мусульманами. Грузия задыхалась. Осетия была частью, в то время была частью Грузии. Не было никакой отдельной Осетии, не было. Была Черкесия, грубо говоря, была Грузия, потом Армения, Азербайджан и дальше уже Иран, Персия. Ну, Азербайджана не было, была Персия в то время, вплоть до Сулака. Так вот, чтобы держать с одной стороны, Грузия нужна была стратегически, Закавказье, Армения, которые размещались, тоже была союзницей России. Ну, многие говорят, что вообще появились там армяне благодаря Российской империи, некоторые в основе своей, а другие эту дорогу поддерживали с одной стороны. Черкесы, которые воевали более западные, в гористой местности, они воевали, а те, которые выходили через северную часть, через Кабарду, лояльные князья, кабардинские князья, которые заключили договор еще со времен Ивана Грозного, не путайте времена, здесь 15 век, а вещь, которую вы говорите, это уже ближе к 18-19. С тех пор у них были союзники. Кабардинцы владели землями вплоть до Владикавказа. И не нужно сегодня обольщаться. Там именно, вот на этой местности, которая ныне называется Назрань, вот до этой Назрани местности, земли делили между собой, как раз Бейбулат Таймиев и заключал договор. До этого, если вы говорите о временах шейха Мансура, уже заложенные крепости Владикавказ, Моздок, Грозная, Назрань,
Петропавловка, Изляр, Внезапная, все эти крепости, начиная с первой кордонной военной линии по Тереку, потом по Сунже, они были против, в первую очередь, чеченцев, потом уже, когда появился имамат Кавказа, появился уже против Шамиля. В самые лучшие, самые процветающие времена кавказское, когда имам Шамиль был во главе имамата, армии имама Шамиля самое лучшее время. Было всего лишь 14 тысяч воинов. Но эти воины в основном воевать умели в горно-лесистой местности. Это воевали Малая и Большая Чечня, это воевали чеченцы. А вот где скалистые камни, там, с стороны Аварии, воевали сюили. В горах, в просеке, где не было густые леса, а выходить на просторы, они проигрывали, в разы проигрывали казакам, потому что их было много, и на открытой местности у них были пушки и оружие. И не забывайте, абсолютно верно подмечено, когда, я вам еще раз повторюсь, лучшее время у имама Шамиля было только 14 тысяч человек. Окончательно в последнее время, когда была Кавказская война, Российская империя загнала на Кавказ 360 тысяч регулярной армии со всеми пушками. Те деньги, которые тратились на кавказские войны, не было в совокупности больше, чем Франция и против Турции вместе взятые. Все войска были загнаны на Кавказ. Но проблема не в большинстве или меньшинстве. Проблема в самом месте. Место, с одной стороны, поддерживалось Кабардой, не всей Кабардой, опять же, Черкесии, а те лояльные князья по плоскостной территории, это территория вплоть до Дарьяльского ущелья, а с другой стороны Грузии. Вот так появились. Потом появились уже и Осетия, часть, которая, само собой, христианская, которая была на стороне и Грузии, и православная. Они же, многие блогеры осетинские, что говорят? Мы были в свое время форпостом России на Кавказе. Вот сейчас буквально заявляют их блогерам. А теперь форпостом на Кавказе является Чечня. Они это не скрывают. И они говорят, как есть. Это современную историю они сравнивают. Поэтому военно-грузинскую дорогу нападали. Не забывайте, что даже во время обрека Зелимхана, обрек Зелимхан на этой дороге нападал на некоторые обозы. Это Дарьяльское ущелье. Поэтому дорогу перекрыть временно, сделать нападение, вылазки могли. Но регулярно ее закрыть со всех сторон невозможно было. Потому что с одной стороны была Грузия, не такая слабая и могущественная, а с другой стороны была Кабарда, которая тоже могущественна. К тому времени земли Черкесии доходили чуть ли не от моря до моря. Чуть ли, я говорю. Потому что остальное. С этой стороны были кумыки. Вначале они были на стороне шейх Мансура, а потом уже стали на стороне царской России Ермолова. Плоскостная территория чеченцев от Каспийского моря прогнали, загнали в Аух. Аух подогнали к самому чуть ли не подножию Ичкерийских гор, которые были. Кроме как аварских, ныне называть, если аварских земель, со всех сторон чеченцы и аварцы были обложены. Начиная, потому что были походы через южную сторону, через горы, и Тумкале, и Фейзи, и другие генералы. С другой стороны осетины, с третьей стороны, уже когда нападали на Владикавказ, чеченцы вместе с Шамилем возвращались, ингуши добивали их, и есть этот материал, вы можете посмотреть, это не для кого. То есть они уже были, как говорится, тоже были форпостом. Не все, сразу договорю. То есть есть этот инцидент, вы знаете, когда напали чеченцы на Владикавказ, ранеными возвращались, они кого-то добили, уничтожили, и из-за этого инцидента как раз-таки есть рапорт, если я не ошибаюсь, там какое-то количество. То есть здесь ингуши, дальше Терское, уже мы знаем, занимали терские казаки, они потихоньку откинули от военной грузинской дороги, уже были осажены, осажены с одной стороны, получается, терские казаки по Тереку,
вездетерские казаки, вниз, где стык Терека и Сунжи, кумыки, Эндери кумыки, Кизляр тоже в основном кумыки, и до самих аварских уже гор, фактически, где кумыки здесь с нами граничили, а потом уже остались непосредственно аварцы, которые в дальнейшем, после того, как имам Шамиль стал имамом Чечни и Дагестана, объединились и создали имамат. Ни имам Шамиль, ни шейх Мансур не мог перекрыть военно-грузинскую дорогу. Во-первых, потому что не было регулярной военной армии. Почему провал Кизлярской операции был у шейха Мансура? Шейх Мансур был смелым, умел воевать, но стратегии и подчиненных его, потому что у него он призвал все кавказские народы, часть была кумыки, часть были там лезгины, кто другие народы, которые по соседству, вплоть до лезгинов, даргинцев, некоторые аварцы были, хоть не все. А с другой стороны были, само собой, входили некоторые даже найбы были и осетины у шейха Мансура. Но регулярной армии, которая умела воевать против армии, то есть Российской империи, не было. Там стратегически важные объекты защищались, выстраивались сперва посты, а потом крепости. Вы забыли, как? Возьмите новейшую историю. Как защищали Бакинскую трассу? Ставили пост, и все. По этой трассе мог передвигаться кто-нибудь без разрешения? Не мог. Тактика, стратегия военных действий, нужно ее изучать и знать. От того, что мы смелые в горах где-то умеем делать нападения, умеем партизанскую войну там, во время царской России проводить, это не обозначает, что мы там, могли выстоять там, против конкретных. Допустим, воевать в Ичкерийском сражении или в Даргинском сражении Нохчи могли, или на Валерике могли, и даже перехватить инициативу могли. Но дальше что происходило? Уходили в горы, сжигали села и так далее, и так далее. Это еще со времен и Бейбулата Таймиева, шейха Мансура. Такие были действия. Поэтому, само собой, Бартацахал, и идя на Персию, а через Персию на Индию, там не было, для Российской империи кавказские народы это пшик. Они не рассчитывали, что будет такое сопротивление в центральной части Кавказа. Для них, для того, кто поставил, грубо говоря, буквой «Г» и Францию, и турок, и всех остальных, какие-то аборигены, которые бегают по лесам со своими пульками, это не было как такое. Но времена были другие в то время, и смелость, храбрость имела огромное значение. Поэтому 20 лет Российская империя потеряла огромное количество денег и живой силы. Об этом говорят российские историки. Мы говорим по истории. Не забывайте. А занимать какие-то стратегические высоты, выстраивать там башни, чтобы воевать и так далее и тому подобное, невозможно. И не смогли это мы сделать и во время Тамерлана, не смогли мы это сделать и во время Хазарского каганата, не смогли мы это сделать ни во время, грубо говоря, монгольского нашествия. Поэтому для того, чтобы все эти вещи делать, вот мы сегодня говорим о башенных комплексах, редут башенных комплексов жилых, это возможно в небольших, маленьких пространствах в горной части. Но выстроить это, сделать. Мне задают вопрос, очень многие пишут, расскажите о своем государстве, раз вы говорите чеченцы. Многие знают, что было два государства древние, которые есть на картах, некоторых монгольских картах. Это Сарир, это Сим-Сим. Два государства, археологические находки, до сих пор в Гудермесском, Курчелойском районе находят просто-напросто городские проложенные коммуникации, которым 3-4 тысячи лет. И никто не может сказать, как это было сделано. И глиняные, выжженные трубы, как Римская империя это делала. Но никто не может сказать, откуда они. Но они есть, и сегодня натыкаются на них намного чаще, потому что начали котлованы рыть. Все молчат. Никто не может обосновать, сказать, вот здесь была столица Сим-Сим, вот здесь граница Сарира. А это все было. Искать нужно. Не фантазировать, не рассказывать сказки, что у нас есть и яйца динозавров, и мы самые могучие воины. Нет, так не делается история. Нужно доказывать, нужно искать. Не принижать себя, а искать реальные факты, доказывать. Если мы, и не забывайте, со времен Берже и всех российских
Ван Гален и все остальные, кто бы ни говорил из генералов, они говорили об одном. Самая большая проблема кавказцев, то, что у них никогда не было между собой, уже не говорю про разные республики, не было единства. И среди нашего народа не было его. И вот так части отделялись, и до сих пор некоторые люди пытаются отделить часть, отделить наших Уаствай, отделить наших Мелхей, отделить наших Тирвай. Понимаете? С одной стороны. А с другой стороны пытаются отделить Белхтуай, Бенуай, Чунгруай, Бильтуай, Аухуай, называя их якобы нуцальскими и так далее. Бенуай отделить кто пытается? А? Бенуай отделить кто пытается и как пытается? Мне интересно. Анзор, ну ты не был в наших эфирах, целую статью с Юлей написали, что 40 тейпов, оказывается, с Юлей есть в Чечне. И он не перечисляет среди них и Бенуай, и Белхтуай, и все остальные. Они говорят, что это Сюли, что это якобы их тейпы. Сюли пишут об этом. Да, я слушал их историков, но они явно такие смешные вещи говорят. Ну, Анзор, смешно, согласен. Сегодня это смешно. Если они будут писать книги, если они и те люди, которые нас не любят, которые завидуют, которые пытаются нас раздробить, они же эти книжки пишут, оставляют, размножают и потом рассказывают, делая фитна между собой. Я вообще удивляюсь, я много раз слушал их историков, явно сидит вроде образ мусульманина, историк там, явно врет, вот явно ложь несет, и я слушаю и думаю, как так, ты у тебя в душе думаешь, что у тебя в сердце, в мозгу, ты вроде себя считаешь мусульманином. Я абсолютно уверен, что он сам знает, что это ложь, но рассказывает. Но, Анзор, причем мусульманин? Причем мусульманин? Изам Сюлеву, хорошо, Ишам Сюлеву, Сюлебита. Не, как причем мусульманин? Если мусульманин, его должно сдерживать религия. Так, если я здесь совру, делаю фитну, как это его сдерживает? Свободен, там мусульманин болуш. Ленин аул, Калинин аул элдон. Дьявол щит эрштехкан, это щит эрштехкан. Ашбахтуш мусульманш побош. Ленин аул му бегоду щит нохче ютил щит. Вот это уже совсем явный факт, это уже, то есть. Подожди, мусульман богом, вообще дитя мадич дон. Россия не воевала с мусульманами. Ермолов не воевал с мусульманами. Не воевала, но Ермолов с мусульманами. Ермолов дон, зудуялин муайру дон, мусульман дон. Вен пушек, берштек дон. Истишем, цаит филгадица. Не, мух дала, айрж вала, кай вала, сюли вала, нохчи вала, бусов в голове. Не, бусов бал, суайр лодол, шватстан, сунам сахит, сюли бусов дон. Нет, табарди от абог, хосуанис сахията. Любой садин, например, ограничения, шукур, религия, есть ограничения. Я понял, ты говоришь о тех мусульманах, которые должны быть еще сифат. Тюли, ограничения, я бьеху шукуш, вайлат чтевушен, ашев, Ленин аул, Калин аул. Еще хотел дополнить еще одна тема, момент еще один. Когда мы говорим и рассказываем о чужих инсуилем, бито хорошо, еще кеш, мат, буцер, хидекду, ладно. Дарьярское ущелье, все прекрасно знаете, воить дючаду, султан мутхила аль. Да, обошла, махайн сам вид слухсо, Дарьярское ущелье. И клуб российские изобретатели, канал до YouTube, Услан умеешь, услышать, вот перевод яш, Асланбек, курил, перевод, то есть смысл, ногчи, смысл Дарьял. Ял и налогию, дари, шелк дух из шелковый путь, перевод дирксу. Анзар, аса балыгдич, я не буду комментировать слова Асланбека, не буду, у меня ничего против к нему нет, но я еще раз говорю, есть полевой материал, есть научный материал. Если есть тому подтверждение, вот здесь мы можем только говорить как гипотезу. Я сейчас не об этом. Не, как гипотеза, а дальше он бях мобил, а что массу перебивать. Да. Что явно ты дарьял, явно перевод дух из
Нет. Tuğba Еще раз. السلام عليكم. سوش دي عيال بوش دقني خلتقع دي عيال بوش تو سيتواتيو إذا خلتقع نداري داري يلا دي عيال بوش دقدوي داري يلا دي عيال. Да. Ну там, видите, это возможно, но ближе перевод шелковый путь, перевод, ну, явунов, слово перевод, и шелковый путь, ну, в слово маловероятно. Налог. Что дальше? Смотрите, оставим сейчас гипотезы, сейчас не про гипотезы, послушайте момент. Я хотел вам сказать, то, что Сюли говорят, это ладно, а не другое. То, что там правил Султан Мут, или что владели этим местом. Султан Мурза. Ой, да, Султан Мурза, Шейх Мурзи, Шичхилле Хедеги. Посмотрите, что пишет профессор нашей соседней республики. Они кровь из носа категорически говорят, что это сказки, что это байки, что это неправда. Ищем киеч каемнах бар, допустим, диабеш, а хош мабой вой цанц и надувай хоккеду. Они вообще цанмекти улиды дучтаются. Я к чему это сейчас говорю? Версии, гипотезы, они хороши. Но они хороши, когда лежат на бумаге. Еще раз повторюсь, если у вас есть версия, если есть предположение, нужно это записывать, фиксировать и выкладывать. Ну, версии, предположений. Я по Асламбеку еще раз, мне буквально вчера заходит один с соседнего региона и начинает упрекать: о, Маслат, у тебя на ютубе нас проклинает, Азбас, стоп, освободил вас. Во-первых, с моими я разберусь, ты со своими разберись, пускай твои перестанут вас. А он говорит: у вас тоже таких достаточно, Бахцусю. Азбах, назови хоть одного чеченца, который оскорбляет старейшина или кто-нибудь, оскорбляет, унижает ингушей Баас. И он мне говорит: Асламбек изобретатель. Честно сказать, я не слышал, чтобы Асламбек их кого-либо унижал, оскорблял. Но, опять же, блогер... Асламбек, сбадак дичь, вёзбал, мацабизмиш. Да, ну то по факту, да, что-то, короче. Одно дело, то, что говорит блогер, другое дело, то, что говорит научные или старейшины, председатели советов различных, это другое дело. Среди чеченского народа нет никого, кто бы оскорблял, унижал соседние народы. Мы говорим о несправедливости, и эта несправедливость заключается в том, что аух исторический, где и проживали ногчи, должен быть тех, кто там проживал, и их дома должны. После этого никаких проблем ни с Сюли, ни с Гунки, ни с кем не будет. Что касается Дарьярского ущелья... Что касается Дарьярского ущелья, или пути на него, то, что были затраты, то, что были потери, это... Baştan Ahmet dinletmiyor. Ahmet. Вроде бы... То, что мы говорим о Дарьярском ущелье и о других местах, мы, конечно же, без всякого сомнения говорим о том, что мы хотим, видим. Но еще раз. Там написано. Вы из кабанской культуры, Дарьяльский, насчет Дарьяльского ущелья, это там алетишь, еще я долю. Дарьяльский ущелье и контроль я шел шема, тега боль вепи буй, меткалой олтерах. Үш хил буар хичун, сломно да тега эккетел диха агу, мабуй تعور ديها агу. Но только я на цанах хиловой, но чтоб не говорил تؤغو كنترول تام بليجا يوي هون ديالش جايرا ات چوما واسنا تيركان چوما واسلويها جاير خويه هنت قاع يورت يوز اذا متكالوي بوش فبي ودقيوش بوش هنت كاك ادنا يوصلوجي نسام ديال فبي بوش هيدا متكالوي اولترخ اني كنتروليرو لي تاع بيريود يقع
Но уерсе чубяхкан чулт, я они полностью контролировали уже кечагар хаятан, уерсеш контролируешь улы, меткет. Да, там периоды осетинщина и контролируют. Окоз хабяхма била, башлам, окоз. Когда выше поднимаешься по Тереку, по Дарьяльскому ущелью, когда проходишь Джайраф, твои от Галанчевский район, там буквально недалеко до этого он выходит прямо, Галанчевский район буквально сразу же. Галанчевский район, дигена ютига, брат, дигена ю. И причем Галанчевский район, тикач, худует, индер гена ютен Галанчевский. Тига, Джайрах ошел меткий, фортуги, Джайрахи бош, меткши тига. Вот ты можешь оттуда спуститься, и Терек до тига, прямо они могут туда спуститься. И вот цен удобно до тига, и контролируете, метк. И я думаю, что ее контролировали вот эти пеппи. Ну, как раз İş versiş bu iter mali kistini dürdü ki murdu ite sastırını bolca oluştu. Diyor وين خا ما خاي وين ميرشتو ما خا وين ميچ عدو خا وين ميچ عشدو خا وين. Да. Сундер бахтас. Так что Hazar. Мало кистина свог идаться. Веппи тигахбола и ахайцерик. Цара хинцгю хириша шей юма оли мекти. مثلا شيء ديجا شاشته ولا تيجا تعجيم حال ما ناس دريالسكي وشيء حال ما شاشته ولا قليش ده أستين شغلة تيجا دي حسيحة يدودار واربوي يدودار وار يبرش يوشيل ديجاتي نشبري سوخن دوين دا табаган то хириша даке уже там ища ширибу о дударовар и фамилии научно обоснованные, там 3-4 фамилии, они они держали бахца. Вполне возможно, что с этой стороны и мекти говорят, что пеппи терду, дихабеша, ой дабана церах дакетташ бори, лам ахшада. Иш больше терду. Сундер посту. Я не могу сказать, я не знаю количество. Из веппи, ой аухабу веппи халба. Тига. Бу. Ногчи бу оца. Сега больше феппи, допустим, бузур. Шедер станок чедер воим. Да, но бузур танок, допустим, феппи, а ценгала ногчува. Вот, я поэтому говорю, что кто там был, неважно. И султан вала, мурза вала, и захив. Мы-то говорим, что уехала, херишешкала, и обоснование его, и деятелей, хопчуава и деятельность, основание цього. Мы версии предполагаем, гипотезы говорим. Нам нужно Гейнсохоба, Гольштейн Тяю. Я Гольштейна полностью прошерстю, там, прошерстить иду. Если там упоминание есть, я покажу. Но я помню точно, Синарев Аль-Язин Норматсон, Язина опровержение сказкам Гунядин, который утверждает, что акинцы держали Дарьяльское ущелье, Аль-Язин нанес статью в Facebook, что он гинахарёй. По крайней мере, Муахки Аль-Язин, что он гинахарёй, 100% сумхам. Facebook что я зеню и да схилла батига вообще и ушели держать на счастье. Но опять же его версия против этой версии, против осетинской версии и хаму держать меня в любом случае гюржи хуязин до хазвестига а гюржи шацара иметь тигяз или держать я спеша овсы шпу алязин был овсы осетины ликчаться ну царь иш вайн духа бочар о гюржи ну гюржи шан чо гри защищать был иш историю вписать вот царь чей очень хилю о царь в отличие да вы сами отношения портится и царь но иш шейц хилбу о царь вы хапли в момент я по крайней мере. Ну, всегда религиозный фактор, конечно. Да, там и религиозный, там и территориальный фактор, и другое. Масла Кехтан сегодня опубликовал документ, то, что опубликовал про мухаджиров. А вот что мухаджир, щука, между перечислять пишут. 2 кабардинца, адык, чеченец, осетин и дагестанец. То есть мухаджирами в Турцию ушли тоже немалое количество, большое количество осетин ушло. Они мусульмане, и они живут до сих пор там. Они в Алмате были с Шамилем, с нами вместе, осетины. Да, они были, да. Я говорю, шейх Мансур Ицах, его наемшим осетинский. Поэтому
تاني وقع تعدا ويخ именно وي полностью كوت كيف حقيات وي دوخر حقيات بو بوش ما وي يريش يقع تعدا نميلغنيش بوش تحقق خاديز هون ده شيء потому что считается что все حالا شو قال تا إيه سيجا قطع خلط يا أخي شو ما نشتات ويدوتش نو وصلنا نوم يوي قواندا دون قامنا شتيرة سسلوني دلين خلش خلات سير تعسام شيء تعسامش وي دون كناجسكي الداري مالداري بو شو خالي خاني بو شو اسمه غليتي حتى يعني الإمبيري لبوي إمبيري نوشا تسمتي حياة كنشخينا سير سسلوني دلين يلح غير خوشكيت باش ما خلا يبرت دون تاخ например دو ياسرن حياة كان بكاسبي وقتلك حقا تشخينا за 100 كيلومتر خزر وي متريكو لامش دقوي تدغوريا انت تغنا ماشينا دعوه صح دو قاعدون كيزلاري ماشي دغاش جينو ما يتم بول تشخينا حنش دو قدك دو اتبتع شيخ موز اقاتشو صغاسخشن وصغاسخشن مو شيخ موز ساكناز ومرت نخلا ميغدون местный دون نقشي شي تطوبان تاع خيل الموي تغنا انالوجيش دون وتحرزان مش كاع جورخ ولبوي تقدون وشي تلخيل الخير يتلكتريس خيل الخير تعتم تمو جوزر شي خلقتن فلو كمان دي خلقتن توباي اتلادي ايش تو غير ناديون شي تاع وقداش خلق الوق زيغون بوست اتاك 10 مسخلي شيخ موز دون 100 كيلومتر دي هاول تارز بات بيلدون تارز تمش دا قالو غردوك تركي اول شي باغنيشن غردوكين ات غردوك شوادون غاز يقبل شي بيتسوت كازاك والغاز الغطوش ما يعينيه سو مش داخل شغلاش قيدا واش تعبر شي كوموكسكي شو خالص تركيا هذا تركي يو شيخ موزوك هذه هذا ما خش كلا يوتش تركي شو خالص هذا داخل شو يحياك شلون هذا بث مخلوتي غير خوشكي ثاني قيدا واش حبوش اولسكي خان ثاني بوتار بث راسكش سؤال تقولوا وي مي مغلي تشانسي دون ابل تشين يجي تقولوا كمادير ميتش هادون دولار وان با اتسير سان يعول شو خال كناز خيري اواسكي خان خيري تو بوخ دون ديش مخلي تسير قامو دون ويش انت دو ان روكيش دون شاش تسك سولاسكي ميجريتش خيل اول دون اس بوختا حال شي دون تسك سولاسكي ميجريتش دستم ناس ويك دون خيلو يفتالش سير تا يفتيات سير تقع سيع بالك دا وش غبرت إيغنا إيش كلاجسكي سيمش شو قال السلطان مسيع باله المواغر إيش كيري بينا إيش كيري تبين شخنا إنه السلطان مت بوصل بديشن خلاه هون شو قال السو دا عربسكي قريشيتي إيش تعمل إيه سوري ما يتير إيش بوصل بسنتر خلقي تاختير دين ساخي بوصل وين نخشي لبوي تبين تك أصوبنا إيش دين تحول أو إيش سكرين أتشين خلوي نتوش بوصل بين داش كاس دين خلشي بوصل ويشي دين سوال تقوي إزدونش تا تلوش خلاق وعندنا سو أتنشين تا سلطان محتوى بوصل دين ساخر اشتاختن بول غنيم وين آخر جزء بسينيم اشتقام دخوة لبول لالن وين تقتلوش ويدون بقيديم ترانزيتم دعوة عندك دري كبر ده ويشتقام دوه أخي إيش كيري صار هدنا إسلام مش قاعد صلاة ورام شيء دو يغوى بيه شيء دو قصو بيش ما وي شيء بيجي ثاني شيء تسترون نيكش خلق ما بيتين أنجني فرستوي شغلك شيء سسلون دليني ومين يدرجين زبوات شيء خلوب شغل بوتين شيء تعدرجي هنا خلق يوتين دوخ شو ده وجي أندري وآخا وي إصلاح ودي وانا وآخا وي اتحادي وانا سرون نيكش نبرات بس أندري عن نقشي ما خلي دون اتمتع شيء سرون نيكش حاجول بينا عيوني شيء يوم يتقاسوا اشتمش بيش شيء داخل يسون متك أطول إيش تحبخ كان بقول كي ألغي شو صار كوستكي أكثر أو إيش يوتيو بابي يوتوس كده أنا عميتون إيش السلطان موتيت إحيان وإيش نيبوخ شدوي نسام دل السجاح نقشي أكثر عبوي خاصة توتش نقشي يا إما يدو السلطان مسيع ولا تسعى ممكن خلوات وسيحة الشيخ مورس خلو ما خلي وين ما غاية تاقي وين ما يدو الشيخ مورس خلي أول سكي خان الشيء أشيخون زاخي خان سخ عشق لإيش أول شيء إنت عباشلا معزم نيس الخيطون أول شيء تدخل تخلصون هذا كوسكاز قام دبالت يشو أدنو أسمع الله يتحرك كلمة واني أول شيء خان
إمام شمال شلون تي حد بسان وش اللي يقوش شلون جمزة بيكسوينه زي تي حد خانسكي أطبس كليوش إيه لون إيه تيري ما يقمتك دوما خليته داج خدج مرات ما خلوا خانسكي جرجر سك إمام شيء زودة الدعوان ياك تموشتو يطوان بين شبويت إمام شان أواد شخيله أواد سبيلي زوشي خانو بوقدش عشقله كوميك شيء كنازو بوقدش عشقله إيه أصلاً يتصدقونه ونخشان طوان بين الشيء عنديش كويسو أو شارك سولك طالع يلا عنده يجي دوي خلا عنده يجي دوي شوط خلا يجي دوي أصوبنا شوط خلا جو تم خلا إشلون صار كارتن شتاعي باز بين بوشون دي دوي عندي إيش بو إيش هلك بينا شو أصلاً ويتسان تمش بيش لا بيسنا الشيء يخرج أولا نزيد ولا ده وجه ستالين استيع حد Вот сейчас я возьму совеки. Да, сегодня-то, почему говорю, сегодня они же приписали дедойцев, андийцев, и что это Цундербош, я по отдельности Алдиш, если правильно. إيش أدين زيد هذا شو يقول إيش وين كاتيجوريش أدلات ببيش بس سما سزان على قيشو دي دوي عن دوي ويز جرجل ودو سير سسلون ديلين سخيلة دي دوي عن دوي أواد شيء سان سخيلة سس إيش ولني ويسان قام ويز جرجل ودو سكريشو ويز حبول خلام يدو يدون ويز جرجل من تطبق جاهوك دون شو سويلي دي هذا سويلش سخيلة ويز جرجل عن دوي خيلة دي دوي خيلة إيش ددوي ويختري بوش النظام ديري سونسا ددوي ويز دون صوت غالع دون أصلا بيكتيريول شويز سوسيت فال أصلا بيكتير سويلي دون سون جينا واتس دلغاتو فاميلي يوتن دلغاتو نخشي سنة فاميلي دعطي حقيقة ددوي لقص بعد عوا عميش وهواج ددوي مو ويجرجنا مدوى عيزاوي أشلاتي Дедойча Бадик Дич, Дедойчи Анди Чицера, во-первых, почти что массера J2 для начала. Это раз. Во-вторых, в основе своей үш баш дуқа бац дедойч орк эск бисна андуэн цажим алсмобу. إيش بالله полностью خلك بيدبوس استمشكع كوكاز استمشكع. Это последний из Байсангуры имам Очхена Бенош Байсангур имам Шамиль Давар Чултя Байсангур Бенош Ухахилла Алду имам вообще имам Хаджин. Вот последние, кто пал, это были биноевцы и дедоевцы. Последний пасти на Элеге после имамата Шамиля Бургдони. То, что осталось от него. Последний пасти наш Ишпу, но дедуай Богдик Бахалдиз Сиаму Бай, Вайхил Сиаму Байш, дедуай Вайлилу, что Вирчли Лош Бушон, Майлбеш. Вай назмаш зикаш Ош Бушон, Бусул Дин Дишер, Вай Цани Асу, царь связи был Адиснак Башунош. عنده ده سيخبار دون عنده شيء обязательно دون نخشي ما تخش لقط عنده شيء دون ده بس ليد دون إيش تصدق إيش حنا مهتيحة هينساق سيولشم شيء بقولت إيازيش но исторически язвашена чеченцы граничили с аварцами حنا مهتيح ده с андийцами да с дедовцами да لا أول خذ خدش عشر أول شلون إيش وفش سيع بولا بس دون Башлам, от Танлизгино, Тан кандидату наук, диценсик и истории, и хунзахское ханство, это было лезгинское ханство. Ханы были в Хунзахе, все лезгины. Аварцы проживали, они были в подчинении у хунзахского хана. Вот этот вот момент надо учитывать. Сами аварцы были в зависимости от хунзахского хана, который был по национальности и дворец хунзахского ханства, если так сказать. Дворяне были лезгины, вайцаны, лезгины, ши, нохчи, доз, хиллы, аварцы, стигаин. Давайте сделаем так. В любом случае, воевал қалыду штук нахбу, тахладу уша YouTube чуабу, да, социалн дихар дашу. Влазить в эту кашу, где они, кто какой хан был, нам дела нету. Вот граничить Диашпершбари, там было разное, там я вот зашел... Нет, Башлам, я говорю, что мы граничили, историческая граница проходила с лезгинами, с лезгинским ханством. Исторически, видите, Волгачем, албанское царство Халер войск граничит. Иш дит мегардаци, нис боа Башлам, нис боа, иш дит мегардаци. Там есть... بلعش مباتي وأوارش مبات بلعش نادا إيش مش أخلا
Собордилович, сам смотрите, когда хунзах тоже разница, оставьте это дело. Потому что я вот сейчас буквально недавно в прошлом эфире еще рассказывал, есть, где они конкретно, лакти, начали говорить, что Казикумухское ханство и шамхальство, причем это разные вещи, чтобы было понятно, они приписывают, допустим, начали меня спрашивать, что якобы лакцы воевали с чеченцами, была война лакско-чеченская война бахсарская. И я начинаю тянуть волосы, кто тебе сказал? Говорят, чеченцы дали ссылку, на тебя сказали, Асбах. Я что-то вообще не помню, чтобы лакцы когда-то воевали с чеченцами, Алирас. И он начинает мне скидывать на Казикумухское ханство и шамхальство. И я зашел в дебри Сайхел-Ритер. Я захожу, во-первых, когда я начал читать официальные источники, вы поймете, о чем я говорю. Там черт ногу сломит. То ли этот Казикумухский хан, шамхал, то ли он был арабом, то ли он был татаром, то есть кумыком, то ли он был лакцем. У них там столько этих между собойчиков. Я сразу официально, сейчас я к чему подвожу. Я завтра это опубликую, у меня есть материал. Федерализм называется он в Дагестане. И благо, что это написали не Нохчи, альхамдулилля. Это дагестанские ученые. Там их разные национальности, они указывают, пишут о том, что где границы были Казикумухского ханства, шамхальства, кто там был. Там может быть лезгины, даргинцы, аварцы. Нам дела нету. Мне он был Дагестан. Интересовать яшбат. Ну и сиха уже до Уамабаны еще, Чечен остров Уамабаны уже Ставропольский край Уахкачев. Но сухуалашу. Что происходит там, происходит в Дагестане, мне не интересно. И в этой статье «Федерализм» написано очень четко. Почему я заинтересовался, я бы не тронул дагестанскую историю. Они сказали, что чуть ли не вся Чечня была под Казикумухским ханом, шамхалом. Из-за этого я только начал копаться. И вы знаете, я нашел очень интересный документ. В этом документе четко указано, во время тяжелых ситуаций Казикумухские шамхалы, ханы или как угодно называйте, заключали договор, союзный договор. Он четко описан, союзный договор, и перечисляются общины. И вы знаете, среди этих общин андийцы отдельно, дидойцы отдельно, и в конце списка написано мичекизовцы. Четко написано, что заключали союзное соглашение, когда воевали против иранских шахов, против наступающих врагов. Не вассальные, независимые, зависимые элдацы, свои подчиненные элдацы. Там написано союзные. То есть они вместе договаривались и отражали какие-то военные действия. Вот это написано очень хорошо. Поэтому мне не важно, я сегодня просто-напросто, почему сказал, да, дидойцы, андийцы мы считаем отдельно. Но со времен политики Даниалова они их объединили, сделали всех аварцев. В списке 1831 года четко написано количество аварцев, грубо говоря. Аварцев, они могут что хотят записать, но андийцы да, и дидойцы, они не аварцы. Да, Собордилович, там четко написано, что аварцев, это тоже документ у меня есть, там написано количество аварцев 25 тысяч человек. Все. Андийцы идут отдельно. Смотрите, это, между прочим, не от себятин, это статистические официальные данные. Дидойцы идут отдельно, кумыки идут отдельно, и все там по строчке. И мало того, что отдельно идут, там четко на этом документе написано, вассальные они, где они получают деньги, то есть от царя ли они российского получают деньги, или от шаха персидского они зависят. Там все, кто воюет, кто независим. Этот документ у меня есть, я его опубликую. Проблем с этим нету. Поэтому нас не интересует, кто там был. Граничили мы с лезгинами, не граничили мы. В свое время, до Ауховской проблемы, были аварцы, которые были в Юат-Акабах. Не все, но частично. Были, которые были на стороне шейха Мансура. Стоит отдать должное. Также во время имамата Шамиля были аварцы, которые шли и воевали с чеченцами до конца. Были.
Но и вот мы не преувеличиваем. У них тоже есть сказочники, которые говорят, что Чеберло, Шарму, Ахцейр, Буй, о том, что, оказывается, один написал сейчас статью, что 15 тысяч в армии имама Шамиля были чисто аварцы, 20 тысяч конных, 15 тысяч пеших и 4 тысячи чеченских воинов. Да их самих не было столько тогда. И самое интересное, смешное то, что во всей армии имама Шамиля не было, всего 14 тысяч было. И среди них Цундера, я что хочу сказать, вот смотри, в дополнение того, что ты говоришь, после крушения имамата, падения имамата, это конец 19 века, выходит российская энциклопедия, где указаны народы, населяющие, и численность народов, населяющие Северный Кавказ, а также племена. То есть там указано как народ, скажем, лезгины, чеченцы, адыги, например, аварцы указаны как племя, ингуши указаны как племя, скажем, ну условно я говорю. Вот, поэтому вот эти вот вещи, мы же про историю говорим, они говорят свое, мы же должны что-то Если ты говоришь, что там написано так, Айса, я тебя прошу, вот в этой книгу сфотографировать, документ прислать, скинуть мне. Вот когда мы сможем официально декларировать документ исторический, это один. А сидеть здесь в эфире, после этого просмотрит 1000 людей и получается, что Аллах очень сильно обсуждает. Зачем нам это надо? Хорошо, я отправлю. Почему мы не можем обсуждать соседние народы, которые соприкасаются? Я не против обсуждения то, что граничит с нами. Историческое принципы. Я не против. Но влазить в ихнюю я против того, что там были ханы, у них эти, там были лезгины, табасараны. Меня не волнует, кто и чем занимался в Дагестане. Меня волнует только наши взаимоотношения и наша история. Меня тоже не волнует. Правый сулак меня не волнует, но они уже залезли на левую сторону. Шамиль, ты доулица насчет вот этих мюшбориш. Андийцев, алитиш света хамдон. Андийч эльча, уж близко бы олуйдон. Анди олшул метка, тига ашберша из-за на границе с Чечнёю и метка. Мюшбор чеберлой тани, хуаи и метка тига улляй. Так, тига ха от анда ха дiyahboil وحوشن تاني نخشيخ بو خلته نقا. وستم أوارش خلا استيك غوش قيتشيل متك خلا إمتك. هينذا تجعي هينذا например غالع عشوق عوي например أرس مرتاني عشوق صو например قيتش تيب نرحاوي سو أرس مرتان واحد عملوا ألجو سو مرتان هو ألقص вот из до тягаин был нахбой уж анди был. Это не означает, что там все родственники или там одно и то же. Разные группы шутик хати бехкан озметти вахойшен. Нохче был шашхиетш был нахбой уж от андер хаббол сихаббол нохче вахойшен. А хинтига бис нашел в основном дух берша, они ближе к этим авартам был, аварч буш. Тер морта нохче чун терабатия аварти чун тад. Хинз галги ваймубу вот такой диалект сан бутер близок к аварскому. Шейх 150, 200 лет аваринизировать беш. Мабуш, конечно, туда. Да, аваринизировать беш, бат шей название, шей каванал олтер, тамшин как-то сами себя они называют, а андичто олтер шейх. Лично ойш аилбос, анди кусун. Сосуг лично аллага шейдей, шазафин, штеш вой нохшен, гергал, вой оду, сюрсел ал сюглично, вот анди кусун, шейдей, мы ближе к чеченцам, оли. تيجا دي أو نقش بوي وين نقش بو تيجا هون ده الشيء هند بريمير حصل عندي بو تأقوش كيو يورتر تيجا صبر ديلا قطع يورتر تقول له قطع يورتر تيجا نش بو سيح بول تيجا دي بولش بو سيح بولش بو شن نقش دو سيح بولش بو
أوارش دوش ألش بو تيتي إيش بيقبل بو إيش تندير إيش شايف تاو ألر نيس دات ألغي ترسو تاني أوارش دوك بيش أوارش بو هينز دان الممت تاخينا نقش كا وين هينزدك ما تدوش عنده نقش بو الجنيس ما تقولي زوج أسعود Ой, نقش بو ما Гергало, думаю, تبارش Богу и أس все. نقش Ногче бу Або цабаш. лехер мег дас бо лехер мег бар но ты не Шаш, забывай у хунзарское ханство Елчвена Аварский ханство Елчвена Аварцы не могли до ногче 100 километров ди аси халил дон анди гуи дидой гу ишей дон та дейволш махило иш дон шейхало пуши ханолш махило иш дон Он до гонки говорил о махило иш дон сословии Шерцова-Ючек Ахмад. Он говорил о сословии, то, Да, что у да, английцев и дидойцев сословие такое же, как и у нас. То есть пейп санхилович, но цент аханч сахила, бек сахила, мурзныш сахила бахцев. То есть по культуре, по традициям они похожи на нас больше, чем на Ой, них бахцев. границы деш мабуш. У них не было этого, они были свободными, как и мы, бахцев. قيس عما دون قيس عما دون ينزل بوي دون ينزل نقشن صبر صولون نقش دون هنا عادين شن منالجن اتسولاكل دون تأسيع والوزي خأسونش يشتيع موبو когда они сами были под империями уж ца империя была бош хан хилаят уж дохор арбош была хила юг персиш была хила юг туркш была хила яндекс что дон забитеш влияние дон арабской империи али нисья сулакта влияние Османской турецкой империи нисья сулакта сочушен Арабский империя يقول خضر سنة 15 период и yok etkan nüz просто خضر سنة 15 üç dabağına Что Хаусла, скажи, не стояли это, не стояли. Они сначала были под персами, потом были под арабами. да, туда Персия, понятно, раньше была, чем потом были под русскими. Ищу цель ситуации. Но если так судить, можно и до Хазар дойти. Да. Мы когда говорим про феодальное божество, обычно ссылаются на молитву. Если мы говорим, наш историк сказал все, они не принимают, никто высказочник, обычно царь, я хочу сказать, Иванов книг Хавялаш, Иванов книг почти каждому объяснить, что чеченцы это свободный народ, который не имеет ни князей, ни феодалов, они шамхальское таркосство, шамхальское таркосство, из-за Ибн Аббас, Аллах, سلطان پیامبر صلی الله علیه و آله ولو و اتنت احیا حبوش بال قريشين بوش حباحكنا ايش حبوش خلره او مخوتون لي سيلري وي عاده دوق استويتنا ايش بناخ بس باش كيلو чхауна без наболи и именно критиков сюда also, ишь мы его приглашали, князья у вас были, князья и мумшиц. Никакой князь не был. Когда Цантейпан был Гергернаню, Камасара Лахтанцаню, вопрос, Олшхайнаха, этюк Киколов тейп, Цедаэта, Яшолов тейп, Цедаэта, они критиков судья, Ца Нохчи, Очкой Куровой Оли, тем более Курой Сина Бу, Паймер Сусалам Гергер, а его боли, Штакой Шолы, это даже в русских источниках это есть, как говорится, Олчи. Это идеально, что а насчет умаханца, аварш и шбюцок, это большая минаха, примерно, он знает, что Питер Яхуш, из Шерманцева, кино я был художник документальный. Я много архивного управления был, Владикавказ, Москва, все эти архивы у меня имеются, да, Шабашлами Гойтов, и у этих архивов каждый шаг Шерманцева, я шел шаги, доклад, я шел стабильно. Это на Вишнякова комендант, Вишнякова, Кизлярский, Хилёлу Эртях, комендант. На имя коменданта Кизлярского, да, Вишнякова, документ, дуешь, официальный тех времен, документ, дуэга. Сега айдиш хавол веча, Шейх Мансур перешел Терек, отправился сюда, отправился в мечеть. Мечети позвал людей. Он сказал, почему вы не принимаете участие в джихаде? Половина села перешла на сторону шейха Мансура Бож. Документ ждуешь. Это не сказки, не байки, не чеченские историки говорят. Это официальный документ тех времен. Иду. И так я чул, шанс моя, это не дал. Вишников, наблюдаешь. Сега я ваш муат беш бу масала боз. Нагасан войн, если мы говорим про аварцев, цашико я башлам шони север аварч бахкен хилла, тоже из шейха Мансура хилла, кумик шилла были. Но главный феодал, наместник Оля Райска Шхвату, Умахан Аварских Лухас, он не был шейхом Мансура, он его предал полностью. Он не то, что когда он отправил... Донос и нацу сразу.
Да, когда он отправил визиря, шейх Мансур, визирь говорит, Дэнсон, хауэл шей, цолка гошки, труэша, письмо дуис. Когда он его отправил, тот имя Екатерины II, Цун Срашей, посол говорит, я являюсь вассалом России, никаких, короче, шейхом Мансуром претензий на Российскую империю не имею, он его предал. Вот и он говорит, на резвожна Барсун, например, почему ты назвал? Я говорю, потому что я назвал, потому что так и есть, это даже официальный документ. Насчет Умахан Аварский шейкуят свой предательный шейх Мансур. И цаду кабардинский князь Долда камял дочь, того шейх Мансур хиллау, но когда его пленили, он тоже все рассказал. Пошел, короче, в Российскую империю и так далее. И документ дол что. Что я хотел сказать? Это яркий шейх, фамилия Шмахелисер, Конечно. Там могли быть несколько князей, кто-то один мог же волшеб она якхил может искренне схава, да кабардин шит асбеш сиама бахнит, нохчич абахнит. Это не все были. Какой-то даже сам осетин шидиона, по-моему, Кундух Муса Вашхила Мёцунца Алдар, он пришел со своими людьми. Что-то то боялось, что аса лилшхила что. Да, это были князья Камел, да, тот же самый Хаджи Мурат, имам Шемилович, из-за Махила ханский семья, он просто со своими людьми пришел. Да, вот я осетин, их было много, цашикуяцы. Вот когда нам приписывают, говорят, что шейх Мансур, просто шейха Мансура есть эти письма, отдаются к документу душон, документ душон. Это документ, хажла. Кумыки, иштиазин душон сега. Кумыки просят себе шейх Мансура, шейха Мансура, к себе просят. То есть, что дочь Агаро, за Кубанью, диамуана, шейх Мансур, диахаш, диашпу, бахтует, письмо тебя. Закубанские народы, это имеется в виду, да, эти адыги и так далее, они просят его к себе. Уже все, когда вся эта Кавказская война перешла уже за Кубань, уже она опять оборчил, он, естественно, и по официальной данной 8 тысяч черкесов, 8 тысяч человек там было. Там и кумыки были, и чеченцы. И когда нам говорят, что с шейхом Мансуром не было чеченцев, вот я ему говорю, дай свой номер, я тебе пришлю официальный документ Санкт-Петербургского архива, где Шишковский или Шишкевич, когда допрос шейха Мансура сделал, там написано, 2 чеченцев шейхом Мансуром попали в плен. Его, короче, отправили, одного, второго сказали, он признался, что шейх Мансур, сопровожден Швейн-Варша, мы хотели перейти как бы Хальсу-Дареждов и так далее. Но факт в том, что с ним были чеченцы, когда его пленили. И когда нам говорят, Нохчи, хилхит будет шейх Мансур цани, он элди атуан бечхена, целый тейаньол дуон, профессиональный, регулярный армии, и пере алгавол что внезапно тейаньол, один халлакин хилш, значит, атоб хилмахилицу что, но там могли быть приближенные дуон, и просто ополчение дуон собирается. Ваша азва, там Ахмад не беспочвенно говорит, я поясню тебе. Дело в том, что в основном до Кизлярского нападения в регулярной армии, регулярно так в кавычках возьмем, армии шейха Мансура были большинство чеченцев. Но после Кизлярского нападения здесь уже некоторые говорят, когда он уходил, что у него не было почти что сторонников. И Цундер был, что и Ахмад, Сокиет Ахмад. Да. Там ситуация, но документы, которые есть сегодня в подтверждении, черкесские, где заказал, говорит, что шейх Мансур идет со своей армией, со своими людьми, они заказали, в одном источнике я видел 10 тысяч седел для лошадей, для людей. В другом говорится, что 20 тысяч. Но я лучше возьму 10, чтобы не было 20 тысячной армии. Поэтому, само собой, не львиная это, а большая часть кумыки. Там говорится о том, что после Кизлярского поражения шейха Мансура большей частью ушли, то есть после погибших, отказаться. Большей части цюнцани бизнес нохчи был Хири был цюнцабон, само собой, в чарах беш. Дагестанер цюнцабона единый чиби, это уже когда он ушел к адыгам, я говорю. И большая часть его сподвижников были непосредственно адыги. Но в конце, когда он попал в плен, абсолютно верно Ахмад говорит, 3 попали в плен, и все 3 были нохчи. Шейх Мансур и 2 чеченцев.
Это который, когда в Анапе взяли его. Да. Я просто почему это говорил, когда Саудову постоянно почти солнце, а я и вошла меня примерно, вот они начинают, понимаешь, тебе писать сообщения, хотя телефон, номер, они нас обвиняют в том, что вы бахкина бари, царь советин, но к чему тадуются. Erwähken wordt ibachtar, weet je? Toen de chuso, erwähken het nog, ja, moet goed zijn boos, weet je? Do, en heb je boos, daar moet je altijd nog je. Обалдеть, ашиду шарita, что духдараш, башлам, сюру поражение или, а почему поражение? Я не считаю поражением. Имперские регулярные крепости, Кизляр, Дикханьон, уже Каспийский авод, один из мощнейших, укрепленный форпост, эти нападения, что и на цель. Хотя я говорю, это не надо говорить поражение. Нет, ну официально 100 километров до Баландуана от материковой горной Чечни, регулярной армии, империи, крепости, нападения, это нормально, я считаю. Просто войнохчи, военмамат Дуана, Цадольчден Мадевой, Темлой Хилдуан. Просто нас заставили быть Темлой. Мирный, Махиловой, Лямничка, Яқи строение шёлыш, мосту лампы адуан, жилой архитектуры адуан, сиен ваш долыш, сады шёлыш, байниш копш, ашмахливый. Просто адуан, тагана адуана, и раскиш адуана, сразу чуматься бахкануэй. И раскиш до асмабахар по вдоль, по рекам, по морям адуан, по побережьям. Обложить диновой диона, маз Кизлярина, Владикавказина, Маздокина, и гуа бин. Таган диона, империя регулярный крепость лета, хай до Америш, ашуха лямничка, индвой ногти шваду хатван болчана, примерно all аспирует вайн отечественный был, я должен мадати, вайн да Израиль диона, ярчка бода буч, таши кода да, сама бори, тван ба эт мадати, коммуникация, если снабжение, если ширкадина عم بيربوا عداون и я حايس دون дальше как дон недели две там бомба целое дон сюда до 100 километров мазду кеван кизлариван там ба эт мадати Владикавказиван сюда обратка дон شيء حتى وقت دون اتقلدي تبع شيوبان دو حالتوانتو شوز но عندها западный уже Турции была махали в основном черкесии махбат дон сега Турции газ кса постоянно темишхила турк стратегически ойлича хока дон союзник воч а до диха запада будет уже Турции газ китва махилич логически ойлич любой так сигур мавайнс дон тан победа Украины татбеш дон диха сиха дон букцига иш حيتوان بولشي دعوت قدوان او فرق بولشي سندر دبر نتيجة دوان это нормально явление он ушел туда где идет война уже объявленная официально توام دوان нормально стратегически ходит свои دوان Конечно. Цундел, они с Шерман экспансия. Вообще Российская империя, военная вела экспансию Кавказа. Она Екатерина II, Екатерина I, Йолчен, Дун, Петр, Первый, Шардух, Ичейнс, Кумик Шол, Эльдиге, Таптуан, Бина, Бас, Нохчи, Хила, Басол, хотя Потто приводит совсем другой, что именно кумыки говорят, что чеченские сопротивление оттеснило Петра I, армию Петра I, улица Ишолсу, Аурагов, точно это досу. Да, это кумыки рассказывали. Да. Но мы опять должны учитывать Нохчи, в основном, вы все равно поневоливая, вы по истории нету нигде, что мы на кого-то шли войной. Мы всегда защищались. Хочу, что вам беждовой, но вы айдал мацагила, да, абан, вам беждовой. Конечно, поэтому в этом фильме и кино Райволошанаха первое вступление это Олша Дукаси Тундер. Шейх Мансур уже уже там уже тур халда концу и конечно уже тур чудуло да. Иши дион, ши это больше давно. А до лямчка аш был дион, ши мирный нах дион. Шул мабати, смысл маяти самбо. Конечно. В первую очередь сега хеллага нохчи равни набал нохчи царь лёгшхала казак чубах кюча Екатерина II раздавала земли своим фаворитам, своим наместникам
ремесленникам и чеченцев гнали, торговлю убрали, полностью равнение дабях шеченш арбаха, Шейх Мансур Волхани уже, Шейх Мансур очень дунянчу велла, в 1760 году Шейх Мансур родился, в 1779 году экспансия идет по полной программе, в 1784 году Гаджу Аткайканацу, но до этого Шейх Мансур вел мирную жизнь, он даже говорил, давайте мы не будем начинать, Шейх Мансур, если вы думаете, что сразу начал, как Байсангур, короче, да, до конца атаковать, а нет, это сперва мирный, но они выбрали Пьери, который считал себя Александром Македонским, самую суровую, короче, он там 2 минуты там порядок наведет, и вот им подарок, сюрприз ожидал Валды. И что система, ну-ка. Садиона, аватар, гойшуна, карт тядон. Карт духа. Аугуски район, и аварч, духол, карти хауси, и самый кирми, и аугуски район, восстановите, аварч, тенквер хайшен. Ну ладно, олшунас. И да, алмаки, дашлами, уи, цигары, и далами, уи. И нет, муж выше, хасует лабошмо. Да. Сюли лямчикар и нет, бой именно и к ют ухи акташо юрч почти чуолды он будет, хасует лабуч будет. И нет бан курс бошон еще он дальше. Аугуский район восстановить, что и все уже теперь нет, он вай Аугуский район, кул сереги низ хасует лабуч, жаудай олцы. Это курс. Очень важный момент, упустите Аллах Ецун, во времена Шейх Мансура Хилдал. Очень важный момент. Почему-то я не слышал, чтобы его часто упоминали. Именно грузинские границы Умахан Аварский из-за того, что Шейх Мансур с первой разбитвина Российская империя свои основные силы с пограничной Грузии в Кавказ отправили усмирить Шейха Мансура. И в этот момент Умахан Аварский напал на Грузию. Вы же, наверное, знаете про это. Из-за знаменательный момент из-за Шейха Мансура, тот прорыв открылся, регулярная армия Ачияйтин, и этот напал на Грузию. Из-за должного официально, например, босс. Да, сегодня это трудно признать будет многим. Честно сказать. Шей пойдет, любой чего, лилош, будут царь, масса раньше, пойдет. Войду, Алиюш, мабатыш. Вы просто... И имам Шамиль его нохчиню амал шорт эйл ждах. Именно имам Шамиль, хон хватинова имам нохчичу объявит именно присяг имам Шамиль. Опять же, он, ишь саганимый, он, сега мухил, он, имам Шамиль хили, Рез Махмад махили. Рез Махмад на самом деле имам Шамиль намного дерзкий был, шил второй он дальше. Çünkü Waller madaydı on derski diyor şey niye da olmuş. Rez Mahmud da ve nokta şuva يولي شو حاله ضلاع diyor ona. Da çok Grozny biskatços diyor işte hatta da padeni işte. Siga nahtar bir de batqılı Rez Mahmud insani уже خلما خلي نقطة هون ده siga. Bu sol dini müridizmi gazavati bu şey düzeni mahilli siga da ну не в обиду дион, венч мич адам обиду дион, сатоба не дион, сири бискачот. Сухена резман بديتان خل وي باتش بيدون شو عيب والله خل شيء توبن ثاني قطع خل تشو عجا خل شيء توبن ثاني rezman بديتان تار شو ولا تار بين بطل سخنا لوجيسكي هين عف برق خل شو غاز وقيقين تنبول اسوالنا تعمل خليش اللي جوزي رشرت بايا فروت رشرت بايا اخ بتاع سيغان بين بطل لا يوش دونا يو ابرات غاز ما مشوش امامات ابي بيتي شوم دي دوال نو يجيب لي عبيبينا اثبات يو دالي نقطه زنالي دي هات وان بو ما نقطه بو تشتا سي حاخلت وان ما ولا فمي بي بول كلن دي ها فمي بول اشتبط بغير اشتا قوم اشتا غاز كإمبير سلانو ولا يوش خلنا فريق تامي بيبول تنبولي تبليسي قاتشت سريشي موانية ونبولي جرامبت من بوليتيكو ما جيوغرافي يقضي أنا تخان ياتشنا وجه بيد بينا الأخول جير شكوا
halabin de ona ko'k maç va yegin ve avena بين قاتشته دو إذا إمام الموي يدون لا أبيج نقطة تعيش تو دقن كيد بخوي أسمان بصو بدنا وإمام تيمبولي جني بوي و غات تشرب يد أنا و قديم صوم نقطة أبيج تسلح ما تدولي يدون سجاي كيلسنا شون تاخذ كا يخكن شون بين عديون يو داتا سويل يون اتسوانا إيشوين شوية قاتشت شوك ويسستان داتا يو أوانس تدوي أدم صوم يو أتبطن قاتشت تدوي مطن فشاتي بو مطن فش أنا في دوق على وايد حبينا أطلع فلوت رشيرات يوه سين خيتك قال مقدريس شو قال خيتي إذا حالهم دو يقطن خايون إذا دير Hauslaš, версии улитерюсу. Конечно, мы можем утрированные версии юцарюй. На самом деле, если судить Ишкохилу, имам Гази Мухаммади, Гамзат Бекки, имам Шамили. Между ними хилла гамам ташу азук вазла хилуешек. Но Гамзат Бек, имам Шамилля, сөйлеу алакастекски та Джамалудин бошта, илм доштак хилла. تشو حاجة جمزات بيكيتي جزي محمديتي تاني تان قولي حاو شقولة توان بيش حاو شل نهارة نوخشي خلا ورسولي خل تنديرة تارة إمام خارج خينا تاشورة قويقي شورة أنو يقاحة تشو حاجة خاجناش قوي خلا نهارة جمو دين بوكتان يقاح مو وقع علم دورستك خلا أني إهداتا يست دكومنت هم دوشون أستوش أني ويبرالي تشو عجزة خارجة إمام شميل خاجن تشو حاجي إمام شميل نسام ديلي ونالي يقع الأطنشين إشباشتيك تسخلا يو تسوى بريسيغنوتيم دو تسوى تسون بايعت دو تسوى يقع بوسوبشنان يقع питан تسخلي толе. Но факт остается фактом, то, что на самом деле там есть другие стратегические понимания, что воймадей царь хундати, кахяти, хавяни, ведвяни, там не это было. Со всех сторон. Во-первых, он официально был представитель, во-вторых, он воевал, то есть 3-4 года он воевал там, воевать он умел. Плюс ко всему этому Чечня была окружена со всех сторон, кроме как выхода вот этого небольшого коридора. Круговой полностью ногче добавлен хала. И снега и сюли бочек шел ари, ансалта далим, и авали исту ауби, ару, алметик хлацал ногчеши. Абага сабаца ауцал. Везде окружены были, со всех сторон, кроме как этого куска. Но этот кусок, ахульга, ламбиашханацию, снова чехала, данной синц уже официально уже высказал это мнение, что там и чеченцы были в ахульга. Но тебя их квасин, вина, гвина и ведхавена. Лазин, Шебери, Цани, Ковицтагу. Это говорит его личный писарь Аль-Карахи. 3 человека прошли вместе с ним. Бен нацала и тига хамавяня ха. Раненых и раненых больше царь Хаджналац, имам Шамиль в начале. Они поехали в гости сперва в Биной, с Биноя они поехали в Шатой, тига подлечить вина метавали на. Да, Сундер Баметве Анчултя. Айса Хилатига, Гендергноевский, Шуайб Хилатига, Ахакара, и Масухайнаха. Как и со времен и Султан Мута и остальных юқи хавани халвақшвеге давақ актвег юқи питанцаха летаца хоршхила қиеч қолновег. По этой же старой тактике, традиции, как уамбинау, так уж ровшкач, вейровшкач, вначале, не забывайте, есть официальный документ, где имам Шамиль говорит, суагур қига даже хайошла, твои مال ولا عويرزن وحكوية لا سولش بوشون سو بيساش إذا ما سولش لا لا نوالين مواد داغستان ميلي يروي كون داغستان يحاول أن شوت يو زالي تابين شوت если что أبدين يصيروا ويشخينا وين لا سخيتال свой دايش مدر أتخروا على تار стратегический ходина урус Мартани на избрание его избрали. Царь Хахаджиной, Иштхаджиной. После этого, но не подрастали имам Шамиль Хилдошхала,
он был намного дальновиднее, чем Вейчера. Вейчера 7 минут на решение, Церет более дальновидный. Цо Гудина, Цо ночиш, он будет ищ, сюли мах, парат бакш, иш хатуш, потихоньку, меттик хаяхкен, хама яхня, Цо хитрый бина. Вей ночи матидаш. Он переселил определенное количество людей в Малую Чечню, наибами ставил именно самые непокорные дюхарбош бочеги. Сюли наиб хит пасхала, ночи наиб сдияхит пасхала, شيء مؤثر بو شيء دنوس يروشه إيش تحقيقين خلاصي روسيا إذا بدون دو إذا وين أقصي حوالي سدي حول شينا وتغاش قستاني بش سازيوش كده جوورش شمانا كنزالوش مغلية سون هنداكشة إهم شوي نقطشي يوري خلال إهم شوي وشو يسردات هنداكشة ويا إهم شديتشة وي ديش وي جرجناخ تعودل представить без полундаж وين شوما خوش سغلا حيقل دوش سغلا из شغاس قشان политикери وي هلك داري هري итемниш адюз эта теория заговора нам сейчас не настолько важна. Мы говорим об исторических фактах. Исторические факты. بيحكم بالله من دون سندجر ولا كده عسل ابيش الصراوه جدول كده عزيز ريدكشن دون وعدجوا ايش الدجر يس ونمشنا ويش رويز يسير استوريكو وقت تجويز ورودي انسان نشاط بايسان جورا قام خلا ست خلا ويش كان سوادي اصلا امريكا عشوي نوتش ويز امريكا عش شاشن سوادي ولا با نوتش ما تعديزس انترست مومنت شاشن سوادي ولا شائل حاجه هو قوه هو فين مثلا نيتو بايسان جور كلا واد قومين بيعتمد ده باش ما قعدتش سويل شتون شتو او تان شتو كنا فيتنا خلصنا تاع بوصلنا ها شي قام شو هردني وجهني بود عبد الله تعجم خز كروتشي اشتقلش بقى لبيستخلان خطيب عشان يصير فاك تحتل هو سرولك داي عشتلته سرولك اولتجا تارين سو كيرسنا سلاحت مدي اش كافر بقول صار خطيا اسلام دنياها نكسن بوصل استغويش واتها كافر ولاها именно бу хажует то просто историю чмоиз а Крим создание Рима там докум швонхур да церковь история анексан силат диаштагылч бас вот он уже разбирает эти вопросы просто я не встречал вас пока хачи это он говорит они говорят обычно на кафир насылать сдавайте на мусульман которые подтвердили масала карахи олца он не приводит все сам и авторитет прямо муати тогда так шапи казиев царна что из-за уже очень булач гаджиев ши бусулбу ши шу историку дагестанский именно ца нохчиват я экиват царга ват амдат мудор эрж батwas тейпштич бас таха Хажал босс, я ему говорю, давай-ка задаем ему вопрос тогда, а что мы делаем с Булачом Гаджиевым и Шапи Казиевым? Шапи Казиев вообще является именно человеком, который работал над биографией имама Шамиля и выпустил 2 книги. Получил от России несколько наград. Булач Гаджиев считается историк номер 1, газета у местных даже писали, проверк мои тоже имеет государственные награды. Он знает, что говорит? Они для меня не историки. Когда неудобно для них историк уже, понимаешь, что историк вахтба околж мадальцина, да азбу сказание народов Дагестана, ой бакина хал хуш верху иштхал приданиш вош чуа кант хардом вош хадитер ко иштхай не ой цепочка основной дитерш. Вот у них тоже из сказания народов Бога и бакина дитер муж мадай гуни эти хаязин дуй байсан гур не был согласен, что он сказал, давай я вернусь в Чечню. Амад, смотри, адюш дега, хошту инса, аватар гушион, это ае, метя, тендинш, андра юбо, шбуиш, это книгион, тендинш, язин, ачичолав бо, тендинский бо, це чого сильний наибрила, это имам Шамил Масютуз, келала вакна волш. الإمام شمال شوغوش أدينا شيء نائب غلطين دينشي أتشولا إز بايسن قولي دوتا خلي مت أس أوثار خواتينا تير كنيجيون تندينشي شو تياها بقولي بيرا تأوه تخينا أتشولا فينا أتقولي بير تندينش كلوديون تير يوتا يسون ولا بدي تادوش كذا تندي قولي بير سوي أنا إيش يدخل أتشولا تير نائب ولا بدي تادوش مت أس أوثار خواتينا تندينش كنيجي ده تندينش واجد شتات وينه Ну вот вы, Шапи Казиев, ши
هاكون زادني يحكن يوسف ددايو تندينش برخون يالخ ورق برخ Булач, Гаджиев. Мыссер язина гяза и чупасен. И там уже идет просто-напросто то, что они сейчас идут и играют вот этими фактами, якобы не был что Хумша, ой, переживать даешь, потому что для меня данной, допустим, не история. Потому что до определенного времени он даже не признавал, что у Ахульга были чеченцы. Но когда он нашел документ, все время мы говорим об одном. Вначале они и самые сильные академии наук, российские академии наук, Буалбяшола, Пати, Уерцин, Бешеная Пати, позывной Оша, Патима. Тахнаева. Она вообще говорила, что не существовал такой человек, как Байсангур Биноевский. Да. Потом они говорили, что мало того, что он не существовал, потом они говорили, что нету факт. Кэштагайты, так он существовал, и халацер дадиси, таппелдасети. Потом они говорили, что он якобы принадлежит не к Биноевскому тайпу, сюлих или юхидегели. Чем больше... Потом не был наибом Шамиля или... Да, и он не был никогда... Это просто-напросто отговорки. Время и документы, которые мы можем предоставить, это самое страшное, что есть. А мы его каждый день находим и публикуем. Мадардич, Умар Ярич, его цюнга дялгешлацун, диношхайна, сумартнат ябол, бенуаш и мукача, бену юртарчага мукача, и хилахил, уайбакачар баха бокс, хади андуис. И хилаху, просто наук декуду. Ой, кузах, ой, берша, буцац берша, и сахили, и херду, и вожду. Очень много доказательств. Жим всех целуш, ой, коряна, ой, печатать я, свой уайлари. В 1957 году Кимум Дац, Раскову и Язин, он написал исторический рассказ. В 1953 году чеченцев не было никогда. И, точнее, мы были в депортации, мы были врагами народа, не забывайте. Еще не амнистировали, еще Сталин живой. Написал книгу. В этой книге четко все указано, что там был Байсангур Биноевский, что он ушел, как он ушел. Точно так же Хасан Бакаев публиковал, и я публиковал еще вместе с ним. Момент, когда говорили, что ушли, спрятались, ушели и скалы спрятались с Гуниба, что приносили туда Шамилин поддержка. Провизии. Этот документ есть. Удивляться не стоит. Все эти факты у нас есть. Мы только, ссылаясь, должны их публиковать. Царь Гудир Юсуп Дадаевич, он опубликовал, что есть, был царь Гудир. В 2008 году он написал, когда начали говорить ему, Шапи Казеев Велла, Сунхунца Далица. Юсуп Дадаевич, надавитин, Киеровина, где нету документа, Хари Важи Алла, чья половина чеченец, половина аварец был, шлешил Юсуп Дадаевич ушоне. Историк убошел. Киерови на второе издание книги он убрал этот момент. Да, 2016 год книга. Да. У нас книги, первый вариант есть. Как заставили убрать, мы знаем. Мы должны сохранить то, что у нас есть. Все, что касается и Байсангура Биноевский. Они после начали сейчас использовать другой момент. Особенно красный горшок и Важукцер. Отсюда говорится, он забош. Хапизов. Шабан Хапизов. Они что начали говорить? Уже Шейкелацаден и Байсангур Биноевский. Они начали говорить, даже по сравнению с Байсангуром, Байсангур, кто половина человека уняды, был намного сильнее. Айса Гендергноевский, Швайб Мула, они были генералами. Байсангур не был генералом. Это уже говорит об их слабости. Там речь не идет, им без разницы, он был там или нет. Там просто вопрос в чем? Чеченец не сдался, не согнулся, пошел до конца. А этот согнулся. И он цахали тарам, цави шуцаны. Ким дачун, без разницы душом, бойс хартига, потому что, допустим, все, кто пришел брать имама Шамиля, хоть один чеченец был? Нет. Ни одного чеченца. А 80%, кто пришел брать Шамиля, были сюли. Кстати, его личный писарь Аль-Карахи, когда пришли брать Шамиля, на чьей стороне был? Не на стороне Шамиля, он не был Шамилем. Его привели, он был на стороне царской России. Он фиксировал этот момент.
Так что тебя дук момент, что Сундера, вы приняли Сун просто он, да, это историческая личность, да, она туамби на шейх далуштик, да, хажа, хиллак, ляллак, лялла, для меня он как личность, просто историческая личность, но приняли твои хал-эби, да, вы сацат. Я хумш, вы цади чане, мы должны свои факты излагать чисто документально. А дальше, как они будут действовать, пускай. Единственное, на что они ссылаются, это на Абузара Айдамирова и Тимура Мусураева. Они думают, что и Хевудер, имам Алим Султана Усад, они выдумали, они не выдумали, это не фольклор, это факт, который записали и переложили на официальные непосредственно музыкальные инструменты, музыку, и стихи. Имам Шамиль Вац из Дацатуч, наоборот, Тхахил имам, это был имам Чечни, историю, наоборот, официально в историю включить в Руэн. Воли Дацали, Руэн, Татуя из-за... Наоборот, что мы больше имеем прав на него, чем любой другие народы и так далее. 20 с лишним лет, он Чечня за ним воевала. Версии тетишек. إمام شمالوي إذا حلقة مرتين حبيت شينا وتقيقا والين خلا إز بشلا تشو حجوا تنتان تا ريز تغلا بار أنا سامم ديلي تشو حجوا الخارج نقبوغ شامل دون تشو حجوا بدر جاتوين وش ده تاع نوختي وي إز خورشلا تا توشيك يدق دقيق لردات إلا أتكزات تدينا بوغ إمام خورشلا تا تيوقع ويبرتويش تشو حجوا بدر جاتوين إيش принятию убогой. Так и принятор هو عنده كيف أنت دعوة أكثر ألا чтобы نقطة خارجين أسيلة تدايد إيش تخرج لا نقطة كيف أنا هو إز كان دعوة أكثر ولده так بيتي ما تغنى واحد هو بارز شيء تقيت هون خارجين دعوة أكثر ولده وش أكري تدايد نقطة شنك إيش بنياتي غلق وعلق Сун муха саун. إسماعيل دود وي إسماعيل دود إسماعيل دود دحل خلا بو خبرش دحل خلتون يوتا قشت السبو قشت الشخينها دقبول شارع يوان دعوة أتغيرو انتيش تقو الخارجان خلت توان بخائي تون خارجان زي توان بمتقع شاوي خلت توان بهوش تمش بياش ليلش تا إذا ديش تقو الخارجان خلت حقوة قرآن خا شهادك خاتون شرع دويزتون الله اقتشوا على الصدر جاكن خارجا الخارج قناع إمام شملته قرآن تعدوي بإنبوغ يهو نيرقح لي روشا يطول روشا دوي بإنبوغ تو تقع بول شارع بأيتن تو إيش دوي يتيح إدوي بوتو قارنق يقار بنبوغش بوتو إنجي تبي زم يتيح زدهت هوندا خاتيا تعامدو تقع إمام شملته ديويت مشرح قلتو قص نقطة جو حبي أنشود يعني مشرح بنتو ديويت ناس تلت قام بنتو قزح وديويت ناس تلت يقع حدحر حبي تنخل لقيت وجي قمو تخين حتى تنخلو بنياتش أدم خيط مضوي يتعود بكا يوس نيس إلري بكا يوس أورش خزر سوني بمن سون إيش حلقة هيتش دري في ذاك عدل خيروك دون يعني زنا دون نو فاكت توشتو إذن نجهل أن دقر قام بيشخلته سخلش نا بديش ياكل رواتر يوكوشي أعمى باخر بشلام شينش تيب بتاعت بول ويلج بتاعت بولش نقطة تاعت دعبوا لطن دعبوا لطن تاع وين تنخلق هوكش دو إيش تخلدوك سيتواتي الخير ترسل سايبر قام دري قاموا сейчас подставлять вяшкалы уже начали его балдик здесь сега балбящие царские охранки барятинские дахандалки просто настолько генерально тактические ходы на то ночью действия чадик надо лацо. То есть цен герз велулар, герз детенцо, лютер душу гаала. Наиб старишу, наиб шашхилхил ча лютер душу гаала. Так хабяк кин болши гур мох буй алаца. По 1000 это прокламация я зин душон. 1939 год я шукартан я махиллар шушаду латниш юния ночи шандалур душу гаала. Потом он сказал, кроме тех земель, которые подарены императором за верную службу Российской империи. То есть все, что нужно было, поэтому Малая Чечня первая потихоньку отошла от него. Но и там была проблема, когда он ставил найбов Сюли над чеченскими районами, Лал-Мулялини,
مش أنت إيش بيت دول بالشحنة حد إيش بودا بيودا شهر مخبانة إيش شارع بوشاش إيش بدي جاتي دوال تيبا نجرانيت خويس دوال أمست это شارع نبرة أنت إيش ثاني أبديني تصدقني أشكله في بيت نايش يازن исторические факты они начали на месте злоупотреблять эту квахинцу чиновник шбуй на месте был Хонс Хаяй, Хар Хадалдизи, Таман, Хар Юши, Ваш Юши. А Шамиль этих вещей многих не знал. Почему? Когда происходил шариатский суд, он был на стороне своих непосредственно. Шейчер Аухульшхалай. А людей это не устраивало. Нахали Хазлушсала, Харцу Лелуш. И они вот таким образом его подставляли. И плюс ко всему, Нохчи Шаншан, Сюлихульшхача, а Сюлишка всегда, несмотря на то, что приняли ислам, стоит отдать должное, особенно Валямнишка Абурчара, презрение Чохла. Но одно дело было, когда они еще терпели, Иса, Бойсхар, Кибершсон, Уля Абурчар. Но в конце Швайп, Вина, Киберш, Дабеха, Халлахла, позицию ослабнуть. И не цудил, я площадь, или ночами латышь, дахит тошхальча, и ночью все время Сюли с презрением относиться к школе. Нравится нам это, не нравится, но это вот исторически такой сложившийся факт. Вечно, ой, беж охилел, буй, гордуй, вождуй, бош. Это записано. Это российские и офицеры и рассказывают, что всегда было презрение к ним. И всегда свысока смотрели ночью. А когда он вообще мы всегда стараемся этих людей отторгнуть. А что касается Ташу Аджи, ты немножко не понял меня. Я говорил я говорил о моменте, когда провозглашали третьим имамом. Время третьего имама и время после этого, он еще воевал 4 года, после уже байат, пришел дальше, предложительный хан, освительный хан, промежуток 5 лет. Здесь разница большая, потому что в начале это 1034 39 35 год, 1835. И в то время еще Ташухаза, он был наибом Ауха, еще при Гамзат Беке, Гази Мухаммаде, наибольш, Шабул Беной, в основном Сунтяхит Набош, Бойскари, Ворх Вош, Гази Мухаммад Ердуинда, имам Шамиль Текачат, уж Исвархала, Ворх Барх, еще Сука имаман Тяхватин, Разватан, 60 адербол. Уэльс Газкишвина, предпоследнего Шуи Бойскари. А вот вышет Антуамбяш, Хадис Ряха, Темшбяш, Ишбайинбу, Цербисен Дюзлш Диабисенбу, а так они, я имею в виду к чему? Ишлулахилла, тактика андийский валиат, Олсона, наибство Олсона, Ишхилла, в начале восточная часть Чечни воевала, а вот проблем не была малая Чечня. Это западная, это Мартанхуай, Ашхуай Мартан, Галашки, Бюскатчилс, малая, ла, Галашки, Экатчилс, малая Чечня Хальё. Цундера, нападение Шерри, Туамбари и Хаджери, там было, еще раз говорю, там несколько факторов. Эве андавак аттуй, это наше старое поверье. Хавя нагуй, ви лала атту, то есть так поступали и шамхалами, так и Тарковским поступали, и всеми остальными. إيش سودياش حقوق شغلة إيش يقلي حقوق شغلة مانجرش حقوق شغلة كوارد مبني يدع والو يدع كارشرو إيش تشقدو شغلة هقونا إزدغاش شغلة نون перемешал карты سو переброс штукина هق تاع وات بيش وقنو допустим чебер ла шару يخلك برزو чебер ла итатайт дудуч تار خلك بر تار بوصل خلاش نهقول بوش لو شرق يقل بوش سالقش شاشيت تريات шариатские государства شين إعدويت دات Сюлиш чунгдой тогда часть ногче чунда. Это доудерла вырезать на этой почти что. Зачем вот шибер доцы. Еще не хваш план бисен. Шарах то банчулахкен трэит шостстаг дин вошачулахкен вагин губаш вишхена ида уняден нахлячос буэлла и хумштицин губаш вочибан. Ты заметь, какие это районы? Самые горные, самые непокоренные. Ишь душ, и том кашар, ген арметкш моец, вахаляцаш. Улениш вас. Улениша, допустим, штутер батукоса, что поддержать виной, Элс поддержать виной, Шуайб поддержать виной, Исас поддержать виной. Само собой, Санюка,
авторитетный вола то, что хочешь виру. Шабиш, перечислить бина шабиш, ногчи бонц эн. Но цельно вам бяшхлел нахбуш. Все время. Масала, батуко шуйтару, шатай пан памтову шуй. Но шей шуйтар шнахана и шамил цун уллих вахтин цудуй бин чапол шу алла дуқабол шуйт хваш вирсахлал дон. Хунд вирсахлал и шамил цулды. إيش تلخيك خلاهم تلخيك مسيتو زوي وين شو يعني كاش حقش دق حداش حيزي أشكالاتون جرجنا ديوز باخ يبقوز باخ عوال دعوين باخ شوعي مالا إمام شميل يتخلل نشوعي با إمام شميل وشيك بوش لحت شحا مغول عغيزلر تلا تونيا دين جرجنا دعبيقنا لا تو ألق تدي شوعي بوانس دعوة أنا غيزلر تلا تي يقطوا بدوش حوال حاوي أنا هم لي لناو مثلا بس أحمد إمام شميل قاربينك أحمد بيوات أوشنو أيتر أحمد وانا سويتشوي تو شريعتك ريشيني принимать яшела تو язинил шариатский решение достоверно яцела белбол байншни наибши зудришкер да мечтать эла қолсан бина хавякно и аспект перечислить мял бинаш буй духабеш байнаш мышбу шей гергенах قيناش تونت يحكي ريز بوش ناخل توينا بوش ناخل قيزلوم شميلوم ليني شرقيا ديت داقنشن هوني عدن سوام داوتشن إرخوش خلا ديت ولول واشن بالش حقيد واش خلا موشويق أصدل أي دعلوش سرش ورشو قصي تشوح بطنش كا وقت واش خلا تيجا إيش تينس وين ما ديت سرت خلا سيتواتي ديكني خل هوني خل نو مدر ديتش نشال حويانش خينا سنت سيتواتي خلا يوغا حوش خينا تاهم تغل سنت يعني يوحشي شربلي يتل قواتشي بي داويش خينا تاس بوشر ييت غورباخ وقد تقيت غوريوتنا دشي دتي قادينش يستاويش خلا شي دوخسو نوخشي تشور عنديشن دي موالنا بولنس اغلابيت ونا شي داعي ودوخر بيدوچ ويتنا سوريش مابيني اغلابي ويتسوي تونديرا ويتسلانم بو صباح وي خيل توان بينا خوشل توان بينا اول تاق حاجه توان بينا ويديت دول درشه دوقا بولشاره وي باقتن بول فين صوت امنا باقتن بول شين طولم يقع خلا وات وبشي قول لي بونا وات اي باقتنش مشكله نوخشي نايب خلا تم واي خلا دوقا بش سيقع خل دو تيب نشت يعني يازينا دو ميلش خلا دو مات خلا دو اي خلا وات ثاني يقع وبشي قيج او وان خلا سو دو جورجي تاعت كنيزياس اربل يعني وقال يعري لا يعري خليش нападение сейчас тергер хуансио кадек дас лишь хле но вей богом удон панештина вей ючол историю ка вей сводин чунах пейт хилер يتسخلر وي قومن الديس دولدلش سون سيك خاتش ادوي سيك خاتش وين زي اسموخلا ديكنالا сюда шикуя цундак и حوالي начиная с 1722 года шейх, допустим, с Петра I, с Апрексина, точнее, Петр I Целти, Апрексин, Дердуинда, цу Хабяхкино, царь скинутин, рубеж лёча, онки болча. Ногчи штуамбина, халакбина, шоуштина, кира, белла, по яну поддержку ногчи рабона, шоуштина, шитуй, деши, матчины, об алавана, гмило. Дерут, я хилвала, Тарковский. غانشوق ماتشن اب الوانه الدوتيا يتكيختيا если церчат ван бин хачолш ди нацил матчи об алвагу мандатсен цудерч цутвен ду ю бейбулат тайми бейбулат хазал я шейх Мансур я бейбулат тайми уж изначально да арабил сантуан берсо терпели но договора, которые даже, допустим, Шейх Мурза Акоцкий, который заключил в 1588 году, заключил договор, настолько равноправных, настолько чего пока в Хуле, войнохши Колман был Донсе. Там в этом договоре четко описано, какие гарантии царь, керст, диндо, айтердац, бизнес, талеждина, экономические отношения с Кизляром, потерику, дичдари, хан хунюй, تيرك ثاني حقي أو حون غزلة قاتشوس وعدوش كيربوخ كيش تخدوخ كيش وبورخ وتسليل دوش أخشى دوش متك بنا
Хотя Шейх Мурза Акротский не был владетелем всех чеченских земель. Цун отчина Хула и Аухмахала, между речи Терека и Сулака, нижней части Бехала Сахамау, и полностью Нохчичу Ахила Вацони. Но он был одним из первых, кто заключил этот договор. Почему он заключил этот договор? Адусигадович. С одной стороны были персы, посредник Шхилукша, Гумтибар, Раскочный, и персичный Нохчичный Юкахил Биш был посредник Ша, Гумтибар. А Раскочный Нохчичный Юкахил был посредник Ша, Кабардинский, князьяшбар, Бекшбар. Диха в Туркестане Беша Нуцалшбар. Шейх Мурза Цаю Киметклеу Ряц Оле, Хиллал Доя, Кабардинский. Князьяшта, князица она Алдуи, Эвдиша, иш договор заключить лидер, ишта диндо и договор. Китига, Киллохали, Хари. Эти договора полностью соблюдались до тех пор, пока не пал Крым. Крымский ханство уже пасть Мадиньяха, Россия, Чармаэльняха, Крым Ермячу, полуостров. Это после победы над Крымом Дарсия, одно из сражений. После этого Москва, оно уже пересмотреть. Им не нужны были равноправно, им нужна была полностью Кавказ. Кто соглашался, кто заключал мирный договор, допустим, как Темрюк, ему земли, наделы и система, вот эта система, феодальная система, князья, подданные, они были понятны для Российской империи. Это было то, что они продвигали. А пришли сюда, в центральную часть Кавказа, где не было никаких князей, была военная демократия, военно-демократический строй, каждый старейшина хоть говорил что-то, на второй день это все аннулировалось. Цундера даже инс шуйтер тяячвани, шуйтер шуйтер окстагу подписать день первый бож. Насмеш биш штук. Но царь и договор заключить дина, цюк и кира дали газ шашба, шолч дина и полностью нарушить дина телетаба. Это царя юния нарушить нереба. Сундера там есть моменты и до Шамиля. И просто сегодня тот, кто живет в Чечне, думает Арбакинские трассы, шует харбьюш полняк, и шейл харбьюш, ведер харбьюш. И цаняк хилбачо. Их не было. Были сплошные густые леса. Леса, да, леса. Мы с Санаа почти что были леса. Все эти дороги, просеки прорублены в основном во времена Ермолова. А остальные, Ермолова, Потта, Борятинский, они их прорубили. Они сделали эти дороги и до Шатоя, и до Ведино. Каждый лес, каждое дерево для чеченцев были священны. Каждое дерево защищалось. За каждого дерева они вели нападение. Шейх Мансуру, конечно, было проще победить у себя дома, потому что он знал каждый кусок. Он стратегически важный момент сделал. Отошел сперва от алдов, потом сейчас даду мяч. Юния глубина, юга хауша, ну это амади кен ажчани хордушум. Юг эле талак бина свяжь декача сдабин бисна, что чуа потопить бина. А Кизляр это совсем другая тема. Кто был в Кизляре и кто был в этой местности, знает. Да, абсолютно верно, аух махка лязничу, больше не исту. Это не сегодняшняя дорога, где ты сел на машину, через час был на месте. Чтобы дойти через эти леса, через эти просеки с огромным количеством лошадей и людей. И плюс там кумыки, которые присоединились, они пешие были, эти конные были. Это немножко другая стратегия была. И это открытая местность. Там камыши вокруг, царам поджечь, вариант инхала. Не то, что он, шейх Мансур, после этого бейбула таймеил цахала и яхтач. У него тоже не получилось это. Ермол, в отличие от него, я опять же повторюсь, шейх Мансур вначале не стремился и не возглавлял, не призывал весь Кавказ. Шейх Мансур не был региональным руководителем. Шейх Мансур возглавлял освободительное движение Кавказа, всего Кавказа. Поэтому у него призывы доходили вплоть до Лезгистана, Курдистана нынешнего, как его называют. Там говорят, что в армии были даже курды. Поэтому нужно понимать четко, что вот эта вся ситуация, которую мы сегодня обсуждаем, исторические моменты, о шейх Мансуре я делал научный доклад в Академии наук. Когда я рассказывал о шейх Мансуре, многие преподаватели, профессора даже не слышали. А это вот, грубо говоря, люди, которые монстры,
знающие обо всем. Но они предложили выбрать в каждом региональном, а что был такой лидер. И сегодня, на сегодняшний день, есть разные версии о шейх Мансуре. То он татарин, то он итальянец, то он турок. И каждый главный ногчи сахальчан милла. Бейбулат Таймина издейте, Ачар Хаджина издейте, Бойс Харбенуна издейте. Масарах ляцлющий. Ногчи сахальчан халин. Почему? Чтобы размазать вот это самосознание. Поэтому Бейбулат Таймина, он что делал? Он становился полностью теперь стратегический целью не отмечал. Разведкой. Настолько наглец, хитрец. Но он описывается как одним из первых. В то время он сотрясал Кавказ. И не абы кто написал о нем. Пушкин сам написал «Гроза Кавказа Бейбулата». Потому что если бы он не был бы такой деятелем, такого бы, думаю, никто бы и не вспомнил. Башлам, а Ермолов сам же, Удура тоже, поправишь меня, если я неправильно говорил, что главная вообще фигура на Кавказе это Бейбулат, и с ним только надо договариваться. Конечно, конечно. Но он же Бейбулат Таймиев, в конце концов, его же нанимали сегодняшним языком, двух убийц, кровную месть Таек. Несмотря на все это, царь Эбуан, Хавиан и Бейбулат Таймиев, этот момент, это не фольклор, это реально произошло. Он пошел навстречу с Ермоловым. Он просто был удивлен, настолько удивлен его действиями. Он обмотался в эту бушуицу, название. Пришел к нему, выслушал его мнение, сказал, если я приведу, если перестанет. Он увидел, это все происходило, это реальный исторический случай. И не было, военно-политический лидер того времени, больше не с кем было договариваться. И в конце концов мы знаем, как погиб Бейбулат Таймиев. Подло его пригласили на свадьбу. Опять же, Бейбулат Таймиев был человек, который вплоть до Ирана имел связи. Он пытался договориться, чтобы освободить Кавказ от экспансии. В его понимании это было так. Но я хочу сказать, кто бы ни договаривался, Турция предала шейх Мансура, Бейбулата Таймиева предали персы и многие-многие другие. Нас всегда предавали, потому что нужно было... Каким образом они предавали? Каким образом? Оставляли в самый нужный момент. Военно-политический момент. Тоже оставили вот так же. Договор. Туркшани, Шохони, шейх Мансурин, договор. Шейх Мансура, его гарнизоном, если бы турки бы сопротивлялись, они бы имели больше бы шансов. Но турки сдались. И Баталпаши, который сдался вместе с Шамилем, был награжден с обоих сторон, и с турецкой, и с российской. В честь Баталхаджи есть село на сегодняшний день, которое называется Баталхаджинск. Турецкий, Паша, его отпустили на свободу. Не казнили, не повесили. Как предали им шейх Мансурани Туркшани Югатабар Пилабин документ. Конечно, да. Конечно, а ты думал, крепость Анапа, один из защищенных форпостов. У черкесов была договоренность с Турцией, османской, атаманской Турцией. А у шейх Мансур помогал адыгам. Само собой, это взаимосвязано. Он говорил им, он их призывал. И только вот русский говорит, и только же лжепророк шейх Мансур до конца не сдавался и призывал всех биться до конца. Остальные сдались. Пару, не сразу, конечно, но они чуть сопротивление и на царь, но под натиском они сдались. И все. И после этого... Там же письмо, где шейх Мансур обещает, скоро турки дадут нам пушки, деньги и так далее, так и не дали же ему. Не дали, оставили. А сегодня есть историки турецкие, которые говорят, что шейх Мансур, оказывается, был турком. Бейбулата Таймиев, как предали, то же самое. Персы обещали, Иран договорился, что Кавказ будет свободным, мы поможем всем, что нужно против России, и все закончилось, как закончилось. Никто ничем не помог.
Никто не мог и рядом стать с мощной Российской империей. Она была в то время самой мощной. Там, кто бы что ни говорил, при Екатерине Россия – это золотой век Екатерининский. Стоит отдать должное. Петр начал собирать, а Екатерина завершила. Между ними была Елизавета, конечно, еще та тетка, но она пробазарила, отдала, но Екатерина вопрос решила быстро. И вышла на довольно-таки дальние рубежи, вплоть до Персии. Гюлистанский договор Думяцу, последний Царь-Халам, где персы фактически отказались от территории Азербайджана, от территории Армении. А Российская империя в каком году перестала платить дань Крымскому ханству? Крымскому? Да. Она когда-то Ты платила? явно путаешь, Маша. Не, я читал исторические документы. Подожди, Российская империя не платила дань никому, Духвак, ты путаешь эти периоды. Начиная с уже после Бориса Годунова, уже когда Романовы были, они уже не платили дань Крымскому хану. То уже Иван Грозный перестал платить и Астрахани, и Казань он взял, и Астрахань взял. Поэтому... Юрьевич Болчан, Думяцу. А? Он говорит уже более того, Годунов, Иван Грозный, это Семибоярщина, когда в России была. Это время, когда смута была. Это ранние периоды. Татарам, это же османский халифат, когда вот именно это же время, когда Екатерина II была. Про Османскую империю есть моменты, я читал много раз, что были моменты, когда Петр I, я слышал, ну, опять же, эти версии, читать-то читал, достоверность Ацасун, что настолько сильно боялся Петр I османскую армию, то есть османские вот эти султанат, весь его турецкий флот. Но, видишь ли, Петр начало 18 века, а при Екатерине уже там были такие победы, Турция понесла такие сокрушительные проигрыши, что да, Турция уже не была такой владычицей Черного моря. И я же говорю, потому что Петр I боялся, наверное, это же был смерть на волоске смерти, он же был, когда османский халифат именно окружительный, да. Османы же были. Да, он просто считается, что он избежал пару раз смерти, сам участвовал в основном в боях, Петр I. Он чуть не попал в плен, там были моменты, я читал, то ли у Соловьева я читал, то ли у, ну не у Карамзина точно, или у кого-то я читал из них, что он настолько сильно боялся, что чуть ли не под подушку прятал голову. Бог Шиязин Дарсига. Что? Ну, может быть, это, я не знаю. Там этот моменты, исторические моменты, ты знаешь, кто приукрашивание приобретет, тот и красавчик. Меня очень интересует один момент. Еще интерес ты упомянул уже этот момент, и как это, почему это перестало действовать, когда период имама Шамиля Дюшонса, когда имам Шамиль уже все чеченцы перестали уже так активно принимать участие и так далее, когда уже Иарул Ченоха, прокламации вот эти Борятинского, который он обещает, что Шейх-Дин Лилдой Турду, все земли ваши будут возвращены и так далее. И когда нам приводят список Райткоин обычно, а вот что вы будете делать с этими предателями, типа, наибш. И еще и Бакаев объяснял. Я могу объяснить тебе сразу. Объясни мне момент. Смотри, когда тебе такой вопрос задают, не забывай сказать, что к периоду, когда говорят об этом, потому что отказались, это, если я не ошибаюсь, 1856 год Думяцу, в основном Дьючтейк. Да, кстати, вот этот Юсуп Хаджи, которого, говорят, якобы был чеченцем, которого имам Шамиль просил и вернулся из Египта, он не был чеченского происхождения, он был татарин для начала. Это тот, который перешел якобы на сторону российской власти Богдуна. Это раз. Царь Авиачугуй, он в первую очередь Масанович. Который пошел Да, карты якобы туда-сюда. Он и не хотел входить в армию, но его там попросил, через Турцию его вызвали, он же вроде бы в Египте был, учился или там кем-то работал. Что касается вопроса, после проигрыша Ахульга, все почти что
кто его был подданный, оставшийся входил, уже написали и были под Российской империей. Потом он начал убивать, уничтожать и заново собирать эти списки. Списки, когда чеченцы уже отказывались, небольшая часть, которые отказались, в это время в процентном соотношении 90% всех сюлей, наибов отказались от него. Их не было просто. Понимаешь? То есть, когда ногчи отказались, уже в то время сюли все почти что отказались от него. И не забывай, когда он ушел, он уже призывал сперва в шалей, диван собрал. Вот эти слова его: чеченцы, вы знамя ислама, вы меч ваш. Да. Это трактуется, везде написано, да, его. Он после этого в шалях его еще на диван собрались. Ведено, вообще говоря, даже не пришли к нему навстречу. Отказались, потому что уже не верили. Его слова и действия расходились с делами. Вот в этом была проблема, потому что там у них возникла проблема в шалях, кажется, или в Шатое, когда была встреча, наибы, приближенные Сюли, начали ему говорить, что должен быть следующий Гайз Мухаммад Халви, следующий имамом Чечни и Дагестана. И он на диване как-то это кто-то озвучил, и это не понравилось чеченским наибам. Вот тут пошел разлад, говорят. И чеченские наибы высказались ему, что следующим имамом будет тот, кто быстрее выхватит саблю, или быстрее будет рука, которая выхватывает саблю. И там уже начали говорить, что как вы смеете перечить, он имам, все, что он сказал. Уже когда у тех, у кого было еще двоякое отношение, тот, кто еще думал, соседчку дартиш. До конца цинсвистник шиу олшвик. Ца бойс хару, ца оухер элер яша шуно элер. Ца цеерцун на айерма чусоцун. Кица наебхалакцун нохчи. Шикхала швистник. Ухара адвитины уже отказались. Но первые отошли. Иш баш табула элаш бариатинский бизнес, иш дупка бациш. Аман. Допустим, садулацию, доудачу, дацу, яскарбить винчу, давелацию, сводшу. Ахверды вина, Шуайб вина, Амад вина, Умудуев, Мирвариза, Ташу Хаджвина, штука бешхила бацию, царь уже эцхена. Сега висен чараха, хуй ушви. Ялста гуш царь. Барят, несмотря за этим, нахил отсюн яхетин. Это знаешь, бать, царь, да, уже барятинских, он отказался от тактики Ермолова. Те же предыдущие были все, как Ермолов, огнем и мечом хотели завоевать. А Барятинский был хитрее. Он очень грамотный был и очень мудро поступил. Создал прокламацию, которая полностью подходила под все, фактически под все нужды чеченского народа. И не забывай, даже по тем последним данным, которые я опубликовал официальным, чеченцы сократились фактически до 120 тысяч, некоторые говорят, до 150 тысяч. Это всех вместе взятые. А до войны было где-то 280-300 тысяч бацев. Ты подумай сам. Башлам сам саты зараз хажах. Имам Шамилов, Заманча, то есть я это читал, это так или нет? Расскажи, если ты знаешь это, что имам Шамиль обратился к шапсугам объединиться в войне против России. И шапсуги якобы отказались, сказав, что они сами справятся. Нет, это неправда. Это неправда. К шапсугам он конкретно не обращался. Я хочу, чтобы люди понимали и вообще слушайте, понимали. Имама Шамиля и в проекте не было, когда адыги воевали с Россией. То есть не было. А шапсуги, чтобы было понятно, одно из обществ, которое вообще очень далеко. Имам Шамиль отправлял, говорятся, кабардинцам. То есть в эту область он направлял, чтобы объединились. Они отказали ему. Это было. А вот что к шапсугам отправляли, а шапсуги очень далеко, в отличие от кабардинцев, которые граничили. Вот. И Ташу Хаджи, если я не ошибаюсь,
Ташухаджи доходил вплоть до Адыгеи с призывом к исламу. Динит Берзуаш. Что дит камял дина аш. Ищет момент танис веласо. Про шапсугов нет. Кабардинцы, да. Они и то. Но с кабардинцев была двоякая ситуация. Кабардинцы и во времена имама Шамиля, шейха Мансура тоже была двоякая. Половина князей поддерживали шейха Мансура, а другая не поддерживала. Но из-за боязни, что народ простой поддерживает шейха Мансура, им приходилось, им приходилось поддерживать шейха Мансура. Но были и те, которые были на стороне Российской империи. Поэтому не те, одиозные войны, там знаешь, какая ситуация? Адыгея тоже неоднообразная. Более западная, до Адыгеи, Майкоп, Иоауи, Сочи-Лау, Убыхи, Шапсуги, Абазины, они более лямничка, что тейки, что и воинственно, и штара, хамялду, шейх Мансур поддерживать вашего. А вот вахбеш бари, у кого были плодородные земли, у кого были большие земельные наделы, которые были беками, князьями с давних пор, они не сильно хотели поддержать шейх Мансура. Поэтому там тоже все было неоднозначно. И Мадари связывал, действовал, Черкесу связывал. Он момент чадик дать, он барту, он юкаду кабеш, как один арбер баланит, как ешки продает это. То есть там такая ситуация очень неоднобокая. В общем, интернет, Кегуаш Арсу в 17 веке окончательно, в начале 17 века Российская империя окончательно прекратила платить дань. Лязин дух Масара, короче. В 17 веке? Да. Ну вот это и есть. В 18 веке, то есть. В 18 веке? Да, 1700 и 735. Ну смотри, Хазла, если мы говорим, я, честно сказать, не слышал, чтобы при Петре Первом кто-то платил дань. Честно скажу тебе, или при Романовых, что кто-то платил дань. Я таких официальных данных не видел. Я знаю, когда платили точно 280 лет подряд. Это я тебе могу сказать точно. А какие-то местечковые, какие-то там Россия же тоже не всегда была одна. Завтра договорим на эту тему сегодня. Ну, вот интернет, что, я короче. Не верь всему, что пишут в интернете. Да, Азовский поход где-нибудь, Эсмета уже начали прерываться там. Здания слушаться лучше уже. Ну, говорим, есть версия скандинавская, есть версия русская. По скандинавской версии Рюрик, Синиус и Трувор были викингами, потомки викингов, были норвежскими князьями. Но сегодня, если ты русофилом начнешь говорить, что Рюрик, Синиус и Трувор были викингами, они тебя с потрохами сидят. Они говорят, нет, это были славянские, новгородские князья. И они, это первые князья, чтобы ты знал, с кого вообще пошла Русь. Это первый повесть временных лет, 9 век, Церхена с Богом. Разные истории. Хвейн Уэйчунс разобраться, Далахар Церчаром, Капдахар, Сундер. Об остальном мы поговорим завтра, что сон интердол. Хоккасан Кавиамо, Камо Дайтин Матсун, Дайтин Тандерес, Хилдаси, Дуэл, Доктор Дуэл Бодисен Чунах Эзерах, Эзернска Содол, Кан. Я хаусер дуай Инстаграм шо. Ака дистри дуай мекшуй. Из-за Оли, да, короче, очень керами. Слабяк, бать, везрите. Телефон не отца, пока как гелёш. Ехаю, ехаю, валаж. Башла, Телеграм чуа, намного дико холиз, кочуа хунцаю ай. Цигаму юхаян. Европе, Америке, бешбуй. Церь духа большая, Телеграм, я церь. Все, понял. Иордания большая, я, Турция большая, я. Үш хауш бут. YouTube мы церь. Церь духа большая. YouTube церь барата. YouTube, ас Бог буду. Сон разница, я, мне чем больше сон алсам аудиторию, что она хули, сон шун масан хильчаны, нормально хильчаны, без разницы. Поэтому пятница. Телеграм. В субботу Инстаграм, воскресенье Ютуб. Ой, да, телефон, корян, чуда. Ой, да, ой, ну, цаби хадуса, что говорит. Ой,
ميالجو ما يدلح وي تيسيخ دوي وي واخو شو لبو دقدي عندهم هر يري وجري هر دري او دعو هر زام هو زام يون عالشه هو دعوش هم ويلي يزام يخر مسنا على دوش مسنا موات بيسبو مسنا ازش كات اتو اخوي ديسنك سديسنك دوتsa دوشلو وي استوريش وي سلكش يلا سلكش نزوانش يلا حق دوكومنت يا حق ارخيو حق عالشه تاندي الهم تخل وي دو شيء شارت حقيتي مثلا هر حي اقري وهر ويازل وهر وجدو ويغوش سخلشه وي مثلا خش داس ميات خشدو شارك سخرن يحتديشدو تندر حيقلت كيخت ديت إشونسن إديت سخو شيء ما مين سيوشي واشون as die خرطون در مدو شونو سحنا دينا خلقية ترتخلتا شو كوارتر مست يوشتا شو جرجر كان باچو تبايتا هو أديل دوشور ديبا داخل نخشي قام وي إدو وي عالشو وي تعلمينوات يا آرا للخنشال تلاستين دينا ديتين خر حياقري وش حياقري الوين بالك وش بايت المداس من ديشتي ساجيم سيختلوشة هوخ كيخت يا هر باخ وقنا وش باخ هر إستوريو هر وي باخ وي غوق دا سيولش يقير تير باتشا حرخ اللي حقير باتشا وي حقوش بوي نشوف عليه حاجالها قوات يركل سيا على سلطان موت أو خير شو مودته وش تلات ده يودوت احتساب وشر ويرو عليه ويتلات ويغودينا ويتأق تانا تيرون كشوبا سلطان موت الله تدل شو الله تدوج представляешь ويدعدل دولتي ويغودري وينقبرتيش وشتا أشر حاجة نقطة باختر تشو حاجة نقطة باختر مصلحة باخسام قدع بيش نقطة باختر وبشي خلابات شاش حيلنو شيلا حيلن شاشيو يتون قال حيلن شا أوية نقطة جو عمتك شو شوزق شو شم خالوين والمتج ورخ شم خالوين والمتج وش تيرشوش يورت بيتك شو قرام إت نجر تحوج إيش بيت متك شو شونش نو إيغاس كمتي دقينا هوقع أو شو دينا هوقع أو شون أرش حق هوقع تقدم له شهر دينا بوش يهم ديت سديز هند أشي إستوريا يازندوي كيخت يازن هجو هوق كيختو هرباخ هر كيختو تساتيشي الأولى دو أكاديمي نو كيون رسي تيجا كذا دي الأهتو شينا شو أش ديش دول هوني إتشاك بريوت продумать أشدوي ديل دواسنج ديل وان ورا ويج إستوري تلم بالربوشون وين دوقا كيرش كرودوشون وي أهتو خربوشون بيتنيق أميادوي أو دين دياتشي نان دياتشي سراز دعل هرجوكتي حوالوي هرهقلا حوالوي تلم بيه كيختلخ وي متل تعدويشل متل ميلخني يخايشون وي غوشقة تاني تشيمو ششلكيوش زغلاز نغلاز دويش كان عدويتsa دوي يهمش ناخلق دنيا ناخذ غيرتش انترنت شو واخر ما تدويت تخر حياقاش دو وجه حياقاش شو قيت مو بوسقيت وات نا قيل خليلوش دول هما هو دنيا ناخذ دق دويت ونقش سندر وتعون شقت دول يبو وي عود الخل وي مسل عدو او تود عدوش شو ما باخا هاي تلم بيه هاي لخا هاي بولغ بيه تيخا مولشه تارين ستانيش دينا ها تير ميلدين دول هما تير شمخالش تير نوتسالش تير كبردينسكي بيكش قيشر ليلين دول هما تانيش دينا с точки зрения хинс ويك خاتوي عادش خاش подлым дуи أما с точки зрения политики хаусиш غيبت واشي لحت ميلدق دو хаусиш قام باشي دعتون تير 600 تيش بيباتشونش تير موخ ميل بوقي خزي بو хаусиш سام ديك متك شوشون تير لام نشتوشون هوق راسي يوروبا سام لقلام بول متك يوشون تير لحت نش хаусиш ميل خزدو تير خينش хаусиш ميل دقدو وتير بال بات مياتشون كراتش عاوز بالكارش إيش جايز غيبت واش ريز بوش بابو تير بال نو نسمع أنا إتا هيلانز شاش سخين عم بغر هيلانز يتصدع بيرش بوشون ودوي دات شيء قوم البيدان أوي هدو وي قوم البيدان ترى وي عرفت بقلعته وي شابك بيوخا وي شابك وي شيء إستوري وي دعيت غيرش دلع أوصل أو لخر دوشون تخشون يقي صغير شو تكون يقي مغير وين تحهم أوش كله وين أحكوا جوات لودو
А уж кисю личи, войн хари аллери, вож аллери был, шумус лицев. С точки зрения закона, все. Арабский, турецкий, персидский, любой эти источник. Корени опубликовать есть. Тагает есть, войн хаихает есть. Все. Ищ рез, буй, данной рез, буй, хар рез, буй, вой, барбац. Мы нашли, опубликовали, все. Это сохранилось. Любой чувак. Бойс харали битте, шейх Мансурали битте, ногчи алис, тегш битте. Тысячами уже костышку решен. По крайней мере, с канала 13 тысяч уж. Кеча удит асасу. Я ювалаш, вас судин мело. Сен каринак шадик ногчи помог вадило. Воспользуй это хули. Ноутбук, статсум сакариоге, киншки азлу цайоге, сейгделуштеги. Карсалуштеду. Тан эхтош ледробуса багдикдич. Ну, мадაც секс и то кезик бьется, да, сухауна, сумелзеду. Ой, цадиещан. Диещан, дерез хил цадиещан. Дал эхто большо, шо даги хажин. Масера бюс далде алё, вакан связ ахиду далла. Assalamu alaikum. وعليكم السلام.